персоналии. И пройдемся мы сегодня по ним. Конечно, самый яркий представитель то ли движения, то ли организации, то ли ЧВК, то ли ответвления ЧВК. Статус исполнителя. Посмотрим, куда быстрее народ придет. Я бы сказал, громкий фанат доброволец. Ну, это Михаил. сейчас оно начнется. Он на фронте почти с начала 10:17, 2 часа ночи в Уфе, короче. Десятки тысяч подписчиков. Вчера все спят. в канале бойца появилось вот такое обращение. Вот это что за хуй, да? Айзерам все-таки этот киданул, блядь, заяву. Вы что, думаете, детей будете избивать, вам будет все с рук сходить? Прокатит. Где он Айзеров-то нашел? Ну так, Турканов Питбуль прокомментировал новость от 15 ноября. Московский комсомолец писал: мигранты напали на руководителя подразделения Главного управления собственной безопасности МВД. Полковник вернулся домой на служебном транспорте. На улице он сделал замечание группе людей азиатской внешности. Мигранты толпой набросились на полицейского. Он и водитель получили серьезные травмы. Конец цитаты. Как Турканов сделал вывод, что люди азиатской внешности это именно азербайджанцы, не ясно. И все же во втором посте в Телеграме он был чуть менее эмоционален и расшифровал собственную мысль. Что, господа, Ну-ка, что за дерьмо? Специалисты из Средней Азии, мигранты, завозимые чиновниками и прикрываемые ментами, в Подмосковье жестко прессанули водителя и высокопоставленного сотрудника МВД. Судьи, они до вас доберутся. Чиновники, они до вас доберутся. Вы их покрываете, вы их завозите, вы с них имеете, а скоро об этом пожалеете. Ох, пожалеете. Бытовое дело о нападении, что за нахуй викинг, в результате которого никто не погиб, вчера взял под свой контроль глава следственного. Вот, мында 3 киши. О, мында 11 киши уже сразу. Мында бір генә киши. Михаил Турканов. Что-то не то, блядь. В Петербурге он был звездой любительской лиги боев без правил, но карьера быстро оборвалась. В 2013-м такой уебок какой-то. За вымогательство и похищение человека. В его деле впервые были описаны все татуировки футбольного фаната. На правом плече свастика, на левом плече знак Белого Братства, Хельский крест, на правом предплечье аббревиатура АКАП, 2 восьмерки, а на правом запястье цифра 14 солнце. Рисунки на теле Турканов никогда и не скрывал, а с годами их становилось все больше. Да, видеоряд в представлении не противоречит тексту песни. Он уничтожает фашистов со свастикой на груди. Впрочем, противоречий не видит и в Министерстве обороны. Турканов уже дважды кавалер Ордена Мужества. В частности, он был награжден за то, что вынес с поля боя раненого командира. Не просто командира, фаната «Спартака», в то время как сам Питбуль болеет за «Зенит». Турканову Михаилу Викторовичу. Знакомый персонаж, потому что когда я получал, я 2 февраля вышел первый орден. Что тогда? Сотников или кто-то избил, по-моему, да? Командира полка вышел. Ну, кроме того, да. Служу России. Теперь Михаил Турканов фигура заметная, как и многие так называемые военкоры или депутаты-ястребы, мало кому известно еще 3 года назад. Питбуль из обычного футбольного хулигана стремительно превратился в опинион-мейкера. Он высказывается по разным вопросам, комментирует новости, записывает кружочки и пространные видеообращения. Неизменным остается приветствие. Всем спорт, всем мир, всех убить, все отнять по старой схеме. Она подарила статус и сиюминутную известность, а потом забрала жизнь. Всех победим, всех убьем, всех, кого надо, ограбим. Все будет, как мы любим. Давайте вспомним. Все же рассуждать на политические темы Турканову сложно. По-настоящему загорается он, когда говорит о драке. Неважно, идет речь о боях в ринге, на стадионе или на фронте. Я прекрасно осознаю то, что всему свое время, и чему бывать, тому не миновать. Соответственно, матушка Марена заберет нас тогда, когда это суждено. Ни раньше, ни позже, понимаешь? То есть танк херачил
живой остался. Гранатка херачили, живой остался. И вперишка херачили, живой остался. Кассетные боеприпасы херачили, живой. Видимо, пуля моя. Но если и пуля не возьмет, тогда я уж не знаю. За чуть более содержательную и политическую платформу Испаньолы отвечает другой лидер движения. Мудак, короче, Испаньола, мудак, блядь. Нацист Испаньола. В одном единственном тезисе. Мигрантов необходимо выгнать из России. Когда началась СВО, война, и мы услышали клич нашего государства о необходимости помощи. И мы пришли на помощь в вопросе СВО, пошли, конечно же, навстречу, конечно же, откликнулись. Короче, сегодня я хотел поговорить о навальнистах, пидорасов. Но сегодня тема, ну и об этом тоже будем говорить, вышла более интересная. Бомбить Москву. Когда мы будем бомбить Москву? Понимаете? Оружие почти уже дали. Вот. Только вот ждем, кто уже, как говорится, запускать-то будет. Фейерверки до Москвы срочно. В Кремль, по Москва-Сити. Ну, по всем, блядь, пидорасийским этим, где они собираются, нахуй. По всем этим местам, блядь. Барвиха, Рублевка. Короче, начиная с Подмосковья как раз и загоняя их, нахуй, в этот, блядь, в охотный ряд, нахуй. В ряду, блядь, в охотном, блядь, ряду как раз охотно их убить надо, блядь. Охотно всех, нахуй. Заебенить всеми, нахуй, этот, оружиями мира, нахуй. Поехали теперь футбольных фанатов целая бригада. Также мы понимаем, что сейчас нужна помощь нашему государству в вопросах миграционной политики. Впервые футбольные фанаты заявили о себе как о серьезной общественной силе в декабре 2010-го. Болельщика «Спартака» Егора Свиридова убили несколько северокавказцев. Спустя несколько дней ультрас разных команд собрались на Манежной площади в Москве. Несколько тысяч человек организовали беспорядки. Они дрались с ОМОНом и случайно оказавшимися на их пути мигрантами. Около 30 человек пострадали. Все это происходило в сотни метров от Кремля. Там к такого рода протестам отнеслись всерьез. Через неделю с фанатами встретился главный человек в стране. На тот момент премьер-министр Путин. Так он объяснял собственную мотивацию. Спокойно, почему я решил с вами встретиться? Потому что я считаю, что вы сила. И Путин имел это в виду. К болельщикам с тех пор действительно относились как к силе. Поначалу пытались задобрить. Был создан совет болельщиков при Министерстве спорта. Путин встречался с ними еще раз. И казалось, все, и Кремль, и фанатские трибуны, друг другом довольны. Политик Андрей Пивоваров, как он сам говорит, не уходил со стадиона с 1997 года. И даже в заключении старался следить за происходящим в фанатском движении. По его словам, конфетно-букетный период власти с околофутбольщиками закончился после беспорядков в Марселе, где российские болельщики подрались с английскими. Кремль заигрывает с фанатами еще во времена Суркова. Было даже, может быть, до десятых, до Манежки, когда они организовывали времена, в 2010, когда возглавляли съезды, были операционным блоком на улице. Они нападали на оппозиции, как много раз вопрос. Был такой достаточно долгий период любви, который закончился на Марселе. Бля, пиздит где-то шум, бля. В России тогда началась команда по фашизму. По мере приближения чемпионата мира законодательство ужесточалось. Турнир должен был стать образцом организации и безопасности. Таким, собственно, и стал. Фанаты перед этим были запуганы постоянными обысками. Александр Шпрыгин, бывший глава Всероссийского общества болельщиков, вспоминал, цитирую, «Это абсурд. В какой еще стране мира спецслужбы занимаются фанатами? ЦРУ или МИ-6 занимаются фанатами английскими? Моссад занимается фанатами израильскими? Вряд ли. А у нас ФСБ, причем центральный аппарат, занимается фанатами до сих пор. По полной». Конец цитаты. После чемпионата мира репрессии в отношении фанатов не закончились. Их пик – это введение Fan-ID, специальной системы, в которой каждый желающий попасть на стадион должен пройти регистрацию. Чтобы в случае чего болельщика было проще найти полиции. Теперь же фанаты, говоря языком Путина, снова сила. Испаньольцы прошли через войну, а значит именно они новая элита.
настоящая элита. Это все, кто служит России. Труженики и воины, надежные, проверенные, делом доказавшие свою преданность России. Достойные люди. В скором времени бойцы батальона «Испаньола», как мы понимаем, будут Короче, у них каждая сука элита. Каждая сука это элита, нахуй. Важности. И Владимир Путин, собственно, и Маньяки элита, нахуй. Тюремщики элита, блядь. Все элита, нахуй. Люди, которые сейчас отстаивают коррупционной стране, блядь, где, блядь, этот пидор, нахуй, как себя ведет, нахуй, папа Карло, нахуй. И, конечно, будут такие, блядь, уёбки, одни, блядь, колдыри и бомжи, нахуй, будут сейчас элиты, нахуй. Ну, заебись, блядь, заебись, нахуй. интересы России на фронте, они, новые элиты, должны стать во главе государства. Хотя, по идее, именно сейчас они должны начать их бояться, после того, как они почувствовали вот этот вкус крови и легальность ее, и возвращаются с ощущением уверенности в собственной правоте. Вот, собственно, и настал тот момент, когда ФСБ всерьез, мне кажется, с ними столкнется. Спасибо большое. Это был Михаил Шевелев с рассказом о том, что представляют себя бывшие фанаты, а ныне герои СВО. Здесь и сейчас. Шкуры оленей отправили российским военным, цитирую, для маскировки на передовой. Это не шутка. Это следует из поста губернатора Магаданской области Сергея Носова в его официальном сообществе ВКонтакте. По словам главы региона, оленьи шкуры якобы помогают скрывать технику и укрытие от тепловизоров. Это особенные какие-то свойства шкуры оленей. Носов сообщил, что с такой инициативой выступили местные оленеводы и активисты Общероссийского народного фронта УНФ. И он обязался их поддержать и поддерживать, собственно, делом эту идею. Он пишет: свойства кожи и шерсти оленей позволяют скрывать от тепловизоров технику и укрытие. Кроме того, они сохранят тепло в холодное время года, поможем обеспечить перевозку, выделку шкур и передачу нашим бойцам, говорится в посте губернатора. А нету это случайно презервативов, блядь, с тепловизорами, нахуй? Точнее, блядь, без тепловизоров. Ой, блядь, чтобы, блядь, тепловизор не засек, нахуй, когда, блядь, нахуй, будем мы, нахуй, иметь, нахуй, узкожопых там, блядь, в Подмосковье, блядь. Срочно надо придумать презервативы с этими, нахуй, с ультрафиолетом каким-нибудь, нахуй, чтобы не видно было, нахуй. Антиваксер, убийца животных, обвиняемый по делу о вымогательствах. Это возможные члены нового кабинета Дональда Трампа. Он объявил, кого хотел бы видеть на ключевых постах в Белом доме. Например, у многих не только демократов, но и республиканцев вызывает вопросы кандидатура на пост главы Пентагона. И может стать Пит Хёксет, ветеран 2 войн, но последние 10 лет ведущий Fox News, без опыта управления собственно, не просто в армии, но и на госслужбе. О нем и о других сторонниках Трампа, против которых велись и заводились разные дела, велись расследования, но которые теперь могут стать высокопоставленными чиновниками в Соединенных Штатах. Об этом сюжет Алины Дедковской. Собака Джо Байдена напала на 24 агентов секретной службы. Сколько людей должно пострадать и быть опасно травмировано, прежде чем вы что-то сделаете с собакой? Это, возможно, будущий министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм. Выбор Трампа. Губернатор Южной Дакоты, противница абортов и однополых браков, сторонница утренней молитвы в школах. В этом интервью полгода назад она говорит о командоре, любимой немецкой овчарки Джо Байдена. Привет, дружок. Как ты? Как дела? Овчарка Байдена действительно много раз кусала охранников Белого дома. Оно им намекало, мол, можно было бы и застрелить животное. Подобный совет она дает не просто так. 20 лет назад она застрелила свою собаку. Немецкой короткошерстной легавой по кличке Крикет было 14 месяцев. Об этом Кристи Ноэм подробно рассказала в своей книге. Вы пытались ее научить охотиться, но она слишком перевозбудилась и не получилось. Она загрызла куриц. Вы жалеете, что поделились этой историей? Маргарет, вы знаете, в этой книге много историй, которые для меня болезненны и уязвимы. О тех временах, когда я принимала сложные решения. Я оставила эту историю в книге, чтобы люди знали. У этой женщины пиздец, нахуй. Старая карга, блядь,
Главное, лицо нахуй, как у мумии нахуй, блядь. Типа красотка нахуй. А шея, блядь, и дальше низ идет все, блядь, как у бабушки 80 лет нахуй. О, пиздализа вышла опять нахуй. Такая. Кристи Ноэм застрелила не только собаку, но и своего козла. По ее словам, он плохо себя вел и отвратительно пах. Трамп объяснил выбор так. Она сильна в вопросах безопасности границ. Это далеко не единственное, можно сказать, провокационное назначение У нас Трампа. тоже есть... Стать новым генпрокурором и У нас тоже есть козел один, блядь. Путинский нахуй. Можно ее заказать, чтобы она застрелила этого козла, блядь? Заебала на то весь мир уже. закону США одновременно возглавить Министерство юстиции может Мэтт Гетц. Его считают одним из самых радикальных сторонников Трампа. Он поддерживал избранного президента США в судах, выдвигал его на Нобелевскую премию мира. Дональда Трампа не остановить. Выбрать его президентом и Америку будет тоже не остановить. А еще Мэтт Гетц фигурант нескольких скандалов. До недавнего времени он был членом Палаты представителей. Комиссия по этике расследовала против него дело о сексе с несовершеннолетней. Но после того, как Трамп объявил о выдвижении Гетца на пост генпрокурора, он вышел из Палаты представителей. Таким образом, результаты расследования могут быть не обнародованы. Один республиканец в Палате представителей, услышав о выборе, так смеялся, что ему пришлось вытирать слезы. Ранее комиссия по этике рассматривала другие эпизоды. Употреблял ли Гетц наркотики, брал ли взятки. И это не все. Его подозревали в том, что он делится неподобающими видео и фото с коллегами. Правда, республиканец все обвинения отрицает. Другой неожиданный выбор Трампа – Пит Хексет, возможно, будущий глава Пентагона, он же министр обороны США. Хексет – ветеран войн в Афганистане и Ираке, но более известен как ведущий Fox News. Несмотря на то, что он майор запаса, у него не было руководящих должностей в армии и на госслужбе, а несколько лет назад против него было открыто расследование о сексуальном насилии. Об этом сообщал CNN со ссылкой на властей штата Калифорния. Короче, туганлар, произошло рано утром 8 октября 2000. Слева 83 киши, справа бергене киши. Киши юг. Наверное, я там вырублю нахуй этот YouTube, блядь. Ну, зайду в ТикТок, блядь. Да ведь? Завершу, блядь. Потому что толка нету. Мында за толку. Нәрсеке киши бар. Так что этот, туганлар, нәрсеке. Язырсыз, кимни алып ташларга этот башсыга башласа. Сейчас мы начнем это делать. Мында киши аз булган шул 39 киши генә. Так, сейчас зайдем. Тики-тики-тави. Тики-тики-тави. 2017 года в отеле «Хаят». И о нем сообщили 4 дня спустя, согласно заявлению. В заявлении говорилось, что не было задействовано никакого оружия, но были травмы. Новый кабинет Трампа вызывает опасения не только среди демократов, но и республиканцев. Высокий пост может получить Роберт Кеннеди-младший. Его обвиняли в домогательствах, в жестоком обращении с животными. Он отрезал бензопилой голову мертвому киту. Но проблема даже не в этом. Известный антиваксер и сторонник конспирологических теорий Кеннеди-младший может получить пост министра здравоохранения США. Сколько всего про него можно рассказать? Человек под присягой говорил, что у него часть мозговых клеток съел червь. Он это говорил во время бракоразводного процесса, чтобы отмазаться от алиментов. Вот он отвечает за здравоохранение. Формально кандидаты Трампа должны получить одобрение Сената, однако он может обойти это. В целом они там, конечно, все на подбор. Я думаю, что по большому счету самое лихое назначение — это, наверное, Талси Габбард, которая стала главой директором национальной разведки, человек, которого, в общем-то, довольно публично даже обвиняли в активной работе на российскую разведку, на российский режим, которого очень любит российская пропаганда, человек, который встречался с Асадом как раз на волне всех обвинений в химических атаках, который оправдывал российское вторжение в Украину, повторял ложь российской пропаганды про биолаборатории американские в Украине. Это вообще за гранью. Главой нового департамента эффективности правительства США может стать Илон Маск. Его обвиняли в домогательствах и связях с Россией. А в ходе предвыборной кампании прокуратура штата Филадельфия подала в суд на Маска из-за того, что он раздавал ежедневно по $1 миллион тем, кто проголосует за Трампа. Трамп здесь выступил где с сегодня я таким не был. эпатажным предложением, которое, вызывает удивление, опасения и раздражение в профессиональной среде.
Ну, возможно, это, конечно, собственно, часть намеренной такой линии политики для того, чтобы, как он говорит, встряхнуть Вашингтонское болото. То есть, возможно, это не эпатаж, а именно строгое следование намеченной цели. Против самого Дональда Трампа ведется расследование по нескольким гражданским и уголовным делам. Например, фальсификация документов. CNN и NBC со ссылкой на источники писали, Минюст собирается закрыть эти дела. Так. 99 киши утра. Хазар. Туганлар. Сейчас начнем. Момент. Здесь сейчас ТикТок скину одну вещь. Так, Башқұртстан, Татарстан, туғанлар мені көрсеңіз, керегіз менің екінші тиктогыма, қазір менде эфир башлаймын, мында башламын, бүгін мында күні бойы болдым бетінде. Башқұртстан олға деген керегіз, мына шында оставлю сейчас ссылку. Так, Башқұртстан, Татарстан, туғанлар мені көрсеңіз, керегіз менің екінші тиктогыма, қазір менде эфир башлаймын, мында башламын, бүгін мында күні бойы болдым бетінде. Башқұртстан олға деген керегіз, мына шында оставлю сейчас ссылку. Так, Башқұртстан, Татарстан, туғанлар мені көрсеңіз, керегіз менің екінші тиктогыма, қазір менде эфир башлаймын, мында башламын, бүгін мында күні бойы болдым бетінде. Башқұртстан олға деген керегіз, мына шында оставлю сейчас ссылку. Так, Башқұртстан, Татарстан, туғанлар мені көрсеңіз, керегіз менің... Так, все записал. Так, идем дальше. Сейчас. Леди Соединенных Штатов Мелания Трамп, скорее всего, не будет жить в Белом доме в течение второго срока своего мужа. Ой, бля, а где же она будет жить, блядь? Между Палм-Бич во Флориде и Нью-Йорком, где сын президентской В четы бичах каких-то, в бичах будет жить она. Вот, честно говоря, никогда не было. Если CNN окажется права, это будет уникальный случай. Ни одна первая леди в истории Соединенных Штатов не отказывалась от проживания в Белом доме. Это не первый отказ будущей первой леди соблюдать традиции. За последнюю неделю до этого она уже публично отказалась от чаепития, например, с Джилл Байден, женой уходящего президента Джо Байдена. Все первые леди до нее, кто-то смущаясь, кто-то не желая того, все равно соблюдали этот ритуал, который должен показать стране и миру, что передача власти проходит мирно. Мирно. Ну а Путин продлил полномочия ректора МГУ Виктора Садовничева на 5 лет. В апреле Садовничеву исполняется, это уже исполнилось на самом деле, 85 лет. Согласно указу, ректор МГУ будет занимать свой пост еще 5 лет. То есть до рекордных 90 лет. При этом, согласно Трудовому кодексу, ректоры государственных вузов могут работать на своих постах только до 65. Но для Садовничева закон не писан. Фактически пожизненный срок службы – это благодарность за верность. Еще политолог Глеб Павловский много лет назад характеризовал этого человека как идеального человека эпохи Путина. Еще одна цитата у Садовничева: «Взгляды никогда не отличались от взглядов соответствующего времени в Кремле». Так, сейчас ТикТок начнем. Так, 116 киши утрамында. Инаңники. Bunu, значит, этот YouTube продвигает. О, Ника, салям! У вас все в Польшу бегут, других стран не знаешь? А кто в Польшу бежит? А, вы сами тут общаетесь? Я только увидел просто. И что-то я не понял. Ника, это ты мне? Короче, начинаем стрим. Стрим у меня сейчас и в Ютубе идет. А кто в Ютубе не любит сидеть, вот для вас ТикТок сегодня решил открыть, потому что два Ютуба сразу это что-то не вперед сегодня. Шунарга, Олга Башкортостан, Олга Татарстан. Если не трудно, распространяем, пожалуйста, ТикТок тогда. Закидывайте. Доброй ночи, хайрлы кишлер. Разиля. 95. Разиля, тотар мне. Ой, ё-моё. Давай. Короче, минуттеге нәрсекеге де жазып жібердім. Икенші ТикТогыма да. Хайрлы кишлер, Разиля. Так, ладно, дослушивать потом будем. Итак, давайте начнем. Тут до хера что набралось. Тема сегодняшняя, я уже высказывался в одном в Ютубе уже. Короче, была тема Навальных.
то, что они, эти пидоры, вышли в этом, блядь, в Берлине. Но его тоже найдем, обсуждать будем. Про него тоже всякое есть. И самое интересное, бомбить Москву. Вот это кайф, понимаете? Вот это самая тема, это тот самый смак. И мы дожили до этих времен. И говорите, инша Аллах, чтобы бомбанули, хорошенечко бомбанули, чтобы все мы радовались, понимаете, радовались, что будут бомбить эту сраную краснозадую Москву, блядь, чтобы не было Кремля, блядь, чтобы не было, нахуй, Охотного ряда, Рублевки, Барвихи и вся поеботины, нахуй, где эти крысы, нахуй, будут находиться. Все эти, блядь, лазейки ихние, нахуй, под землей. Все сгибаните, нахуй. С такими бомбами, которые будут, нахуй, искать их, блядь. Бомбы-ищейки. Вот с этими бомбежками, нахуй, ебашьте и ебашьте. 193 киши, 193 киши, блядь. Бомбить Москву и баттагилары, нахуй. Скрин поймали, нахуй. 193 киши, блядь. Чисто вам потом закинуть только. Шундай хал. Башқұрт міне, матурым менің, Башқұртым, мен де Башқұртстаннан, так что Башқұртстан олға, Башқұртстан müstakil боларға тиіш. 237 кіші, аузына сіген, блядь, 237 кіші, так, дальше, 237 кіші, скрин. Итак, туғанлар, башлайбыз, короче, бір ютубны ябып, бір тиктокка кірдім. Ярар, Разилюшке рахмат, короче, нәрсәкә югалма, язып тұр, нәрсәкә, менің телеграмға язып қоялы, өзің данныйларыңны. Сен нәрсә, күйеудәсіңме, күйеудә түгілме, нәрсәкә, давай, үйләнешәбіз сразу, шуны сұрап алайым әлі, свои личные, тоже, как говорится, нужно же обсуждать. Итак, начнем по порядку, наверное, или что, я не знаю, тут. Ну, давайте начнем. О чем говорят? Ну, давайте с Куштау Байрам начнем, давайте. Так. Потом дальше, Инда. Все, будем листать, читать, о чем будем говорить. Итак, Уфа.ру пишет. Отец срочника из Башкирии рассказал, что сына ввели в заблуждение и заставили подписать контракт, пообещав поездки домой на выходные. Инде, өзімні туғанларыма, башқұртларға, татарларға айтам. Бірнінде де контракт, армия, ничего не подписывайте. Нахуй шлите всех, блядь, узкожопых особенно. Манкуртов, Хабирова и всех нахуй намыло. Миниханова тоже намыло. Всех ебите в рот, деген кебек, блядь. Сігігіз оларды нахуй. Если не можете, блядь, нахуй, значит шығып кетегіз мына. И все, шығып кетегіз, мен сізге ярдам берем, шетелге кіріп кетерге. Башта шығығыз. Итак, 20-летний парень из Нефтекамска получил повестку на срочную службу. Так, Нефтекамск, наверху, окей. 8 ноября прибыл на сборный пункт Уфу. Спустя сутки он сообщил родителям, что подписал контракт на военную службу. Само собой, ему пизды дали, наверное, мучили в Уфе, в военкомате, я тоже там был, 2 года этой ебучей армии служил я. Как объяснил Михаил родителям, Михаил притом еще, нихуя, к срочникам пришел прапорщик-вербовщик, который набирал команду кинологов. Да, там приезжают покупатели сраные, их назвать покупатели. Ташаклар, блядь. И они тоже меня также купили и увезли ебеня нахуй. Дальний Восток, Хабаровский и пизда с ушами. 2 года там нахуй. Чалился я там. Он пообещал высокую зарплату. Ага. И службу под Уфой. Ага. Чтобы срочники могли каждые выходные ездить домой. Ой, блядь. Еще кутак, майга бутап еще предлагать этмаганлар, конечно. А может и предложили. Из вариантов также предлагали службу в спортроте. О, спортрота, нихуя себе. Не жирно ли будет нахуй? Минимум 15 молодых людей поверили ему и подписали документ для такой службы, который на деле оказался военным контрактом. Вот вам нахуй. Так что сізге, блядь, нахуй. Мына сізге мә, туғанлар. Так что верьте побольше вот таким прапорам, которые, как говорится, вас заверуют в задницу. Хорошо еще, блядь, в Африку Вагнером не уехали, нахуй. И ладно, в Украине как-нибудь вас отымеют там украинцы. А в Африке-то, нахуй, представили, как африканцы будут вас иметь, нахуй. У них-то, блядь, хорошие шланги, нахуй. Понимаете? Так что
Так что вот так вот. Я теперь готова ко всему на свете. Что за хуйня? Какая-то хуйня. Какой-то стих, блядь. Итак, что-то тут Фейгин говорит. Пока Москва не уничтожена, она будет завидным упорством припираться со всем миром на теме ядерного оружия. Мы имеем дело с отморозками. Прогноз Марка Фейгина. Рано или поздно ракеты полетят на Москву. Иншаллах. Точно так же, как они сейчас летят в Киев. Почему вы уверены, что такого не может быть? Может, мы ждем, мы голосуем за это. Бомбить, бомбить, бомбить. Только бомбить Москву, блядь. Пока не разъебем всю Москву, мы не должны, как говорится, нахуй успокаиваться. И кюзиллик сидеть кишутера, оузера тащим. А тикток-то, как обычно, кутак-таюк, тикток-то. Вот я не понимаю этот тикток, блядь. Тикток-то кутак-кишиюк, блядь. Кутак-кишиюк, блядь. Итак, идем дальше. Это видео сделало мой день, блядь. Иди нахуй, какое-то видео подсовывать начали. Итак. Окей, это о таком тоже прочитаем. 18-летний Урал Хасанов, воспитанник Уфимского шахматного клуба «Толпар», официально получил звание гроссмейстер России. Такое высокое достижение стало результатом упорных тренировок и блестящих выступлений на международных турнирах. Так что, блядь, нахуй, bizda шахматистлар бар. Так что, гурланырга керек, башкортлар алга. Особое внимание заслужила победа Урала на чемпионате Исемеда Матур, на чемпионате мира среди юниоров в Батуми. В 23 году это событие стало настоящим прорывом в его карьере и принесло ему заслуженное признание. Поздравляем! Гратуреля, как там говорят, гратуреля, блядь, сука, не умею, блядь, этот язык. Так. Вот самый помет опять начался, блядь. Пенсионеры Мариэль отштрафовали на 500 000 рублей за призыв не убивать в чужой стране. Когда знакомые начали помогать деньгами на оплату штрафа, его карту сразу же заблокировали. Он будет платить 50 месяцев по 10 кусков из пенсии. 18 000, оказывается, у него пенсия. Как говорите, Россия последний оплот свободы и демократии? О-хо-хо-хо. Демократия нахуй. Демократия, когда у вас член во рту. Член во рту у вас, блядь, узкожопые, понимаете? И это манкурты тоже так же. Не захлебнитесь нахуй чужими членами нахуй во рту. Не захлебнитесь. Шумдыхаль, туганлар. Чё за хуйня? Вот, видите, я весь день не был в новостей. Толпы протестующих в Сухуми скандируют «дезертир» и «предатель». Они ожидают переговоров с так называемым президентом Абхазии. Люди собираются на площади у здания администрации президента в Сухуми. Чё, дёру дал нахуй президент, что ли? Как этот, блядь, Янукович или как там, Гандон, блядь, упиздил под этот Путин ташагался на Крепкиткян, блядь. Где нахуй эти... Поэтому Хабиров, когда будет бежать тоже куда-то нахуй, мы его достанем. Хабиров на бошен мен лично алам дедим бит инде. Я, как говорится, хочу обещание сдержать. Предоставите мне такое полномочие нахуй. Хабиров на нахуй будем казнить на всю Уфу, блядь. На всю Уфу будем Хабирова казнить. Хотанында, икисен нахуй. Будем казнить нахуй. И никто нам не указка нахуй. Что мы будем делать? Это наше дело. Поэтому точите, как говорится, топоры нахуй. Будем казнить Хабирова рано или поздно. Идель Реалия пишет. Привет родным друзьям, землякам башкирского народа. В Самаре судят 6 фигурантов баймакского дела. Прям так написали, как будто сказку, блядь, читаю нахуй. Мына, Баймакта халық утыра. Бір кем қойғырып та куйғаны юк олар турында. Как стало известно, в промышленном районе суде Самары проходят 2 процесса над фигурантами баймакского дела. На одном из них судят Айгиза Абсалямова, Раиля Галина, Вадима Кагарманова, Айсура Тулыбаева и Айгиза Уразаева. На втором Минзию Адигамову. Бүтінісі башқұрт хам татарлар, наверное. Ну, кубраге башқұртлар dediler инде. Которые на время следствия поместили под домашний арест. Кроме того, выяснилось, что в Центральном районном суде Орска, сраный Орск, блядь, Оренбургская область, блядь, судят Айтугана Абдулина и Мурата Бекбулатова.
Там такой дерьмовый город, это, блядь, загазованный гондонский город. Всех их обвиняют в участии в массовых беспорядках и в применении насилия, не опасным для жизни и здоровья в отношении представителей власти. И рассказывает о каждом обвиняемом. Уроженца Гафурийского района Башкортостана Айгиза Абсалямова силовики задержали 16 февраля. В тот же день судья Октябрьского района суда Уфы Руслан Гареев арестовал его до 17 апреля. Впоследствии срок ареста неоднократно продлевали. Запомнили, да? Руслан Гареев. Руслана Гареева мы будем находить. Тоже он это бошын алабыз нахуй. Бошын пиштирабыз нахуй. Пиштирилмаган болса полный рост бошын алырга мындай пидорасларны. Всех манкуртов будем вылавливать. Имейте в виду, шунарга босыгыз. Кстати, я вчера ночью копался, слушал этого Габбасова. Габбасов говорил, что Хазихан был из Юрматов. Я тоже, кстати, из рода Юрматов. Старлтамак, Старлибаш, Олга. Biz төбебіз бүйік болған екен. Шул бүйіклікні біз қолға алырға тиішбіз. Біз қазір түптебіз. Шул түпліктен шығырға керек. Үске көтерілге, юқарыға шығырға керек. Шунарға уян башқұрт білен татар. Уян, блядь. Уянығыз нахуй. Мәскәуні, блядь, тітіреткен нахуй бізні ата-бабаларыбыз. Мәскәуні сіккен бізні ата-бабаларыбыз. Біз сігірге тиішбіз оларына, нәрсе болса да. Оңладығыз мы? Айгиз с самого детства был спортсменом. Участвовал во многих соревнованиях и выигрывал. Их вытащим. Первый раз, когда мы зайдем туда, сразу все тюрьмы освободить. Все тюрьмы освободить, нахуй, возьмем их с собой. Так, в соревнованиях и выигрывал. Писали о нем родственники. В гимназии, которую он окончил, до сих пор его помнят и говорят про не только хорошее. Для родителей он старший сын, который всегда примчится и поможет каждую неделю. Ездил в деревню к родителям, навестить их, помочь по хозяйству для семьи. Он единственный кормилец, примерный муж и отец двоих детей. Аязик 3 года, Асия 5 месяцев. Осия, менімді әбейім, нәнәмні сіңілісі Осия. Башқұртлары. Мына шынды шипшыста башқұртлары. Для родных он добрый, отзывчивый брат, племянник. Дядя, зять всегда придет на помощь и не оставит в беде. Секунду. Ауыз Шунарға нәрсәкей, нәрсе, онда комментарийлар бик көбәйіп кетті, дуғанлар. Кім бар онда? Нәрсәкей, айтыңыз, кімні сіз тартып жібәреге? Кімні тазалап бар? Или тұрсынлармы? Итак, имеется в виду Ютубу говорю я. О, зрительler, 13 киши, рахмат отырганларга. Данкшон, битшон, мерси баку. Итак, на момент задержания Айгизу Абсалямову было 30 лет. Ну, год, наверное, уже там, да, сидят, блядь, с прошлого января. Грубо уже 31 ему, хортая. Так что, ну вот он тут, ну, такой красавчик, такой, на всякой. Нормальный пацан. Итак, дальше что там? Украина сможет наносить удары американским оружием только по военным целям в Курской области. Изменит ли это ход войны и какое решение могло бы быть более эффективным, рассказал военный эксперт Давид Шарп. Ну, Давид Шарп нахуй пиздит всегда нахуй. Это можно, это нельзя. Надо делать нахуй. Можно, нельзя нахуй. Ебашьте нахуй по Москве и все. Берилган экен сизге нахуй. Ебашьте. Нихуя себе. Какой-то хуй звезда российского балета, блядь. Выпал из окна после критики войны. Нихуя себе. Убили. Артист балета, премьер Мариинского театра Владимир Шкляров погиб в ночь с 15 на 16 ноября в Санкт-Петербурге. Тело танцовщика нашли под окнами его дома на набережной лейтенанта Шмидта. Шкляров упал с 5-го этажа, сообщили ТАСС в правоохранительных органах. Причина смерти пока не установлена. Следственная комиссия считает, что это был несчастный случай. Несчастный случай с 5-го этажа, нахуй. Минем кутемна нахуй. Докажите минем кутемя, что он, блядь, нахуй. Минем кутем послушает, надеюсь. Если он услышит это, блядь. Поэтому пиздеть не надо. С 5-го этажа выкинули вот такие, блядь, узкожопые общины, нахуй. И все.
Вот и все. Так что Башкортостан, Татарстан, если что-то хотите говорить, только шетелге шығып қана сөйлерге, аңладыңыз ма? Үйде алай қыланырға түгіл. Қыланырға можно. Я когда всегда говорю, блядь, 100 тысяч. Не как нахуй этим Навальнюгам нахуй 1500 человек вышло от силы, говорят. Так что 100 тысяч минимум. Вот только тогда мы можем воевать. 100 тысяч. Вы идите на улицу Уфаға, Башқұртстанда шықсаңыз 100 мың кіші. Шунда біз сәгеләбіз нахуй. Бүтінісін, блядь. И то анда да 30-дан 50-ге хәтле мужиклар булырга тиеш. Хатын кеше не считается. Так. Пиздец. Из Волгоградской области с ИК, ну это опять тюрьма, на СВО ехало 3 автобуса. Всего 108 человек. Из них 102 человек теперь без вести пропавшие. Прикиньте, да? Ну, на днях только об этом писали, что 3 автобуса проебалось, блядь, без вести нахуй. Ну, нормально. Родственники пропавших без вести россиян продолжают записывать обращения, раскрывают истинные масштабы потерь, которые скрывает власть. Ой, блядь. Елағыз инді инаңның бәттәгілері. О, блядь. 10 пар Уфы отметили золотую свадьбу вальсом в ЗАГСе. Пожелаем молодоженам дожить и до бриллиантовой свадьбы. Ну, явно мында бүтінісі урыслар, блядь. Понятно. Идем дальше. В Тбилиси продолжаются протесты. Буквально бүгінгі. В отдельный район люди продолжают возводить баррикады. Да бомбите нахуй все там тоже, блядь. Так. Вариант о остановке войны на тяжелой линии фронта неприемлем для Путина, сообщил Песков. Этот пиздов, блядь, не знаю, как так надеяться на какой-то мир, но Путин явно не собирается никакую войну прекращать. Не для того, как он начинал эту кровавую войну, чтобы просто так ее прекратить. Так что пока Путин будет оставаться у руля, в России будет вечная война, мясорубка без цели. Шулай. Так что нахуй, бүтін манқұртлар күтігізіні нахуй вазелинлап тұрғыз, ярма? Вазелин көбірек алығыз үзігіз білән. Эти сраные манкурты, которые отправляют, блядь, помощь, блядь, в банках, соленые огурцы, отправляйте побольше вазелин, чтобы, блядь, украинцы, блядь, хорошо, как говорится, входили в вас. Окей? Так. Нихуя. Глава управления уголовного розыска Иркутской области случайно убил человека во время охоты. А может, у них было, блядь, охота за людьми? А остаться в живых, как в фильме, блядь, нахуй? Последний герой? Или что-то в этом роде? А кто его знает, блядь? Чё там, жара, да? Номад, жора, Ника, жора идет? Баня. Итак, окей. Ладно, короче, пока Куштав отставим, заходим в свой этот телеграм-канал. У нас тоже тут не тихо. Так. Ну, кто-то пропизделся, но это пиздеж, конечно, наверное. 17 минут назад удар атакамс по Москве. Долбанули по Кремлю. Этого ждали все. Все живы? Но пока никто не ноет, нахуй. Наверное, ничего не полетело. Пизданул кто-то, нахуй. В РФ начали применять новый вид управляемых авиабомб. ОВ-ЗАВ-500 по украинским позициям. Снято на Купянском направлении. Яркая вспышка в самом начале, скорее всего, является процессом детонационной распыляемой зажигательной смеси, которая выпаливает оборонительные позиции. Что за дерьмо? Ну-ка. Короче,
что-то пиздануло конкретно там, и белый дым, и этот столб дыма поднялся прям, не рассеялся по краям, блядь, дохуя, а прям как кругляшком поднялся вверх, ну, примерно как вулкан. И над там 10-20 метров над небом стало кругляшок такой, шапочкой. Ну, что-то конкретно забодяженное ебанули, конкретно забодяженное, хуйню какую-то. В Петербурге обвиняемого в заказном убийстве отпустили на войну. Александр Сухарев по кличке Боцман, бывший спецназовец, участник и так далее. Короче, ладно, не будем думать. Кременчук уйдет под воду за 30 минут, если россияне разрушат ГЭС. Важно понимать, что дамбы строили так, чтобы прилет ракеты не мог их разрушить. Поэтому угроза затопления от прилета не такая, как ее рисуют. Надеюсь, до этого долетит все до Москвы. Так что bütün musulmonlar duo qiling'iz Ukrainalar uchun, чтобы украинларга, как говорится, дал Аллах Та'алям дух, которого у нас нету. Им дал духа, чтобы они ёбнули наконец-то по Москве. Делаем все дуа. Хотя бы делайте дуа. Кулыңыздан кутағыш келмәгәч, дуа делайте хотя бы. Каждая молитва делайте дуа. Башыгызны сәждәгә куйганда дуа кылыгыз, чтобы Москву бомбануло, Аллах, Москву бомбануло. Вот так, короче, окей? Ну, учить-то вас не буду. Намаз укыгыз беләсең дә. Но главное, произносите Москву бомбануть, вот так, короче, чтобы весь мир так говорил, чтобы. И чтобы бомбануло, знаете как? 108 километров диаметр этого МКАДа, понимаете? Чтобы бомбить, нужно именно вот внутри 108 километров. И потом по краям, там, до Барвихи, там еще вглубь, там посмотрим. Ну, главное, чтобы вот внутри 108 километров была огромная лунка нахуй. Чтобы потом там когда-нибудь там рыбу будем ловить, если что. Или мертвецов нахуй. Так. Послушаем теперь Чирикову, блядь. Мнение Евгения Чирикова. Нихуя себе. Кто такая? 17 ноября по Украине Россия нанесла один из самых страшных ракетных ударов за всю историю войны. И, наконец-то, Байден, а вслед за ним Франция и Великобритания разрешили использовать дальнобойное оружие. Надеюсь, слышно? Почему, с моей точки Послушаем, пока Мечайчева. Это шаг на пути к миру. К настоящему реальному миру, а не так называемому миру, которому сейчас принуждают Украину. А вот почему. Потому что в отличие от России у Украины нет задачи уничтожить Россию. Это у путинской России задача просто уничтожить Украину, потому что она приняла не путь имперский, а путь демократических преобразований. Вот почему ее уже 3-й год утюжит бомбой. Угу. В отличие от России, согласен, 100%. Задача отбиться и просто жить своей жизнью. Вот почему то дальнобойное оружие, которое она получит, Украина будет использовать исключительно против военных целей. Мы тоже отбиться должны. Что российский бомбардировщик, который стоит от Москвы на военной базе, не взлетит и будет уничтожен той самой ракетой. И это значит, что ракетные установки, из которых отправляются сейчас ракеты по территории Украины, тоже будут уничтожены на территории России. И что все это значит? А это значит, что мирные города Украины не будут уничтожены, дети не погибнут. Это значит, что не будет уничтожена детская больница в Киеве. Снова в ТикТоке нихуя никого нету. ТикТок ебанутый. Собирается уничтожать детские больницы. Почему? Ну, потому что у Украины западное оружие. Она связана кучей всяких обязательств перед западными партнерами. Угу. В отличие от Путина. Бюрократы сраные. Красных линий нету. Вы не переживайте, дорогие товарищи россияне. Эти ракеты полетят не по вашим мирным объектам. Они не полетят в школы. Они не полетят в больницы, как сейчас российские ракеты летят по территории украинских мирных объектов. Они полетят по военным целям. И еще один важный момент. Дело в том, что
Если Россия, которая потеряет большое количество дорогого вооружения, вынуждена будет тратить еще больше денег на восстановление этого вооружения, то получится ровно такая же ситуация, как была до того, как Советский Союз развалился. Почему он развалился? Потому что он проиграл холодную войну, он проиграл гонку вооружений. Если благодаря вот этим военным потерям путинскую Россию удастся втянуть вот в эту гонку вооружений, то Украина, благодаря западным партнерам, получится эту гонку вооружений выиграть. Потому что, извините, но западные экономики, они намного сильнее, чем путинская экономика сейчас. Какой бы стабильной она нам издалека не казалась. И вот почему решение о предоставлении дальнобойного оружия Украине – это шаг. Какая нахуй экономика в России, блядь? Говно, блядь. Путинский режим падет. Вот это самое решение, это тот самый вон Путин из Украины, вон российская оккупационная армия из Украины, который мы все так долго ждали. Даже так. Даже так. Все, что ли? Что-то она быстро. Так, окей, прочитаем. О чем она говорила? Прочитаю. 17 ноября Россия нанесла один из самых страшных ракетных ударов по Украине за всю историю войны. И, наконец-то, Байден, вслед за ним Франция и Великобритания разрешили использовать дальнобойное оружие по российской территории. Понятно. Так. Теперь. Побег от войны, домашнее насилие, психиатрическая больница, приюты и посольство Катара. История ребенка из Херсона, которого удалось вернуть в Украину. Я ее никому больше не отдам, не подходите к ней. Так 5-летний Максим встречал свою бабушку, когда она приехала за ним в российский приют, чтобы забрать домой, в Херсонскую область. На следующий день фото этого ребенка попадет в мировые СМИ. Мальчик с пакетом подарков сидит между детским омбудсменом Марией Львовой Беловой и бабушкой, а Украину его провожают дипломаты. Спецкор Верский Анна Рыжкова рассказывает о судьбе Максима, бежавшего от обстрелов в Херсонской области в начале войны, и восстанавливает его историю по свидетельствам родственников, соседей, ПВР, подростков из приютов и правозащитников. О том, что почему мальчика лечили в психиатрической стационаре, за что ее родители оказались в СИЗО, как детская шалость спровоцировала насилие, какую роль во всем сыграла война, читает на сайте Верский. Ну, короче, читайте, говорит. Скажите маме, я ее люблю. История херсонской семьи во время войны. Ну, надо читать там внутри до хрена, короче. Так. Идем дальше. В Грузии начали строить баррикады. Нормально? Из мусорных ящиков. В Грузии? А Грузия-то при чем тут, бля? Что-то я не понял, бля. Тут и Грузия, и Абхазия, тут что-то пиздец нахуй. Ну, что-то будет конкретно. Так, идем дальше. О, что-то про ингушей, что-то. Инсайдер пишет. Ну-ка, про ингушей. Что за новость? Власти Ингушетии замяли дело о насилии над 4-летней девочкой, а единственно известным подозреваемым отправили на войну в Украину. Нихуя себе, что за нахуй. Так, воевать в Украину уехал житель Ингушетии, обвиняемый в насилии над 4-летней Самирой Муцольговой, аузабилля, скончавшейся весной прошлого года. Тоба, я херею. Девочка поступила в больницу с многочисленными травмами. Выяснилось, что она регулярно подвергалась физическому и сексуализированному насилию.
По словам источника Минстрада, врачам пришлось делать ей УЗИ почек стоя, потому что из-за сильной психологической травмы, связанной с насилием, она отказывалась лечь на живот. Местные власти постарались замять историю и скрыть воззрение. Для жителей республики тема сексуализированного насилия является табуированной, что также помогло замолчать подробности этого дела. Арестованную на начало мать девочки отпустили на свободу после того, как она записала видео в никабе и переложила ответственность за гибель дочери на врачей. А другой подозреваемый после клятвы на Коране уехал теперь на войну. Инстантно выяснилось, что он был сожителем бабушки погибшего ребенка. Нихуя себе, блядь! В семье остались и другие дети, которые, по данным источникам, тоже подвергались насилию, а в доме регулярно проживали посторонние мужчины. Чё за нахуй? Аузабилля. Да ну нахуй. Пизду, блядь. Короче, без комментариев, нахуй. Пиздец, нахуй. Я не знаю даже, что сказать, нахуй. Ой, блядь. Тут так жизнь хуёвая, блядь. Еще тут детей, нахуй. Ебут, блядь. Охуеть. Так. Так, идем дальше. Майкл... О! С Майкла Наки, блядь. Когда российские солдаты мародерили пригороды Киева и другие города Украины, российская пропагандонская заявляла, что это все ложь, и солдаты РФ так поступать не могут. Ага, блядь. И часть россиян верила. Но вот жители Курской области смогли на собственной шкуре убедиться, что могут российские военные. Они обнесли их дома, вынесли все, что не прибито, а то, что прибито, отодрали и вынесли. Об этом рассказал один из тех, кто участвовал разграбление Курской области российских солдат, которым командир приказывали выносить из квартир кровати, ковры, ноутбуки, подробно в свежем видео. Да, я это слышал, я это смотрел даже вроде бы, примерно что такое, блядь. Сегодня тоже что-то он пиздел еще. Днем слушал. Короче говоря, жопа с ушами выносят по полной программе, короче. Выносят все и по полной программе, вот и все. Полный бзда, короче. Итак. Идем дальше. Что тут пиздят? Во, началось это быдлость, нахуй, этих Яшкин Куте. Послушаем. И Россия будет свободной! Россия будет свободной! Россия будет свободной! Спасибо вам, ребята! Мы придем еще! Вы придете еще! Вы придете еще! Спасибо вам! Теперь посмотрите. Вот это поеботина хочет, как говорится, блядь, вот этот 3 мушкетера, так скажем, блядь, хочет, блядь, владеть всей Россией, блядь, которые даже не спросили ни Руслана Габасова, ни Кашапова, ну, ладно уж, ни меня, нахуй. Мы хотим ли, блядь? Мы хотим ли с этими пидорами быть, нахуй? Как я вам говорил, посмотрим ихние результаты, да, потом. Ну, я еще больно не вникал, но более-менее прослушал. В новостях пиздели про них постоянно. Ну, самое интересное, кто-нибудь заметил это Навальнюгу. Навальнюга, когда говорит даже, она даже, блядь, слова, связку, предложение не может, блядь, говорить. Вот заметьте, дрожащий голос, блядь. Она, блядь, нахуй, сука, я не знаю, блядь, уебище нахуй, в труселях, так скажем, блядь. Она хочет что-то, блядь, блядь, баллотироваться нахуй, или что-то хочет, блядь, я не могу понять нахуй. Ей только нахуй член изо рта там чуть-чуть на 5 минут вытаскивать можно, а больше никак. Только сосать она может, по-другому никак нахуй.
Она не может, нахуй, связка слов, предложения не может донести людям. Заикается, нахуй. Ну вот послушайте, блядь, ее. Прям послушайте потом когда-нибудь. Время будет. Она, блядь, не может говорить на своем сраном русском языке, блядь. Конкретно, вот так прям жестко не может говорить. И это, блядь, овца хочет кем-то что-то быть? Рулить Башкортостаном и Татарстаном? Да ну нахуй. Заметьте нахуй, что она вафлерша, и которую нахуй поставили в это вафлерский, блядь, актерский проигрыш. Кто-то нахуй над ним командует. Ну явно, может, это Чичеваркин. Чичеваркин с Англии нахуй. Он же ее нахуй ёбарь, блядь, кто-то мне сказал. Кто его знает, блядь, кто ее ебет и кормит? Непонятно ведь. Она же на какие-то бабки живет здесь. Она же не, как я, блядь, беженец нахуй, на 200 евро живет. А они, блядь, дохуя закусывают даже черной икрой, а может и спермой. Неизвестно. Итак, прочитаем. Это Невзорова тема. Неизвестно, удалось ли достичь основной цели Берлинского марша пролонгации грантовых выплат лидерам оппозиции, но в общем и целом цирк протеста состоялся. Четко говорит, блядь, он что-то мне нравится, начинает этот Невзоров, блядь. Невзоров, блядь, еврей или, блядь, узкожопый? Понять бы. Суть интересная. Ну, как я до этого говорил, 1500 человек всего лишь, блядь, пришло, говорят. А немецкая поеботина посчитала, что где-то около 2000. Если, ну, кто пиздит, непонятно. Суть этого дерьма, как я вам обещал, в пятницу или субботу мы проводили эфир, да? Будем результат, будем смотреть, ну, потом, да, ведь? Ну, я что хочу сказать сразу, да? Башкортостан с Татарстаном не должен, блядь, развесить уши, нахуй, и в это дерьмо верить, во-первых. Во-вторых, этот, так скажем, блядь, протест, или как это, блядь, марш, блядь, этот ла-марш, блядь, был он, не был, от этого у нас ничего, блядь, не прибыло, не убыло. Мы также, как говорится, были, так и есть. Поэтому у нас ничего не должно, нахуй, там где-то бзикнуть, нахуй, или что-то, блядь, крышу снести, или что-то в этом роде. Нихуя. Ноль. То, что они вышли, покуражились, нахуй. Если вы видели фотографии, я в тот день уже говорил, как они смеются, что они первый день еще смеялись, да? И в этот день, короче говоря, у них везде рот до ушей. Рот до ушей. Люди, которые вышли вроде бы за защиту, там, в кавычках, которых Путин мочит, но нихуя не было сказано про Украину. Нихуя никто не сказал, что мы, как говорится, против того, чтобы, блядь, нахуй в Украине там вообще, да, умирали там люди и так далее. А они говорят россияне. Россияне, оказывается, умирают. У нее главное в голове, у этой овцы, только россияне умирают, оказывается. А украинцы, то, что умирает, ей похуй. Читаем дальше. Он добился иллюзию, углубил все конфликты и дал понять то, что от хороших русских ждать абсолютно нечего. Я согласен. Да, они забавны и милы, но политически бесплодны и бесполезны. Блять, сука, мои прям мысли. Разумеется, троица лидеров не могла удержаться от исполнения любимых куплетов про свободную и счастливую Россию. Любопытно другое. Какая именно Россия будет свободной и счастливой? Во! Да, башкортлар, татарлар, какая Россия будет свободной, как вы думаете? Башкортостан, Татарстан внутри России это свобода для вас? Для манкуртов да, для нас нет. Поэтому, когда она говорит про Россию, пусть она говорит про Москву и московские болота. Вот ваша Россия. Ну, если ее будете называть хотите, Россией называйте, как хотите нахуй. Но я всегда добавляю к этому, там будет Киев-2. Киев-1 на месте и Киев-2. Или Киев-1, Киев-2. Короче говоря, в московских болотах или будет лунка нахуй огромная, или там будет Киев. Так что вот так, там Москвы не будет. Поэтому вы будете нахуй теперь там, как сказать, блядь, вот вы нас держите в Башкортостане, в Татарстане как чужих, как бусурман,
А вы в Москве будете для украинцев лаптоебами. Лаптоебами будете. Вот примерно к этому мы дойдем. Может не сейчас, может не завтра, но дойдем. Когда, как говорится, дадут хорошенечко бомбануть по Москве, вот тогда и начнется кипиш этот. Россия ополоумевших зэков, ополоумевших или миллионов СВОшников, каждый из которых военный преступник. Да, без ног, без рук, нахуй, без члена. Или свобода и счастье придет в Россию Бастрыкиных, Володиных и Гурилевых. Насколько станут свободными и счастливыми Соловьев, Скобеева и сотни тысяч пропагандонов, обслуживающих войну? Как будет выглядеть свобода депутатов, министров, нодовцев с ракетами, тюремных пытальщиков, да, овсины, всинчики, блядь, и росгвардейцев, да, блядь, этот, сука, бусурман этот сраный, Эйнштейн, блядь, этот, гондонский, яхут, блядь, жирный, блядь. А бомбисты, летчики, радостно укрушившие роддомы и больницы в Украине, тоже будут свободными и счастливыми? Интересно. А они же придут, если кто останется живых. Когда в России воцарятся Юлия и Яшин. Да, Юлия и Яшин кут нахуй, явно мы не для нас. Да, они могут возродить свое, блядь, свое что-то. Но где-то в московских болотах. Никакой другой России, кроме той, что сейчас охота содержит войну, пытки и подлость Кремля по факту не существует. Да, есть миллионы молчаливых, безликих кивал, но им эта свобода как гудок на бане. Примерно так. Ну, сухо, но поцельно сказано, да? Сухо, ну так. Но я люблю размазывать нахуй, сухо не люблю говорить. И так дальше. С сегодняшнего дня в воздушных угрозах в Москве будут предупреждать в официальном ресурсе столицы. Ура! Ура! Теперь, блядь, каждый день будет сирены нахуй в Москве, блядь. В Москве будут сирены нахуй. Хоть у меня там тоже есть родственники, мне похуй на них, блядь. До пизды мне, блядь. Ебашьте нахуй всех, блядь, в Москве, блядь. Мне родственника даже не жалко, нахуй. Лишь бы сдохли все, нахуй, там, блядь, путиноногие гондоны, блядь, эти, путинососы сраные. Также там ведется онлайн и свободка о происходящем в ваших районах Москвы. Если вы подписаны, значит, и в безопасности. Подключить можно тут. Москва не спит. Сука, Москва не спит. Ну-ка, дайте-ка зайду-ка. О, бля, Москва не спит там, блядь. Есть каналчик, нахуй. Так что каналчик. Канала будет там. Не про канала уже. Число погибших в результате ракетного удара по Одессе выросло до 10 человек. Да, гниды. Суммы пизданули сегодня и по Одессе. Среди них 7 полицейских и медик, сообщил глава Одесской ОВ Олег Кипер. Ранено по обновленным данным 39 человек, в том числе 4 детей в возрасте от 7 до 11 лет. Да, побольше, блядь, вот эти Байдены, блядь, Трампы, пидоры всякие, Олфы, Шолсы, блядь, нахуй, Кутак-Башлар будут муму ебать. Муму, нахуй, Герасимова, нахуй, будут ебать, тут, нахуй, пол Украины уже не будет, нахуй, пока они будут ебать, нахуй. Поэтому ебашить надо было 3 года назад, нахуй. В начале войны, когда мобилизацию сказали, надо было ебашить тогда, блядь. Вообще, по идее, блядь. А не когда тогда, когда, блядь, опомнились, блядь. Понимаете? Так. Момент. Туанар. Так. Так, вот здесь интересно. Кем были черкасы? Черкасы это украинцы, черкесы или казахи? Или все сразу? Черкасы это украинцы, черкесы или казахи? Послушаем, что за хрень это. О чем тут говорят? Сука, что не грузит? В 150 километрах к югу
юго-востоку от Киева находятся Черкассы, центр одноименной области. С населением в 270 тысяч человек он занимает 20-е место в списке самых больших по численности населенных пунктов Украины. Но сегодня мы будем обсуждать не количество его жителей, а название этого города. Дело в том, что оно очень уж похоже на экзоним одного из кавказских этносов, что некогда занимал значительную часть Кубани – черкесов. Имеют ли они какую-то взаимосвязь или это всего лишь совпадение названий, попытаемся выяснить в этом выпуске. Также мы ознакомимся с имеющимися гипотезами о возникновении данного топонима. Обязательно оставайтесь до конца, чтобы узнать все детали. В самом начале стоит отметить, что единого и точного мнения на этот счет по сей день не существует. Но это даже к лучшему, ведь иначе я бы не делал данное видео. Зато у нас есть большое количество толкований и догадок, поэтому мы остановимся на основных из числа наиболее убедительных. Итак, самое скучное объяснение заключается в том, что это всего лишь созвучное название, никакой связи между ними не существует. В пользу этого довода можно упомянуть, что Черкассы находятся слишком далеко от черкесов, да и к тому же, если попытаться наметить сообщение до Кавказа по суше, то дистанция увеличится еще как минимум на 200 километров из-за Азовского моря, находящегося по пути. Общеизвестно, что созвучность топонимов и этнонимов – это вообще обычное дело. Не всегда в подобной схожести есть какая-то логика. Вспомнить тот же топоним Албания. Есть Албания на Балканах, была Албания на Кавказе, Кельтская Альба существовала даже в Шотландии, но все эти Албании между собой никак не связаны. Однако с этой гипотезой все не так явно, как может показаться. Вплоть до 19 века в документах той эпохи мы можем видеть, как казаков иногда записывали черкасами, и не только запорожских, но и азовских и донских. Из этого вытекает следующее допущение. А что если черкесы взаимодействовали с казаками и, возможно, даже частично влились в их состав, дав им также свое иноназвание? В пользу этого можно упомянуть, что казачество само по себе как явление не имело изначально четкой национальной идентичности и являлось обществом свободных людей, объединенных едиными идеалами и стилем жизни. Если там мог быть кто угодно, почему там не могло быть черкесов, а их экзоним по итогу стал общим для всего военного сословия? Более того, у нас есть источники 18 века, где буквально сказано, что черкасы основали как слободу и заселили туда черкесов с Кавказа. Он и прежде из кабардинских черкес в 14 веке в княжестве Курском под властью татар, собравшие множество сброда, слободы населили и воровством промышляли, и из-за многих на них татарских жалоб губернатором на Днепр переведены. И град Черкасы построили. Потом, усмотрев польское беспутное правление, всю Малую Русь в казаков превратили. Гетмана или атамана избрав, все черкесами поименовались. Получается, можно заканчивать выпуск, ведь очевидный ответ найден. Или нет? Все это звучит действительно неплохо и вполне убедительно, но и тут есть один небольшой нюанс. Мы снова сталкиваемся с невнятной этимологией мутного понятия черкасы. Вы можете найти множество источников, где указано, что так называли славянских людей. И тут снова возникает недопонимание. Были это изначально славяне или, может, это кавказцы уже после ассимиляции? Между Азовским и Каспийским морем сделалась новая воинственная республика, составленная из людей, говорящих нашим языком, исповедующих нашу веру, а в лице своем представляющих смесь европейских с азиатскими чертами. Людей, неутомимых в ратном деле, природных, конников и наездников, иногда упрямых, своевольных, хищных, но подвигами усердия и доблести изгладивших вины свои. Говорим о славных донских казаках. Они считались российскими беглецами, искали дикой вольности, утвердились в нынешней своей области, взяли город Ахаз, назвали его черкасским или казачьим, ибо то и другое имя знаменовало одно. Именно поэтому важно помнить одну важную вещь. Слово «черкес» — это экзоним, а не эндоэтноним адыгов, а значит, сами себя они так не называли, и в этом заключается вся путаница. То же слово «казак» также является экзонимом и полностью идентично самоназванию казахов. Конечно же, запорожские казаки никакого отношения к жителям Казахстана не имеют, но я веду к тому, что делать однозначные выводы по иноназванию значит выдавать желаемое за действительное. Чтобы еще больше вас запутать, скажу, что название одного из племен, потомками которого являются черкесы, называлось косогами, а в летописях они записаны как касахи, жители Касахии. Вот и живите сейчас с пониманием
исключением, что у запорожских казаков, кавказских адыгов и азиатских казахов были идентичные названия. В документе 19 века есть даже упоминание, где агузы, казаки и черкесы называются одним и тем же. Торки и берендеи назывались черкасами, назывались и казаками. Вспомним косогов, обитавших по нашим летописям между Каспийским и Черным морем. Вспомним и страну Казахию, полагаемую императором Константином Багрянародным в сих же местах. Прибавим, что осетинцы и ныне именуют черкесов касахами. Столько обстоятельств вместе заставляют... Честно, какое-то дерьмо. Непонятное нахуй. Казахи. Короче, первый вопрос здесь возникает. Кто эту историю писал? Откуда они черпают эту историю? Наша, пиздит один, или тут один или два человека нахуй тут пиздят, два голоса или один, я не понял, блядь. И типа, с какой истории-то они черпают это дерьмо, блядь? Поэтому давайте, хуйня, идем дальше. Опомнились, о чем, блядь, им, блядь, вести диалог. Казахи, черкесы с Украины или там на Кавказе или в Казахстане. Нахуй такую передачу вести? Ну, всяко, наверное, еще он в Ютубе дохуя просмотров набрал, наверное, с таким тупорылым видео. Итак, где узкожопые пиздят, вообще их истории верить нельзя. Поэтому больно не надо с пантологией сбиваться. Итак, дальше вот это вот интересно самое. Так, первый удар атакам по территории России состоится в ближайшие дни. Первый удар атакам по территории России состоится в ближайшие дни. Испугали Путина атакам. Что не так с публикациями в западных газетах? Байден, уходя, может сделать больно РФ. Что тут говорят? Азатик, салям. Читаю Reuters. Первые удары атакамс по территории России состоятся в ближайшие дни. Вот такое воинственное заявление. Понятно. Это Цымбалюк говорил это. Понятно, я его слушал. Короче, что я хочу сказать. Правильно говорит. Вот это вы одну вещь не понял, блядь. Вы тоже это поняли? Какого хуя, блядь? Вот эти американцы, они ебанутые, мне кажется, блядь. Дают оружие, нахуй. Дали, говорит, блядь, 10 этих бомб, блядь, 10 там, еще что-то там, 10 противогазов. Нахуй это докладывать на всю информацию, блядь, публике? Вот это я не могу понять. Придуршные, а? Реально придурки, блядь, или что? Я охуел, блядь. Реально, да? Они как что-то дали, вот мы дали. Это что, типа на весь мир это нужно говорить, что они дали? Или может еще, блядь, они будут говорить, блядь, вот Зеленский сходил в туалет 5 раз, там 5 раз трахнул свою жену, блядь, 5 раз еще что-то произошло, блядь. Может, это тоже надо говорить тогда, блядь? Я поражаюсь, блядь, над этим, блядь, нахуй, хуеплетами, которые дают им оружие. Но ты дал, блядь, оружие, блядь, сука, заткнись, дай тихо, мирно, тап-тап, сделай, блядь. Поэтому Башкортостан, блядь, Татарстанга, еще раз говорю. Мы потом еще перейдем насчет турков, блядь. Вспомнил. Когда мы что-то будем делать, об этом никто не должен знать. Имейте в виду. Сейчас-то я говорю это. Сейчас я пизжу, я в тот день тоже об этом говорил. Мы-то это все пиздим, чтобы народ поднять. Башкортостанда, Татарстанда. Это херня. А вот именно когда все это, как эти говорят, блядь, час X, блядь, начнется, YX, блядь, штанген, блядь, вот эта вся хуйня, когда начнется, блядь, циркуляция всего вот этого процесса, тогда мы точно ничего не будем пиздеть. И плюс еще, блядь, не будем явно, блядь, в эфире, нахуй. Нам некуда будет пиздеть, во-первых. Поэтому мы будем, как говорится, наверное, уже, блядь, в боевой готовности, и мы уже будем идти в нашем личном отряде, где, как говорится, уже будут все обмундированные, все, как говорится, со своими прицелами на руках. Поэтому распыляться новостями, я думаю, это неправильно. Особенно у американцев. Они, наверное, так думают, типа, если я не скажу сейчас, мы не пропиздошим на весь мир, то потом
типа Зеля или кто там, Украина, когда этот должны будут, не сможем доказать то, что мы им дали. Ну, как дети, нахуй. Ну, я тебе дал же, блядь, конфетку. Ну, давай все узнают, что я тебе дал под расписку, нахуй. Вдруг, нахуй, ты не вернешь конфету, нахуй. Я, чтоб, блядь, вот по расписке заберу у тебя, нахуй. Вот примерно вот такая хуйня, блядь, тупая, блядь. Понимаете? Так, идем дальше. В России запретят звонить по телефону. Что за дерьмо? Давайте послушаем. Надеюсь, не Зумеры, вы будете счастливы. Скоро в России запретят звонить по телефону. Сейчас я скажу подробности, а ты пока подпишись на продолжение следует. Новую блокировку анонсировал глава Роскомнадзора. По его словам, в ближайшее время в России могут заблокировать возможность звонков в мессенджерах в целях борьбы с мошенниками. Свайпай влево, чтобы не пропускать другие дикие новости из России. Ну да, ебанизм крепчает. Главное, самое интересное, то, что услышал, говорит, пока рожалка работает, рожайте, один депутат или кто-то сказал, и где-то там, блядь, в какой-то области, в Иркутской или какой-то, блядь, пока рожалка у вас работает, башкиртлар, татарлар, рожайте для Путина. Окей, пока рожалка у вас работает, срочно, блядь, узкожопые тоже рожайте, Иванушков, дурачков, блядь, нахуй. Пока рожалка работает. Вам задание дали, нахуй, с Кремля. Так, жесткие удары Хамасу истощает Израиль. Интересно. Послушаем. Вчера израильская оккупационная армия совершила 4 массовых убийства на севере Газы в районе Бейт-Лахия, в результате которых погибло более 72 мирных жителей. А в лагерях Нусейрат и Бурейдж произошло 2 массовых убийства, жертвами которых стали 24 палестинца. Палестинский информационный центр сообщил, что израильская авиация нанесла удары по жилым домам в городе Бейт-Лахия. В результате одного из налетов погибло 50 человек. Остановим. Вот то же самое, разруха. Все, серая земля там, блядь. Все серое, блядь. Там пиздец. Украина 2. Эти яхуды и узкожопые одинаковое дерьмо, блядь. И там бомбят, и тут бомбят, нахуй. Везде бомбят, нахуй. Поэтому наши враги и яхуды, и узкожопые. Так что имейте в виду. И яхудов будем ебать, нахуй. На наших территориях, нахуй. И армян, нахуй. Вдобавок, блядь. И всю шушуру, которая пиздолизовством сейчас занимается, нахуй, в Кремле. Всю нацию, нахуй. Которая там, шарахается рядом с Путиным. Человек. Жертвами второго удара стали 15 мирных жителей. Свидетели подтвердили, что в доме проживало более 70 перемещенных лиц. Он был полностью разрушен вместе с находившимися в нем людьми. Палестинцы в Бейт-Лахии оказались в тяжелейшей ситуации из-за продолжающихся израильских бомбардировок и отсутствия каких-либо служб скорой помощи, поскольку оккупационная армия полностью блокировала этот район. Резня мирного населения продолжается и в лагере беженцев Джабалия, где израильские оккупационные силы продолжают взрывать дома, используя роботов и емкости с взрывчаткой, что приводит к уничтожению целых жилых кварталов. Между тем, в результате продолжавшихся израильских бомбардировок в лагере беженцев Бурейдж в центральной части Газы погибли 11 палестинцев. Болезненные удары по оккупантам наносят и бойцы палестинского сопротивления. Представитель Сахала признал, что на окраине Джабалии, недалеко от Бейт-Лахии, где продолжается массовое убийство палестинцев, снайпером Хамаса был ликвидирован член бригады Кфир Идан Кинан, который являлся израильским снайпером. О. Узкие, что такое? А, вот здесь в ТикТоке вопрос задают мне, бля, я не видел. Сори, а. Узкие это русские. Узкие мозги, блядь, у них. Узкожопые. Узкие это русские.
Я им такой кликуху дал, нахуй, узкие, потому что, блядь, везде блокируют, когда пишешь русский, нахуй, везде блокировка идет. Поэтому узкие, нахуй, а они не могут догнать, нахуй. Чё про узкие, говорит он, нахуй. Google не может догнать, нахуй, про узкие. Так что узкие это пидоры, нахуй. В то же время бойцы палестинского сопротивления продолжают операции по уничтожению военной техники оккупантов. Бригада Аль-Кассам опубликовали видеокадры, на которых видно, как ее бойцы в лагере Джабалия наносят удары по танкам Меркава, военным бульдозерам и бронетранспортерам, снарядами и ракетами с близкого расстояния. Бля, дети воюют, понимаете, дети. Вот пацаненок там лет 13, наверное, блядь, пошел, запихал какой-то булдыжник в виде бутылки, нахуй. Под ихний, блядь, БМПшку, блядь, под танк, нахуй. И бабахнуло, блядь. И он убежал, и это бабахнуло. Нормально работает. Работайте, братья, работайте. Военный эксперт Файсаль Дувари заявил, что недавние военные операции, проведенные бригадами Аль-Кассам в Джабалии, привели к гибели и ранению по меньшей мере 28 израильских солдат. Он высоко оценил атаку раненого бойца на танк, который в таком состоянии совершил успешную операцию, поскольку, по мнению эксперта, даже обученный воин не может совершить такой поступок, особенно с травмой руки. Анализируя уничтожение 3 танков и вероятное количество находящихся в них оккупантов, Аль-Дуари пояснил, что на бронетранспортере находится 11 солдат, а на танке минимум 4, но их число может достигать 10. Поэтому, по подсчетам эксперта, общее число убитых и раненых составляет 28 оккупантов. Ну, мало. Надо ебашить больше. В Одессе прилет в жилой дом. Одесса потерпает в последнее время. Ёбаный пиздец, блядь. Сука. Рядом с моим домом прилетело. Охуеть. Блядь, пиздос. А это моя квартира, нахуй. Там что-то горит, блядь. Ёбаный пиздец, блядь. Да. Вот такой ебаный пиздец. А чё вы думали, нахуй? В сказку попали? Израиль также равняет, нахуй, Палестину. Так же. Хуже даже. Беспощадно, нахуй. И узкожопые такие же. Поэтому Харбер, Башкорт и Татар должен осознавать, как мы будем ебать, нахуй, Москву. За все вот эти, нахуй, страдания. За все вот это мы будем им, нахуй, сдачу давать. Вы должны, блядь, зреть к этому. Вы должны это осознавать. Понимаете? Поэтому каждый из вас, который услышит эти каналы мои, обязаны распространять. Обязаны. Мен сізден ақша сұрамаймын. Я от вас, блядь, не прошу денег. Просто, блядь, скопируй, распространи. Вот и все. Аккуратно только, чтобы сам не попался. И все. Запихивай хоть куда, уменьшай, отрезай, блядь, все мои вот слова, блядь, все высказывания. Ебашьте все, рекламируйте нахуй везде, блядь. Можете даже письмом Путину отправить, нахуй, дискету одну какую-нибудь. Запишите и отправьте. Только анонимно. Как-нибудь. Прям полностью мой эфир можете записать на жесткий диск, нахуй, и отправьте в Кремль. Мы придем за ними все равно. Вот так вот. И вот, насчет этого, ну я говорил, не говорил. Ну вот, как Габбасов вчера говорил, как раз таки в ТикТоке это происходило, я уже записал, да, в ТикТоке, что... ну мы сейчас дойдем до него, короче, послушаем от него лично. Ну, про Хазихана, который, получается, пошел против узкожопых, потом он еще добавил вот этот самый момент интригующий, мне аж понравился. Пошел в Казанское ханство и татарам помогать, чтобы выйти от русских. Понимаете как?
Башкортлар, блядь, до такой степени были боевики, блядь, что они, блядь, пошли к туганларна, татарларга, чтобы вытащить их из этого рабства, блядь, узкожоповского. Поэтому в данный момент то же самое произойдет. Все начнется из Башкортостана. Поэтому башкорт, блин, татарлар, готовьтесь, именно который в Башкортостане. Каждого татарина тоже это касается, который живет в Башкортостане. Вы не думайте, что я за вами не приду. Жив буду, я за вами приду. И вы пойдете с нами вместе. Из тюрем всех вытащим. Башкорт, татар, всех вытащим с тюрем. Которые сейчас чалятся там, блядь. Ни за что. Блядь. Время кончилось. Сейчас дойдем дальше, окей. Ну, тут получается и чуть-чуть старые, и новые будут новости. Так что вот так, не обессудьте. Заебали, что произошло опять? Заебали, уроды. Отопление, блядь, включили, опять вырубили, сука. Заебали, нахуй. То включает, то вырубает, нахуй. Короче говоря, беженцы для них нахуй, блядь, как бы могут и не греться, нахуй. Примерно так, блядь. Байден разрешил бить по России американским ракетам. Вслед за ним разрешение на удары британских и французских ракетам дали, соответственно, Великобритания и Франция. Военкоры, военкоров в истерике, а украинский канал недовольны тем, что информация утекла. О, я же говорил, блядь. В СМИ раньше, чем были нанесены удары. КНДР суммарно может отправить в Россию 100 тысяч военных. Это очень немало. Вряд ли речь идет о разовом пополнении. Скорее всего, предполагается ротация тех 12-15 тысяч, которые они уже прислали. В попытке взять Белогоровку Россия потеряла 15 тысяч человек. Накаты не увенчались успехом, а командирам направления приехали с проверкой. Но, как говорят солдаты этих подразделений, претензий к тем, кто отправлял бойцов в бессмысленные местные штурмы, нет. Кстати, помните нового российского Кулибина? Но того, которого бросил защищать всем за телеграммом. Когда командир обещал посадить в его БТР, заварить люки и отправить на штурм. Парню удалось отбить, сейчас он не на штурме, а на подвале в Донецке. Вот она, справедливость, которая восторжествовала. Короче говоря, они ебут сами себя. Это нормально. Пусть уменьшаются. Что за хуйня? С Казахстаном нам не справиться. Что за дерьмо, блядь? О чем тут? Нас ждет очень большой, тяжелейшая, на мой взгляд, война с Украиной и тяжелейший конфликт у нас с Казахстаном. Еще вернусь на секундочку к этому 2007 год. 2007 года. Все, что вы сказали на этом выступлении, сбылось все. Вы там говорите в том числе о возможном противостоянии, тяжелом противостоянии с Казахстаном. У вас сохраняется сегодня это ощущение? Да, конечно. Конечно, потому что вопросы не решены, национальные вопросы не решены. Там есть еще кое-что, что я не хотел бы говорить вслух. Там может быть очень непростая, и тот фронт прикрыть не удастся. Если здесь, на Украине, как-то, но тот фронт не прикрыть не удастся. Там могут схлестнуться слишком масштабные силы, с которыми моя страна не справится, конечно. Моя страна. Узкожопый это режиссер этот хуй какой-то, блядь. Александр Сокуров. Башкортостан на Татарстан. Я же вам говорю. Башкортостан на Татарстанга только стать нужно. Я же вам говорю всегда. Тыл у нас обеспечен. Казахстан встанет. Если даже правительство не захочет, казахлар безне туганлар, олар, как говорится, не отойдут. И, во-первых, им и отходить некуда. За нами, как говорится, ихняя вся территория. Поэтому, как говорится, они, наоборот, подвинутся к нам. Приблизят, как говорится, свою, как говорится, территорию к нам. И вот и все. И, как говорится, в этом бою не будет проигравших. Будут все победители. Только Москве будет пизда. Потому что Москва потеряет, нахуй, все территории сразу. Оптом. Загон, блядь,
козла, так скажем, блядь, будет нахуй московские болота. И никто, блядь, оттуда уже не вылезет. Засосет нахуй трясина их. И слева, как обычно, украинцы. Поэтому я и говорю, быстрее бы нам мыслями собраться и взять уже в руки оружие и пойти уже, блядь, нахуй на Москву. Башкортостан зачистить, Татарстан и так далее. Главное, Хабирова, блядь, дать мне. Хабирова, нахуй, мочить буду я сам лично. За Алсынова, нахуй, за всех, нахуй, я буду его мочить сам, блядь. По кусочкам, суку, буду резать, нахуй. Хабирова. Потом до Путина дойдем. А Путина, нахуй, гондона, в памперсы, нахуй. Через Путина мы бабки будем еще зарабатывать, нахуй. Путина в памперсы, Лукашенко в памперсы, Кадырова в памперсы. Всех, нахуй, в памперсы наденем, нахуй. И где вот это, блядь, лунка, нахуй, Кремля будет, блядь, там будет, нахуй, стеклянная колба, нахуй, как всегда я говорю. И там будут бегать, нахуй, они в памперсах, блядь. Вот и все. Будет музей, нахуй. Живой, так скажем, нахуй, редкости. Живых тварей. Российской экономике скоро конец. Крах экономики РФ неизбежен. Стагфляция и развал промышленности. Все эти утверждения теперь пишутся не оппозиции, а вполне себе лояльным Путину медиаэкспертами. Тот самый отложенный разрушительный эффект, о котором многие говорили, наступает. Прогнозы неутешительные. В лучшем случае стагфляция. Причем это рассматривается как не самый плохой вариант. Что происходит в российской экономике? Этот Владимир Милов, короче, да, ну, который всегда, блядь. По идее, блядь, Милов тоже, блядь, с одной стороны, нахуй, узкожопа или кто он, нахуй, не знаем, блядь. Ну, главное то, что он пиздит, нахуй, против Москвы. Для нас это на руку. Вот и все. Дальше опять у этого, блядь, Майкла. Как однажды пел Сергей Смирнов, то густо, то пусто. Поэтому встречайте второй семейный стрим подряд в этом месяце. Да и отличие от... Угу. Короче, стрим, семейный стрим, блядь. Когда, блядь, у Майкла, блядь, семейный стрим, блядь, со своей женой, блядь, грузинкой, он постоянно красный, блядь. Он сидит, как этот, блядь, на очке, блядь. Мне кажется, грузинка его взяла нахуй за шкирку, блядь, Майкла, блядь. Грузинка его ебет и дразнит, наверное. Постоянно нахуй у него цвет не такой, блядь. И не раскрепощенно, так скажем, сидит нахуй Майкл, блядь. ВСУ накрыли скопление российских солдат хаймарсами. К концу третьего года войны не все командиры РФ знают, что нужно сосредотачиваться на местности. Россия нанесла массированный удар по украинской энергетике. Все призывы Шольца и Трампа оказались бессмысленными. Путин продолжает отдавать приказы на совершение военных преступлений. Масштаб последствий пока не ясен, но это была самая масштабная атака за последние 2 месяца. Военный блогер, одна из крупнейших запабликов, был убит на войне. Земля стекловатая. Иронично, что этот телеграм-канал постоянно заявлял о невероятных успехах российских войск и почти нулевых потерях. Вероятно, его автор поверил в чушь, которую постил, и отправился к Кобзону. На северном выступе арестовали несколько командиров в Северском. Командиров за ложь об успехах. Все эти стрелочки на картах и бравурные заявления о взятии всех на свете населенных пунктов привели к тому, что когда большое начальство приехало глянуть на результаты работы, выяснилось, все это только на бумаге. Об этой истории массово пишет Z-канал. Впрочем, это общая тактика российской армии, поэтому арест отдельных офицеров не приведет к какому-либо улучшению. Нихуя себе, они даже пиздят то, что взяли, прикиньте, до такой степени нахуй усрались за деньги, как они нахуй мочат, блядь, всех подряд, забирают деньги нахуй, заставляют, блядь, деньги, блядь, чтоб сливали нахуй. Кстати, сегодня тоже слышал, как у одного долбоеба нахуй 250 тысяч нахуй содрали, блядь, и потом его что-то там мучили, короче, он сбежал или что такое, ну, короче говоря, по полной программе издеваются, и вот это все ведь, блядь, тоже слышат, блядь, Башкортостанда, Татарстанда. И какого хрена вы идете, блядь, я не могу понять. В тот день только вам рассказывал, весь окоп нахуй был в форме башкирского, шаймуратовские формы, блядь. Башкиртов, на которых напялили их и отправили, блядь. Все окопы забиты башкиртами, блядь. Башкиртлян, татарлар, что вы тупорылые, что ли, а? Мы для вас нахуя вам пиздим, блядь? Че я тебе говорю, блядь? Сдохни, что ли, блядь? Пусть 1000 раз ты мне враг, нахуй. Манкурт ты, блядь, ебаный.
Но я же тебе не говорю, иди дохни, блядь. Иди дома сиди или съебись нахуй куда-нибудь. В лес нахуй, в тайгу иди, блядь. Пещеру Шульганташ, езжай туда нахуй. Живите там, Шульганташи нахуй. Спрячьтесь нахуй там. Первобытный строй, блядь. Если не можете на Москву идти, блядь. Около Курахова формируется мешок, в который могут попасть украинские военные. Пока говорить о критической ситуации рано, но в лучшем случае дальнейшего успеха наступающих там российских войск, она может стать именно такой. Вот поэтому, не дай Аллах, чтобы такое было. Поэтому я и говорю, башкирт блин татарларга, давайте встанем. Пока у нас руки, ноги целые, давайте встанем, пойдем. С правого фланга, блядь, заебеним эту Москву сраную, а. Давайте заебеним, блядь, прям атакуем, блядь. Как всегда в эфиру говорю, нам никто нахуй не запретит не стрелять. Дайте чем стрелять. Дайте нам нахуй оружие, вот эти атакам, хуякам, хоть Иванушка, хоть как хотите нахуй их называйте. Дайте вот это дерьмо, которое стреляет, блядь, и все. Давайте заебеним по Москве, если не могут нахуй эти сраные американцы, и что, потом они Башкортостан с Татарстаном будут мочить? Нихуя, что, они думать же будут все равно, это же наша территория, нельзя мочить нахуй Россию. Поэтому мы можем все, а вы это не можете понять. А то, что Руслан Габасов и Кашапова пиздят, они не пиздят по сути, блядь. По сути не пиздят они. Они просто, бля, бла-бла-бла-бла-бла-бла, все. Толка нет от них, блядь. А я вам пытаюсь донести, что встать и идти надо, блядь. А для этого надо собраться. 30 и 50 летние, 30-50 летние. Собираться надо. За границей. Внутри нельзя собираться. Засекут нахуй и всех завяжут, блядь. А стукачей дохуя. Подавно я здесь говорю, блядь, об этом. На весь мир, блядь. Цена за все это, как всегда, невероятно высокая. Россия несет рекордные потери в людях и технике в рамках нынешнего наступления. Аналитики, монетизирующие российские склады, пишут, что почти по всей номенклатуре техника советские запасы истощены более чем на 50%. А то, что осталось, находится в чудовищном состоянии. Об этом и на другом свежем сводке. Я что говорил? 2 года я пидорил эти сраные БМП, блядь. Гнилые нахуй. Гнилые БМП. Как мы делали, знаете, на парад что делали? Кстати, я на параде тоже был, блядь, вспомнил. Такие белые, нахуй, эти, блядь, перчатки нам дали, нахуй. Сидишь, блядь, на Катюше, нахуй, едешь, блядь, такой весь, блядь. Ну, 41-45, 9 мая, нахуй, вся хуйня, блядь, в армии, блядь, в Уссурийске. И что делали мы, нахуй? Гнилье. Там даже, блядь, нахуй, не штукатуришь их, или точнее, блядь, да, ну как это, не шпаклюешь, блядь. Просто это гнилье красишь этой армейской краской, зеленой краской, хоть жопой жуй, нахуй, там. Зеленой краской хуяришь, блядь, и все. Каждый год, нахуй. Куда съездили, допустим, на выстрелы, короче, на стрельбище, тоже пидоришь. Блядь, их пидоришь, блядь. Мыть нельзя, нахуй. Прям, я не видел, что мы БМП мыли. Все пидорили, блядь. Просто пидорили эти БМП. Потом, где краска отошла, нахуй, красишь, блядь. Вот такая хуйня, блядь. Гниль, блядь, 100-летняя, нахуй. Ну, надеюсь, наверное, блядь, они уже это все вывезли оттуда, конечно, блядь. И не знаю, блядь. Чтобы, блядь, и этой гнили, чтобы не было, нахуй. Чтобы что-то стреляло у них. Короче говоря, вся эта рухлядь явно, наверное, за эти годы исчезла, блядь. Мне кажется, блядь, поэтому война и идет, нахуй. Чтобы это рухлядь, надо же куда-то исчерпать, нахуй. Куда-то истратить надо же, блядь. Вот они таким образом тратят, нахуй, гандоны. Вот так вот. И людей тратят. Так. Вот тут еще интересное, блядь. Таджика, короче, посчитали, блядь, актер какой-то таджик, нахуй, 14 лет за шпионаж получил, короче. Вот. Типа, блядь, он фоткался где-то, блядь, нахуй, туда-сюда, где-то фоткался, блядь, актер, блядь. Типа военных фоткал или что, нахуй. И типа, блядь, на него повесили шпионаж и засунули на 14 годков, блядь. Вот и все.
Хорошим русским припекло. О, наконец-то, блядь. Сырец, Булоянь. Послушаем-ка его. Что он говорит? Наш этот. Почему признали порабощение наших народов и сегодняшнее издевательство? Ответ прост. Припекло. Распад на носу, и им опять, как в 17-м, 41-м, 92-м, мы нужны как союзники в деле спасения России. Ну, всех призвать не получится, и это они понимают. Расчет на то, что у них получится мобилизовать, по примеру хороших русских, хороших ирзян, татар, бурятов, коми, ойратов, башкортов. Приблизить к себе, явить царскую милость доминирующего народа России. Лига свободных наций. Подпишись на канал, сделай шаг навстречу свободе народов. Коротко тут. Ну, это в тот день он тоже об этом говорил вроде бы. Это какой-то кусок оттуда вырванный. Ну, короче, Навальнята решили нахуй что-то там, блядь, весточку так кинуть, так скажем, блядь, кость нахуй кинуть в нашу сторону, блядь. Мы как будто бы, наверное, собаки думают они нахуй, приползем, блядь. Чтобы, блядь, типа, вот эти регионы тоже, типа, блядь, пошли, блядь, на Москву, блядь, вместе с узкожопами. Хуй им сраку. Я изначально вам говорил, блядь, я против сибирского батальона. Я против этих всяких, блядь, прошмандовских, блядь, батальонов, где есть узкожопые и сброд, винегрет нахуй нации. Нам не нужны они. Башкортостан, блядь, Татарстан должен создать свою роту, которая будет своя личная рота, блядь, где будет такие имена: Руслан Габасов, я и еще другие. Вот примерно вот такая рота должна будет быть. Должна быть, потому что по-другому никак. А роты, которых есть узкожопые, даже марийцы, чуваши, они нам нахуй не нужны. Потому что каждый будет иметь свою роту. Чуваши свою, марийцы свою. Если они хотят вместе снюхаться, хуй с ним. Дагестанцы, ичкерийцы свою. У каждого будет своя рота. Вот где они только будут дислокация нахуй свою иметь, я не знаю. Вот этот момент надо обдумать. И как мы будем это все подготавливать, этот момент еще. Где мы будем нахуй вооружаться, третий момент, блядь. И выдвигаться нахуй. Мы не Пригожины нахуй. На какой-то Лукашка сраный нам никто не будет звонить нахуй. Байден нам нахуй не нужен. Не Трамп нахуй. Не, блядь, Ольф Шольц, блядь, нахуй. Ебал я в рот. Не Макрон. Никто нам нахуй не нужен. Нам надо двигаться нахуй. Нам никто не хозяин. Я всегда повторяюсь об этом, чтобы вы забыли про хозяйство. Что, блядь, кто-то есть хозяин. Особенно турки, блядь. Татары любят турков, нахуй, да? Ну, сейчас дойдем до турков. Или я уже прошел про них. Дойдем до Габасова. И тогда дойдем до турков, короче. Я уже вчера в своих тиктоках уже ответил. Где-то не успел, может, не знаю, в YouTube загрузить. Хз, короче. Короче говоря, ни на кого надеяться не надо. Вот и все. Идти только самим. Сдохнем. Ну и хуй с ним, блядь. Зато, блядь, свобода будет. Понимаете? Цель — свобода. Так. Доллар по 100. Что подорожает? Ну, этот, Игорь Липсиц. Ну, его там 3 часа надо слушать. Я его не слушал. Вот, опять, блядь, видос какой-то. Что, заебенили тут? Руку, блядь! Хватайте его, блядь! Хорошо. А суку туда, положим его. Избежал сынок. Ноги за сынок. Пацаны, съебайте, как сюда. А вы наша машину сюда. Зараз наша машина за ними приїде. Стоп! Зараз машина за ними приїде. Нихуя не понял, конечно. Тут, блядь,
украинцы, короче, вяжут узкожопых или что? Давайте почитаем, нихуя не понял. Несколько дней назад под Купянском была размолочена русская бронеколонна. 3 группы орков РФ спаслись с огородами, пробрались в городок, где и начали пакостить. Уверенные в том, что на околицах нет ВСУ, орки все, что могли, поджигали, взрывали и записывали героические видосики о падении Купянска. Большую часть дураков рассеяли и перебили поодиночке. Но одна группа почти в полном составе сдалась. Взяли их нервно, без реверансов, но всех оставили в живых и направили в обменный фонд. А тут и думаю, нахуй, больно крутые берцы у них, блядь. Обувь, блядь, я не знаю, блядь, которую я сегодня как раз снимал видосики в ТикТоке, кто видел, если... обувь по 200-300 евро, блядь. Что-то у украинцев, нахуй, не дешевая обувь, смотрю, блядь. Хорошо одетые украинцы. Не то, что, нахуй, лаптоёбы приехали в керзовых сапогах, блядь. Ага, вот, рядовой деколонизатор. Ну, дошли до этих, блядь, Навальнюк, нахуй. Русская оппозиция стреляет себе в ногу. Ну, не в ногу, конечно. По яйцам, наверное, по своим, которых нету. В Берлине прошла широко анонсированная акция навальнистов, в которой, по оценкам немецкой полиции, приняли участие 1800 человек. Ну вот 1800. Мероприятие, призванное продемонстрировать оппозиционное настроение русской эмиграции, показало совсем обратное. Все выглядело очень уныло. Если критически оценить те колоссальные средства, которые выливаются западными донорами хороших русских, выхлоп просто ничтожный. И это при такой мощной пиар-поддержке. Да дерьмо! Понимаете, если человек верующий и мусульманин, и вообще он верит в Аллаха и в Бога вообще, да, он понимать должен одну вещь. Если человек с чистой душой куда-то делает дела, действует, Аллах ему открывает все дороги. А если твари эти узкожопые навальнюки делают какие-то ехидные, хитро выебанные поступки, их никто не будет, блядь, как говорится, поощрять подавно, а в то же время у Аллах Та'алямдан они не пройдут никакие проверки. Поэтому люди, это, которые их, так скажем, в это дело посвящают, это просто люди, которые их финансируют. Всего лишь. Никто нахуй больше. Поэтому, ну, так скажем, знаете, как, опять-таки, тут можно привести один пример. Вот если, вот как в Афганистане, короче, кому-то кто-то рога не пообломает, какая-то мразь какая-то нахуй, когда, помню, блядь, сказали, ну, я когда общался с таджиками в Германии, он был, ну, я когда-то еще рассказывал об этом, этим муджахидом. И вот он сказал, что, блядь, в один момент нам сказали выйти. И, говорит, мы не поняли, блядь. Шла война, шла, и просто сказали, все, выйти, остановиться. Вот такая хуйня произошла в Афганистане, понимаете? Остановка. Поэтому американцы, узкожопые, вот такую тему, или кто там, блядь, был, там, я не понял, таджики на какой стороне были, я так и тоже не понял, не помню уже. И суть, короче, сказали остановить войну, блядь. Остановили войну, и все нихуя не поняли, кто что за что дохнул, блядь. Они так и не поняли результатов. И вот этого момента и боюсь, что в Украине то же самое лишь бы не сделали эти пидоры. Американцы. Чтобы не остановили войну, понимаете? Мы только, блядь, хотим раскочегариться нахуй, заебенить Москву полностью, Башкортостан с Татарстаном там и так далее, другие регионы спасти. А тут, блядь, хуяс какая-то сука остановит войну. Вот это и дает, блядь, такой, знаете, блядь, непонятный момент. Поэтому вот действия этих Навальнюк, мы сейчас думаем, да, это хуйня, да, какая-то, мы смеемся и так далее. А вот при остановке вот такой хуйни, если вдруг что-то остановится, они могут, нахуй, просто каким-то образом, нахуй, отравить Путина или убрать Путина и всю эту шушеру. И просто, блядь, на их место поставить, нахуй, Навальнюк. Без вас, без нас. Без Зеленского. Без суда и следствия, нахуй. Просто. И все. И все на этом.
Чеченцы тоже мусульмане, конечно. Вот так и все. Поэтому, исходя от этого, туганлар, нам, блядь, надеяться на кого-то нельзя. Из-за этого я всегда говорю, блядь, давайте не надеяться нахуй ни на турков, ни на американцев, ни на кого, а свои отряды иметь, которые в любое время встанут. В 1700 каких-то годах, вчера рассказывал, слушал Габасов историю. Вот. Габасова можно слушать чисто за историю. Он хвастает же историю, я знаю. Ну, знает это хорошо. Я, допустим, нихуя не знаю историю. Точнее, блядь, может, я знаю, но правду не знаю, блядь. Пиздеж нам учили. Поэтому, исходя от его слов, можно понимать, что в 1700 каких-то годах у них нихуя ничего не было. Ни бомбы, ничего. Они против Москвы шли. Вот дух где. Поэтому голыми руками тоже можно воевать, если дух есть. А не идти мясным штурмом нахуй с гнилым автоматом, блядь, на шее, блядь, против Украины. Против Москвы можете хоть гнилым автоматом, хоть что, блядь. Там все равно никто против нас не встанет, поймите. Против нас там никто не станет. Потому что все хотят спасения. Вы не можете понять, что кто-то там может стать, знаете, кто только? Этого Эйнштейна нахуй, Росгвардия там, пару, блядь, человечек нахуй. И все, блядь. Узкожопые какие-то, лесные люди нахуй, там, узкий мир, блядь, община, блядь, узкая община, блядь. И все. Никто не станет против нас. Понимаете? Чуваши не встанут, марийцы не станут, им нахуй это не надо, блядь. Им пизды получат от нас, блядь. В лучшем, блядь, случае, блядь. А так манкуртов, я же говорю, мочить будем. Поэтому до Москвы, с Уфы, блядь, и Казани, блядь, дорога, блядь, 1000-1500 километров, она открыта. Нам никто его переграживать не будет, поймите. И бояться нечего. Мы, как грубо говоря, у себя дома. Это все наша территория. Это мы у себя дома. Будем, блядь, хоть что делать, нахуй. Хотим убиваем, хотим стреляем. Просто, блядь, встаньте со мной. Я поведу вас, если, блядь, нахуй, у вас очко джим-джим, нахуй. Я вас поведу, хуй с ним, блядь. Встаньте со мной, блядь, вместе, нахуй. Пойдем, блядь. Вот как, блядь, с этими, Хази ханом, да, Хази ханом, и с другими, Салаватом Юлаевым и так далее, со всеми. Шли ведь кто-то? Почему нету, блядь, у нас кто-то не идет, блядь? У них же шли мужики, блядь. Или сейчас мужиков не осталось, Башкортостана, Татарстана. Вот этого я не могу понять. Почему мы хотим жить, блядь? Потому что Берсегезда, блядь, садится. Батарейка садится. Ёбаный в рот. Сука, 30 секунд. Фу, блядь, сука, успел. Забыл, блядь, в розетку засунуть. Не выдерживает батарейки сразу. Почему получается, боимся умирать? Потому что без нәрсекеде қалыпта, ну, так скажем, қалып, это что будет, душа, да? В душе нету Аллаха, понимаете? Если в душе был бы Аллах, и ради Аллаха мы это все делали бы, не ради денег, как сейчас вы идете за 200 тысяч рублей, и то вас кидают. Кстати, об этом тоже сегодня кто-то говорил, ныл нахуй, то, что обещали, говорит, 250 или 265 тысяч, а дали, говорит, только 100. И от этого и то 250 отобрали, говорит. Ну, такая хуйня, кто-то жаловался у Майкла Наки в эфире. Поэтому, если бы у наших башкортларда, татарларда, әзгәне булса да, было бы в душе ислам, мы бы не боялись бы умирать, понимаете, да? Ну, у нас нету ислама в душе, вот в чем прикол. Это мы только, знаете, как можем, мне же пишут, обычно татарки пишут вот так. А что ты ругаешься сам, говорит, мусульманин, а сам ругаешься? Ты какой-то не такой мусульманин. Это такие вот люди мне пишут, которые даже маңғайы сәждәгә тұрмаған, басмаған әле, ул намазны белми даже. Меня шуны критикуют.
Когда я не был еще в исламе в детстве, я говорил, я, главное, ничего не нарушаю, я нормальный. Сам себя обманывал, ходил. Понимаете, да? Это нормально, у всех так. Это нормально. Но когда ты начнешь, как говорится, Коран читать, ты когда начинаешь, как говорится, даже не знаешь арабский, я не знаю арабский. Ты когда начинаешь хотя бы что-то изучать оттуда, и ты понимаешь, что ты реально становишься ближе к Аллаху. Потому что у тебя есть уже какая-то надежда, что ты не один. А вы все, которые не в исламе, хоть и в кавычках этно-мусульмане, башкортлар, татарлар, у вас никого нету, по сути, знаете. Вы думаете, что sizda туганнар бар, дустагыз бар. Нет, у вас никого нету, поймите. Когда вы ложитесь спать, вы ложитесь одни спать. Одни засыпаете. И вы только с Аллахом остаетесь тогда. И вы этого тоже не можете понять. Потому что сон – это смерть. Я не понимал, оказывается, почему одна сура есть, вот иногда его произношу, забываю это. Тяжело его произносить, но примерно я помню, но альхамдулля, там утром особенно, Аллах Та'алям, там что такое, мин турдом, мин уяндам, или что такое вот есть, ну надо вспоминать, я вспоминаю, забываю, вот так. Барлық бүтін шүкірлер Аллах Та'аламға, Аллах Та'алам гына бізді уята, бізді яшата, или что-то такое так переводится. Я даже его учил, когда на татарском даже мысль учил на татарском. У меня маленькая татарская книжка была, Коран, суралар кыска. И вот этот сура зачем сдано? Вот это не сура даже, может, это просто дуа какой-то для утра мусульманам. Зачем оно дано-то? Это я сейчас чуть-чуть отошел в религию, чисто, чтобы донести вам. Потому что мы встаем, оказывается, просыпаемся это с маленькой смерти. Когда мы засыпаем, мы, оказывается, по сути умираем. Понимаете? Мы встаем, просыпаемся, как бы оживаем. И как бы вот этот сон, мы уходим одни. Что я хочу сказать, понимаете? Вы не думаете, что вы с кем-то. Мы одни. У нас никого нету. После этого вы не поняв вот этого всего, ислама, мусульманства, то, что вы родились, не узкожопами родились еще, альхамдулля говорите, вы мусульманами родились. И исходя от этого, вы боитесь, блядь, пойти на Москву. Понимаете? Вы каждый день, получается, улемнан уянасыз, тросыз, улясыз, жықлысыз, ятасыз, трос, улянасыз, ульянки, тросыз, короче, ну, оживаешь, умертвляешь, оживляешь, умертвляешь, и вы не можете понять этого. Я это тоже не понимал, потому что знаний нету, знаний кутагамда нету. А эти знания, а почему нету? Потому что мы не хотим этого, блядь, слышать. Мечети, потому что же у нас, блядь, сжигают, закрывают, церкви строят. Церковь, блядь, алкаши ходят. Если даже алкаши ходят туда вообще. Свечку ставить в год один раз. Понимаете, вот так вот. Поэтому башкирт, блин, татар, когда осознает, что мы можем за свою землю умирать, вот только тогда мы сможем защищать. В данный момент вам пример — это украинцы. Украинцы вообще, по сути, христиане, можно сказать, там, крестоносцы, можно сказать. Ну, по сути, они вообще к нам ни к селу, ни к городу. Они стоят на своей земле, понимаете? Половина из них, да, может, не понимает, что такое Аллах, там, Бог, да? Ну, явно уж в тот момент ты про Аллаха вспомнишь сразу, где они сейчас. Но вы, башкиртлар, татарлар, этого не понимаете. Почему? Потому что вы не ради Аллаха, как у вас вот этот шаймуратовские муллы, блядь, так скажем, блядь, крестили, блядь, перед этим боем, блядь, долбоеб один, худой такой, долбень, блядь, мулла, манкут, ходил с вами постоянно, блядь, фоткался, блядь. Вот такое вот поеботин. И вы идете убивать, это не джихад. И вы не муджахеды, понимаете? Муджахед тугрсыз. Муджахед — это
когда ты идешь на Москву. И потом сейчас, наверное, начнут на меня, блядь, гнать, типа я какой-то террорист, туда-сюда. Нихуя. Меня можно назвать похуистом, блядь. Я уничтожитель. Как кто-то мне говорит, блогер, я говорю, не блогер, нахуй. Я уничтожитель, нахуй, Москвы. Да, может громко звучит, но, блядь, нахуй, по-другому никак. Потому что пока они нас не уничтожили, мы уничтожить должны их. Вот это шушу сраную. Я же не говорю всю русню ебашить. Явно там есть адекватные люди. Но нацисты, нахуй, как и фашисты в свое время, они должны уничтожиться. Потому что наши деды, блядь, за нас, блядь, умирали. Где ваш долг, блядь? Уничтожить Москву, блядь. Фашизм там, а не в Украине, блядь. И этого не можете понять. Вы не можете этого понять, блядь. Взрослые люди, блядь. Старше меня, мужики, блядь, манкуты. Бабы, ладно, хуй с ними, блядь. Бабы дома сидеть должны, не пиздеть вообще, блядь. Ну, мужики, блядь. Взрослые, блядь. Башкортлар, татарлар. Вы чё, блядь? Позорите нас, блядь. Вы же пойдете и сдохнете там. Вы не вернетесь оттуда. Вы идиоты, понимаете? Вы не вернетесь, а позор останется на нас, блядь. Когда, блядь, время придет, украинцы будут тыкать на нас. Вы же шли, скажет. Так же могут и чеченцы тыкать сейчас. Тот день вчера только вопрос задал. Я говорил, нет. Я психанул один день, блядь. Задал вопрос своим родственникам. Сказал, в Чечню зачем ходили? В Чечню зачем ходили? Вопрос 7. Также будет вопрос звучать через какое-то время. Зачем в Украину ходили долбоебы? Понимаете, вот в чем прикол, понимаете? Вот, Манашунда, если вы найдете ответ, почитайте хотя бы чуть-чуть книги нахрен, посмотрите вот этого, блядь, своего вашего любимого Руслана Габасова, который он про историю рассказывает. Послушайте его. Вчера я услышал его в ТикТоке с людьми. От силы там 3 человека сидело, но хоть они слушали. Поэтому я говорю, башкирлян-татар должен осознать свою идентичность. Потому что мы мусульмане. Чеченцы тоже мусульмане. Мы не имеем права мочить друг друга. Поэтому, если даже вот этот разговор, который до этого был, в сторону Казахстана какой-то, муха нахуй пролетать будет, блядь. Башкирлян-татар не должен эту муху пропускать туда. Ну, я так вообще говорю, да? Это намек на то, что башкирлян-татар, не дай Аллах, туда пойдет с мечом. Как узкожопые говорят, кто нам с мечом и от этого меча сдохнет. Примерно с этим лозунгом и вам то же самое грозит. Поэтому в сторону Казахстана мы не должны видеть башкиртов и татар, как сейчас видим в Украине. Как вспоминая, блядь, самого пидорастического нахуй пулеметчика, блядь, в Чечне был якут, блядь. По кличке Якут или какой-то хуй, блядь, якут какой-то, блядь. Якут, блядь, пулеметчик был, который хуярил, блядь, всех чеченцев там, блядь. Пулеметчик какой-то, блядь. Сука. Поэтому Башкортостан, Татарстан и другие регионы должны осознать, что в Украину перестать надо ходить уже. Остановить нахуй это все дело. Остановить и идти, блядь, только на Москву, блядь. Наша цель, нахуй, как говорят, как говорится, все идут в Рим, нахуй, все дороги ведут в Рим, а наши все дороги ведут нахуй. По М7, по М5, по М4, Москва-Дон, блядь. Все идет нахуй в Кремль. Все дороги должны идти в Кремль. Вот это слово Кремль
коммуна, коммунизм, вот не должно быть. Нужно истребить все это, блядь. Дерьмо, блядь. И заметьте еще, флаг, блядь, Навальнюк, нахуй. Флаг Навальнюк кто-нибудь заметил? У флага Навальнюк, нахуй, блядь, сука, блядь, герб какой-то у них, да, вот этот, блядь, флаги посередине, блядь. Какой-то, нахуй, нарса, блядь, щелга, блядь, или как это, сука, блядь, молоток и это, блядь, серп и молот, нахуй. Пиздец, блядь. Понимаете? Что тут пишут? Захватить не сумели, теперь стирают. Рекомендация психолога. Силы есть и воля есть, а силы воли, оказывается, нету. Сила воли, вот это и есть этот. В духе дело. Духа нету. Итак, какой-то, блядь, подсчет. Статистика широка, узкая душа. Население Япония 127 миллионов. Россия 147 миллионов. Ну, вряд ли, блядь. Убийства за год 342 человека. А тут 15 561. Не верю. Полицейских 257 тысяч. В России 684 тысячи. Заключенных 55 697 тысяч. В России 630 155 человек заключенных. Прикиньте, да? Тюремщиков 18 166 в Японии. В России тюремщиков 268 107 человек. И внутри из этих 107 человек это Башкортлар, Алсыновы и все его друзья, которые пошли за ним. Эля Саитова, потом еще вот этот другой дядя, я не могу его имя произнести, забываю. Он еще, который боролся за свободу Башкортостана. Так что шундыхаль. Вот вам сравнение, блядь. Я просто поражаюсь, блядь. В Сумах, до Сумов добрались. Вот я говорю, в Сумах погибли 11 человек после российского удара. В результате взрыва российской ракеты в Сумах погибли 11 человек, в том числе 2 детей. Вот твари. Пострадали 89 человек, включая 11 детей. Около 400 жителей, попавших под удар дома, были эвакуированы. Спасатели других служб продолжают работу на месте трагедии. Повреждено остекление окон 60 домов, уничтожено 4 автомобиля. Удар по Сумам Россия нанесла вечером 17 ноября. Уроды. По данным властей, по городу ударили баллистическим ракетам, которые имеют большое поражающее действие. Также повреждение получила критическая инфраструктура в городе, отключили электроснабжение. 11 человек умерли, блядь. Блядь. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10-этажку нахуй. 10 или 11 этажей ебанули, блядь. Всем этажам попало, блядь. Нигде окон нету, блядь. Зима, нахуй. С начала полномасштабной войны российские войска 18-19 ноября объявлен днем траура в Сумах. Пиздец. Я написал сестрам. Пока ответа нету. С начала полномасштабной войны российские войска регулярно наносят удары по Украине. Несмотря на заявление российской армии о том, что они нацелены исключительно на военные объекты, украинские власти и независимые СМИ регулярно сообщают о гибели мирных жителей и разрушении гражданской инфраструктуры. Москва обычно не комментирует эти сообщения. Само собой. Само собой не будет комментировать. Само собой не будет комментировать. Потому что маньяки.
Маньяки же не будут, блядь, говорить, да, мы ебанули, да, вот так он не будет говорить, блядь. Вот, дошли до истории как раз. Давайте вот этот момент прослушаем. Где-то я запомнил вчера на 11 минуте, блядь. Государством. Сейчас. На 11 Вот так же минуте. было взрыв гнева, и все, и башкиры как бы уже окончательно начали вести полномасштабную войну. Взялись за оружие. Они избрали на всебашкирском ЕИНе. ЕИН – это сход, можно вечер можно назвать, да, по-русски так. У нас это называется Сходняк. ЕИН. Так вот, на всебашкирском ЕИНе собрались, они избрали очередного башкирского хана, им стал Хази-хан из рода Юрматы. Юрматы. О. Так вот, вот этот Хази-хан не планировал ограничиваться только освобождением только башкирской территории. В этот раз они решили вообще напасть на Казань, освободить казанцев от русского ига и восстановить полностью Казанское ханство. О. Для этого им нужно было заручиться поддержкой турецкого султана и крымского хана. Был отправлен к ним посол Мурат Султан. Он же потом впоследствии заехал на Кавказ на обратном пути и там поднял восстание дополнительно. Но, встретившись с крымским ханом и турецким султаном, башкиры не получили поддержку, что, в принципе, в будущем и сказалось на том, что вот башкирская страна так и не обрела полной независимости. Одна из причин. Остановим. Теперь тем Кашаповым, Кашапчиком нахуй, этим пидорасом, блядь, с набережных Челнов, блядь, усатым пидором, блядь, нахуй, татарам, блядь, обращаюсь, блядь, с Татарстана, гондоном, блядь. Вы тоже, нахуй, вот как и Кашапов, нахуй, вазелин готовьте, нахуй, кутыризге сыгем, нахуй, мен келгеннен кейін. Кашапов мою рожу знает, блядь, Кашапов, блядь, мою рожу знает. Мы видели с ним. Так скажем, да, ведь? Ну, я вам говорю, блядь, что с турками, блядь, какая-то сука из вас, блядь, скажет, нахуй, будем, блядь, получать, нахуй, независимость Татарстана, хуй вам в сраку сразу, блядь. Айтып қояйын. Мынауны ишеттіңіз, әйме? Это года, не спиздеть, 1700-е года, блядь. Вчера я примерно плюс-минус сделал 300 лет, нахуй. 300 лет назад. Плюс еще 200 до этого было. 500, когда Казань пала. Казань, блядь, 200 лет уже была в рабстве. И башкирт из числа Юрматы, Хази-хан, поднимает войска, чтобы, блядь, спасти Казань. А турки где были? Где ваши, нахуй, любимые турки, татары, а? Меня жауап беріңіздер, нахуй. Мен Башқұртстандағы татармын мен. Мен кутағыма қойдым, нахуй, Татарстандағы татарларға, блядь. Вот на весь эфир говорю это, блядь. Если вы не образумитесь, нахуй, которые топят, блядь, с турками, нахуй. Я же вам, блядь, 1000 раз говорил, нахуй. С любым, нахуй, буду спорить, я говорил, блядь. Двухствольные говорил? Говорил, блядь. Время прошло, уже Новый год скоро, блядь. Где, нахуй, турки зашли, блядь, в Израиль, нахуй. Кто со мной спорил? Кто-нибудь, блядь, помните? Особенно с ТикТока любили со мной спорить, блядь. Да хуя людей со мной спорили в ТикТоке. Кое нахуй в Израиле зашли, нет? Только что говорил про Израиль, что маленький мальчик подбежал, нахуй, подбросил бомбу, блядь. Где там турки? Где там турки, блядь? Где турки, нахуй, которые были Хази-хану нужны, не помогли? Посла отправил, блядь. Крымские даже отказали, потому что крымские были под турками, нахуй. Поэтому Башкортостан бір қошандан нахуй не будет склонять голову, пока мы живы. Никогда нахуй не будем просить ни у кого, блядь. Үзіңда юк, кишеда юк, нахуй, бізде шулай делер. Нехуй искать кого-то, блядь, где-то. У себя нету, нахуй, значит, нехуй у кишеда да юк, блядь. Башта үзебізда была, а потом кишлер сами прибегут, нахуй. Поэтому не надо, нахуй, спрашивать, нахуй,
спичек нахуй, чтобы сделать пожар, блядь. Сами сделаем нахуй. Надеюсь, я донес, блядь, этим туркабам, блядь, кошапчикам сраным, нахуй, передайте, блядь, что, блядь, нахуй, ихняя затея, нахуй, говно, блядь. И сами тоже говно они, блядь. И башкиры начали надеяться только на свои силы. О. Разгромив значительные русские силы, это почти 1500 солдат, полк Хохлова, такой был уничтожен под священной горой Юрактау, башкирское войско двинулось в сторону Казани, оставив небольшие башкирские отряды для блокирования крупных крепостей на территории башкирской территории. Основные войска башкир, это примерно 30-40 тысяч человек, воинов под предводительством многих-многих там таких известных авторитетных башкир. Остановим здесь. 30-40 тысяч. Значит, наша задача собрать 30-40 тысяч людей. Я говорил 100. Я говорил 1000. 30-40. Ota-babalarımızın izinden barabız. 30-40 тысяч. 30-40 тысяч башкир должны собраться. И татар с Башкортостана. Татарстан, если нормально там есть, пусть тоже выходит. Потому что через них пойдем все равно. Поэтому бізге қазір жиылырға керек. 30 мен 40 мен кіші шығырға тиіс шетелге. Үләбіз мы, қалабыз мы? Это уже, как говорится, Алладан. Мы должны выйти, подготовиться. В идеале нам нужно выйти быстрее, пока эта вся сыр-бор идет в Украине. Чтобы выйти сюда и потом найти, договориться вот с Никой, договориться с украинцами и заехать туда. Подготовиться и пойти уже всем силой, блядь, на Москву. Понимаете? 30-40 тысяч. По дороге наберем еще, блядь. Всех, со всех тюрем вытащим всех нахуй. Головореза, не головореза, всех маньяков, всех вытащим нахуй. На Москву, блядь. Вот и все. Хотят нахуй жить нормально, блядь. Тюремщики на все пойдут. Вытащим всех. Похуй, узкожопы тоже вытащим. Среди них самый известный это Кусюм Батыр, Кусюм Телекеев, Алдар Батыр, Алдар Исянгельдин, ну и так далее. Они все вторглись на территории Казанского края. Чтобы вы понимали масштаб той вот башкирской русской войны, просто вот оцените размах вторжения башкир на территорию Казанского края. Отряды башкир осадили такие сегодняшние города Татарстана, как Мензелинск, Елабугу, Заинск, Новошишминск. Было захвачено и сожжено крупное село Шуран, сегодня Лаишевский район Республики Татарстан. Отряды Кусюм Батыр захватили и разорили Ильбахтин монастырь. Села Амары и Мамадыш, сегодня город это Мамадыш Республики Татарстан, было захвачено. У меня дембель был из Мамадыша, кстати. Дембель в армии был татар. Дембель был из Мамадыша. Вообще, короче, наверное, мне в части, наверное, в тот момент повезло, наверное. Свой татарин, короче, дембель вообще не дрочил, мозги не ебал, короче. Все вместе делали, короче. И везде вместе ходили, короче. Вообще было четко в тот момент. Ну, потом мы его отправили, домой уехал он. Адрес я взял, блядь. Все адреса где-то остались, блядь. Найти не могу его. Его звали Рузиль. Рузиль, блядь. Мы одногодки были с ним. Но он был дембель в армии. Потому что я был только полгода служил, а он уже 1,5 служил. Вот так вот. Я был слон, блядь, по-ихнему. Точно, село Чистое поле. Сегодня это город Чистополь Республики Татарстан. Были захвачены село Чистополь, нахуй, знаете, да, где это, блядь? Это же, блядь, рядом с Казанью, блядь. Прикиньте. Юрма, ты где? Это грубо, это Стерлядамах, Стерлядбашева. И, ну, где они двигались, не знаю, Суфы, допустим. И Чистополь, представили? Суфы
500 километров. И вот этот километраж, вот этот, да, реально, правильно говорят, вот этот объем дороги они прошли. Понимаете смысл? Поэтому Башкортостаннан, марш-бросок, блядь, на Москву, хуйня это, блядь. Хуйня. Притом еще в те времена, как они шли. А сейчас техника есть, блядь. В 1700-х годах там какой нахуй техника? Там машин не было, блядь. Все на лошадях, блядь. Скакали они все. А мы можем, блядь, передвигаться быстро, очень быстро. Плюс еще дроны есть. Поэтому 30-40 тысяч человек. Мы обозначили цель. 30-40 тысяч человек должны вылезти Башкортостана, Татарстана за кордон. Чепчуги, это тоже сегодня Чепчуги, высокогорного района Республики Татарстан, подошли на расстоянии в 30 километров от города Казани. Некоторые отряды башкир начали уже переправляться на другую сторону, на правую сторону реки Волги. Ставка вообще башкирского войска, вот уже они сделали ставку в Казанском крае, в селе Цавруши. На сторону башкир начали переходить отряды казанских татар, марийцев, чувашей. Но этого было мало. Башкиры ждали, что вообще поднимется полностью все население Казанского края. В планах вот башкирского хана Хази было восстановление независимости Казанского хана. И в этом как бы рассчитывали в первую очередь, конечно же, на самих казанских татар. Некоторые отряды башкир двинулись на Вятский уже уезд, сегодня это Кировская область. Разорили там, сожгли село Вятские Поляны, сегодня это город Вятские Поляны, Кировской области. Осадили село Уржум, сегодня это город Уржум, Кировской области. Ну, практически пол России, да, там дошли даже до сегодняшнего Удмуртии, до территории сегодняшнего Удмуртии. К сожалению, так бывает, что Москва очень часто стравливает народы друг с другом. И на тот момент вот царским войскам пришли на помощь калмыки в количестве 10 тысяч человек. Вот здесь прослушали. Насчет калмыков давайте поговорим. Получается, эти калмыки, узкоглазые пидоры нахуй, в то время пришли на помощь, блядь, узкожопым. Калмыки, блядь, пошли на нас, блядь, в то время. Пизда калмыкам нахуй будет, блядь. Если они сейчас тоже такую же выходку сделают, нахуй, пизда им всем будет, нахуй. Калмыков нахуй шею гнать, нахуй, ихнюю, блядь, сраную Монголию, блядь. Откуда вылезли эти калмыки сраные, блядь? Туда гнать, нахуй, всех, блядь. Узкожопые, нахуй, и узкоглазые, блядь. Вместе, нахуй, будут гнить, нахуй, в могилах. Если они попрут на нас. Историю не знаем. Когда узнаем, охуеваем. После нескольких сражений с войсками князя Хованского и кыргызского хана Аюки, так и не дождавшись настоящего восстания татар, башкиры отошли на свои земли и закрепились там. И царь Петр I, как бы с потрясенной мощью башкир, потрясенной мощью вот этой войны, был вынужден оставить башкир в покое практически на 30 лет. Башкирская страна стала практически независимым государством. Но эти три перечисленных восстания закончились хоть и победами башкир, Москва была вынуждена подтверждать условия договора с башкирным восстанием. Короче, это долгая история, я вчера уже это давал, тут исторические уроки. Короче говоря, там самая цель была то, что Хази-хан Юрматы попер на Москву, на узкожопых этих. И турки не помогли. Вот самые главные тезисы из этого можно взять, из этой всей его истории. Короче говоря, ни на кого не надеяться. Башкортостан должен обязательно только сам. Все. Вот так вот. Потому что вы должны одну вещь понимать. Ну, там он еще говорит о том, что там Голодомор был, само собой, там Голодомор был, плюс во время Голодомора говорится, что американцы помогли, и поэтому столько, сколько сейчас выжили Башкортостан обязаны американцам.
Потому что американцы помогли Голодомор, когда Сталин или кто там, пидорас, блядь, в те времена еще, как говорится, гнобил, блядь, получается, и убивал Голодомором башкортларны, и сжигал, до этого еще сжигали, блядь, все деревни, нахуй, и так далее, да. В тот момент американцы помогли башкортам, чтобы они остались живых. Жрачку дали, понимаете, да? То же самое происходило в Казахстане и так далее. Цепная реакция, короче, да, Голодомор, короче. Поэтому наши предки уже прошли то, что, блядь, нахуй, пока мы не видели такого. Значит, они же жертвовали. А почему мы не должны жертвовать? Почему жертвы, которые сейчас идут, не на ту, блядь, нахуй степень, а в тупую, нахуй, блядь, войну, где, блядь, вообще, блядь, то же самое, Афганистан 2, блядь. Зачем, кто, зачем воюет, хуй поймет, блядь. Вот примерно такая война. Поэтому срочно Башкортостан и Татарстан должен понимать это и себя, блядь, голову свою, я не знаю, все переформатировать на Москву. Мы не просто же, блядь, здесь, блядь, пиздим чуть не каждый день, блядь, о чем-то, блядь. Что, блядь, вот эта херня. Ну, допустим, окей, допустим, вот возьмем так. Завтра закончилась война, допустим, окей, война закончилась, окей. Башкортостан, Татарстан, как вы собираетесь жить? Вы как будете жить дальше? Вот где-то я тоже об этом вчера там читал, где-то вопрос был такой, как вы собираетесь жить на самом деле, да, как вы собираетесь жить? Вот война, все, закончилась, все, забыли обо всем, все, замяли за пару дней. И как Башкортостан с Татарстаном дальше в этой путинской, нахуй, или Навальнюге придут, я не знаю, в этом мире как вы собираетесь жить? Как вы будете жить? Опрос. Франция и Великобритания разрешили Украине наносить удары по территории России ракетами «Скальп», «Шторм», «Шэдоу». Ле Фигаро, блядь. Фигура тут, фигура там, блядь. Пиздят, не пиздят. Гарантии нет уже, блядь. Можно, нельзя, блядь. Итак. КНДР может перебросить в Украину до 100 тысяч солдат в общей сложности, если союз Пхеньяна и Москвы укрепится. Источники агентства подчеркнули, что цифра такого масштаба, если она будет иметь место, скорее всего, набежит за счет нескольких ротаций войск в течение времени, а не единовременным развертыванием. Опрошенные чиновники заявили, что переброска войск свидетельствует о том, что война становится глобальной. Ника, поймали, не поймали, пока это, да? Пока этих узкоглазых не поймали никто? Узкоглазые, блядь, попали в этот в плен или нет еще? Пока тихо, да? Ну, блядь, когда уже возьмут в плен их, блядь? Посмотрим, как они будут ныть, нахуй. Посмотрим, о чем они будут петь, блядь. Вот это интересно, блядь. Нормального переводчика нужно будет найти. И нужно понять, блядь, как мыслят, нахуй, это первобытные люди, нахуй, эти корейцы, блядь. Они же, блядь, с пещер вылезли, блядь. Они же ничего не видели, там они живут, блядь, в заточении уже, блядь. Сколько лет, блядь. Этого Ина тоже, нахуй, вообще чпокнуть надо, блядь, нахуй. Тоже, блядь, почему его не могут ёбнуть, нахуй? Вот это тоже удивляюсь, блядь. Сука. Ну, он тоже допрыгается сейчас, если он в Южную Корею попрется, блядь, пизда ему будет. Насчет вот этого вспомнил. Байден разрешил Украине наносить удары американскими ракетами, атакам по территории РФ.
Вот эти атакамсы же, блядь, оказывается, блядь, далеко-недалеко, нахуй. Всего лишь, блядь, нахуй, одна из них, оказывается, на 160 километров, блядь, я слышал, а другая 300 километров. Какую из них дали, еще неизвестно. Но кто-то сказал, блядь, что дали 91 или 92 годов, нахуй. Столетние, нахуй. Чего с 91-92 годов, что дали, конечно, со складов, блядь. Непонятно, нахуй. Ну, атакамсы, может, они, блядь, новые, я не знаю, блядь. Хуй знает. Ну, суть, блядь, 160 километров, это же мало нахуй. Это, блядь, с края, блядь, Сумской области, блядь, до Москвы не дотянется он, блядь. Это же надо приближаться. Поэтому как раз-таки тут, блядь, речь идет о том, что, блядь, дать надо нам, башкортларга, татарларга, это все, блядь. Чтобы мы заехали ближе, блядь. Чтобы мы зашли внутрь, блядь, ближе. А вы 160-300 километров, как вы бомбить собираетесь, блядь? Ну, вот это тоже не понял, блядь. Я думал, блядь, оно летит где-то 1000-2000 километров. Что за хуйню дали-то, блядь? Не понравилась, блядь, вот эта хуйня, блядь, что-то. Крайняк можно бомбить только, наверное, вот по тем краям, вот как здесь вот захуярено, вот только это, блядь. Вот ну-ка тут что пишут. Украина получила разрешение наносить удар по России. Американская ракета дальнего радиуса. 10 атакам. Ну, дальнего радиуса. Оружие, скорее всего, сначала будет применено против российской северокорейской войск для защиты украинских сил Украинской Курской области. На Запад России заявили чиновники. Наконец-то. Блядь. Ебашьте нахуй по Крыму. Ебашьте то, что рядом тогда, блядь. Где 160-300 километров. Еще ведь какую дали, надо понять, блядь. Ну, до Москвы хуй дотянется это, блядь. Это надо как Пригожин шлепнуть пару километров вперед, блядь. Дойти до Воронежа хотя бы. Потом может чпокнуть нахуй куда-нибудь. А так, я не знаю, блядь, нахуй. Что-то херня какая-то, блядь. У Путина донос, блядь. Что за херня, блядь? Давай послушаем, блядь. Слово «донос». Что обозначает? Куда мне сейчас на письма жаловаться, чтобы их нахуй страны выкинули? Сафонов предал не только свою страну, он предал свою профессию. Россия до конца не понял то, что не прошло через YouTube. Чудовищные сроки, увольнения за антивоенную позицию, доносы на инакомыслящих. Все это дело рук нет, не Путина, а вполне обычных россиян. Судей, священников, деятелей культуры, учителей. Они могут быть вашими соседями, улыбаться вам при встрече и ходить в те же магазины, что и вы. Но их стоит опасаться, ведь в любой момент вы можете стать их целью и добычей. Сегодня мы расскажем об антигероях, которые сажают за родину. Это что за нахуй? Илья Давлечин. Вот так слушатели встретили приговор педиатру Надежде Буяновой. 5,5 лет колонии за якобы фейки об армии в личной беседе. Все дело Буяновой строится на показаниях одной крайне сомнительной. Ну, понятно, здесь, блядь, надо смотреть. Да хуя понятно, короче, эту бабушку по 68 лет посадили. Идиотизм полный. А, ну вот, блядь. Как раз об этом что-то говорил. Вот, хорошие русские на прошедшем митинге в Берлине продемонстрировали новый флаг. Прекрасная Россия, будущее с новой старой эмблемой. СССР 3.0. И я охуел, блядь. Это что за нахуй флаг, блядь? Ну, а что тогда там члена нету, нахуй? Член надо было нарисовать. Навального. Или кого там, блядь, Яшина, блядь. Нет, они, блядь, серп и молот, нахуй, ебанули. Какие-то непонятные, нахуй. Вот я же говорю, блядь, мне кажется, все-таки, блядь, этих
Яшина отправили, блядь, как этого, блядь, какого-то коммуниста, блядь, вытащили с тюрьмы и сказали, вот ты поедешь, короче, и там будешь прогонять эту тему, короче, есть что, да, ну, типа за свободу России, ну, чтобы, блядь, вдруг, если что, там Путин уйдет, и вы станете за нас, короче, и все, и будет опять, нахуй, коммунизм, блядь, 21 века. Вот что-то в этом роде, нахуй. Ну, типа, хуй его знает, блядь. Там, какого хуя у них, блядь, главное, блядь, белое, синее, что означает, и белое, и еще этот герб и молот, блядь. Вот что за дерьмо, нахуй? Кто им, нахуй, надоумил такое дерьмо сделать, блядь? Серп и молот, что это, у узкожопых это какой-то этот, оберег, что ли, блядь, какой-то, нахуй? Мне кажется, блядь, у их не оберег, это вантус и этот швабра, нахуй, и дубинка ментовская. Вот надо их было нарисовать, блядь. Какие-то самотыки какие-нибудь, блядь, а не вот эти вещи, блядь, инструменты какие-то. Не те инструменты, блядь. Так. Почему я вижу, если он подходит ко мне? Он тебя еще будет отсылать дальше. Если ты себя ведешь не очень подобающим образом, пиши такие слова, ты услышишь. Женщина должна молчать, я тебе объясняю. И если она начинает просто открывать, не называть шлюха. С этой точки зрения, ты будешь это слышать. Потому что у них такая культура. Прочитаю. Я нихуя не понял, сейчас прочитаю. Одноклассник, не русский, угрожает избить мою дочь, оскорбляет шлюхой. А это наша классная руководительница вещает и оправдывает насилие. Он меня называет шлюхой, оскорбляет меня, а она орет, что я виновата, якобы крашусь, внимание хочу. Хотя я даже когда игнорирую его, он оскорбляет меня, а если отвечу, бьет по ногам. Я не могу уже. Женщина должна молчать. Почему я вижу, если он подходит ко мне? И если она начинает точку зрения, ты будешь это слышать. Мой ребенок живет в России, ходит в русскую школу. Кто у кого в гостях, на минуточку. Из-за того, что он кавказец, это кто сейчас орал? Наша классуха, она орет на меня, говорит, что я виновата, что он меня шлюха называет. Почему мы должны под такую культуру подстраиваться? И что это за культура такая, оскорблять девочек матом и бить ногами? Объясните мне. Это типа такой это коммент, короче, там. Так. Женщина должна молчать, и если она начинает рот свой открывать, они называют ее шлюхой. У них такая культура. В одной из российских школ учительница объяснила школьнице, почему мигрант имеет право называть ее шлюхой. Вот к чему приводит заигрывание с Талибаном. Сука, хуею. Короче говоря, это из телеги Соловьиный помет нахуй. Но реально сами Соловьиным помет нахуй тут. Короче говоря, сюда тоже нужно подходить с другого момента. Они пытаются опять наш ислам, нашу культуру зачмырить. Понимаете, да? Зачмырить они просто хотят. Тем самым, понимаешь ли, у узкожопых культура, оказывается, понимаешь ли, маньячельская, нахуй. Как Цымбалюк говорит, маньячельские, маньячела, блядь, из Кремля. Вот. У узкожопых маньяки, нахуй, одни, нахуй. А, понимаешь ли, наша культура, оказывается, там сразу же, блядь, какая-то, нахуй, деградация, блядь. А у них, блядь, маньяки,
которые в школах, блядь, будут преподавать нахуй какие-то сраные уроки военные, блядь, это нормально, блядь. А то, что кто-то что-то там пропиздошился там, ну, это ненормально. Вот это меня удивляет нахуй. А с нашей стороны, да, я могу отметить одну вещь, блядь. Из-за того, что узкожопые девушки, особенно, все же давалки, это все знают. Из-за того, что они давалки на Кавказе и большинство мусульман, они это знают. Это не нужно отрицать нахуй. Я же всегда говорю вам, учитесь говорить в лоб всё нахуй, как есть. Да, такая хуйня, есть такая хуйня, что их называть, блядь, шлюхами и так далее, нахуй. Потому что всех узкожопых привыкли называть шлюхами. Вот и все. Это ихняя кликуха, тамга. Это без вариантов, нахуй, тут. И почему так? Потому что, блядь, они же, блядь, вот эти все, кто об этом говорят, их ебут. Кому они ходят-то, они все? Они что, своих на Кавказе трахают? Нихуя. Они что, трахают еще кого-то? Нет. Они ебут всех подряд. Это нормально. Поэтому, исходя от этого, как говорится, их не, блядь, нахуй вот это, так скажем, кликуха, я называю их узкожопами, а тут еще шлюхи, это нормально, нахуй. Так что, даже я думаю, блядь, тут огорчаться не стоит, блядь, обижаться не стоит, потому что, ну, это судьба, нахуй. Как это? Гей это судьба, лесби это судьба, нахуй. И шлюха тоже судьба, блядь. Выхода нет, блядь. Вот так вот. Так, идем дальше. Что тут опять? Облавы на призывников в Москве задерживают даже те, кто не относится к местным военкоматам. Призыв продолжается, методы ужесточаются. Вот несколько историй, которые нам прислали. Призывник из Петербурга задержан в Москве, блядь. Ну это я читал вроде. Тоже питерские в Москве, блядь. Призывника с астмой задержали в подъезде, блядь. Вот и все, блядь. Так что вот так вот. Поэтому, когда говорят нет мобилизации или что-то в этом роде, ну, я думаю, верить не стоит. Вот этот хуй еще, блядь. Не нацист Михаил Турканов угрожает азербайджанцам. Только что тоже в новостях же об этом говорили, блядь. Мудак, блядь, который, сука. Азера, готовьте свои... Мои ребятишки, блядь, скоро вернут. Он даже не понял, о чем речь, блядь. На Айзеров, короче, наехал, короче. Айзера, блядь. Он даже не может различить, кто там был, блядь. Кто-то, короче, же говорили же до этого, слушали, наверное, кто кому пизды дал. На другом ютубе же это было. Получается, какому-то менту нахуй пиздюлей дали, какие-то не кавказцы, а азиаты. И он на Айзеров, короче, наехал. Вот тут видос кто-то скинул. Герой чеченского народа Шамиль Басаев. Самое главное, людям надо дать свободу. И также надо убрать все помехи, все пути. Помехи в первую очередь это Россия. Надо разрушить Россию, тогда не будет никаких проблем ни у кого. Вот у таких надо пример брать. Как у Шамиля Басаева и так далее, которые заднюю не давали. Поэтому башкор, блин, татар тоже заднюю не должен давать. Подписывать всякие меморандумы, подписывать всякую хуйню, когда пригоняет вам, блядь, под жопу нахуй БТРы, блядь, да, и Ельцин нахуй. Не надо заднюю включать, как Шаймиевы нахуй, Рахимовы, блядь. Не надо заднюю включать. Только олга. Как у нас говорят, бурлуп тоже олга. Только олга чабасың. Бұрылсаң да олга чабасың. Артқа шапмайсың бит. Только олга.
Вагнеровца, убийцу с почетом похоронили под Иркутском. Люди Байкала обнаружили новость о вагнеровце, который убил своего знакомого, а затем освободился досрочно, записавшись в ЧВК. Еще в июле 2024 года администрация Новоудинского сельского поселения сообщила о торжественных похоронах 42-летнего Никанора Парфенова, погибшего на войне с Украиной в Херсонской области. Прощание с героем прошло в местном доме культуры. Сообщают, что Парфенов окончил 9 классов, у него были жена и 2 дочери. Сотрудники издания «Люди Байкала» нашли информацию о человеке с таким же именем на сайте суда Удинского района Иркутской области. В октябре 2015 года Парфенова приговорили к 10 годам колонии строгого режима. Мужчина сознался по телефону, что решил убить собутыльника после того, как тот якобы прикоснулся пахом к его ягодицам. Парфенов застрелил собутыльника из охотничьей двустволки и скрылся в доме своей бывшей жены. Когда полицейские нашли Никанора, тот сделал предупредительный выстрел в пол. Силовики расценили это как угрозу применения насилия. Парфенов пытался застрелиться, но ружье дало осечку. Убийцу задержали. Парфенова приговорили к лишению свободы по 105, часть 1, 318, часть 1, 222 УК РФ. Но ему удалось освободиться раньше, записавшись в ЧВК «Вагнер». Уебок, короче. Вот и все. Вот такие вот уебки вам будут преподами нахуй детям, Казанда, Уфада, вам будут уроки преподавать вам. Они тоже могут своим членам прикоснуться по вашим детям нахуй. Неизвестно же, да? А вы думаете, блядь, не может быть. Не-не-не. А так и может и быть. Вот так вот. Так что готовьтесь, как говорится, к всяким новостям. Ну, тут я уже с вчерашними новостями иду, да? Ну вот, я же говорю, вот эти уёбки нахуй. Вот остановим. Вот этот момент, можете посмотреть везде, вот инсайдер. Начинаем движение, прям у них громкая связь, вся пиздеж, вот этот кто-то пиздит, там идет, и эти держат нахуй в кожаных перчатках, неебенные люди. И самое главное, Яшин с этой пиздой ржут там, блядь. Нет, у них идет шествие, блядь, какое-то, да, это такое мероприятие, ржут. А там этот, блядь, Карамурза ржет с той мелкой тёлкой, короче, какой-то, блядь, бабой, нахуй. Получается, это вся вот эта пидорасия, нахуй, вот это, да, смеются, блядь. Там, блядь, идет шествие, нахуй, против, блядь, вот этого дерьма. Нет, они ржут, блядь. Охуительно, да? Смешно, да, там, блядь. Там, получается, нет говорить о Украине нихуя, блядь. Там идет, блядь, нахуй, ихний смех, блядь, вот это, ну, блядь, и какой-то, блядь, нахуй, какое-то мясо для папарацци, блядь, грубо говоря. Вот такая хуйня, блядь. Чтоб, блядь, не знаю, блядь. Полное, блядь, дерьмо, которое, блядь, думают сейчас там в регионах, в России, кто-то схавает это. Понимаете? На лоха, блядь. Это дело на лоха. Поэтому башкир-татар не должен лохануться и в этот раз, блядь. Чтоб, блядь, вдруг, блядь, нахуй, в голову вашему, чтоб не пришло, блядь, где-нибудь еще выходить, нахуй, с флагами Навальных, блядь, как некоторые бегали раньше из Башкортостана. Так, опять этот Невзоров, блядь. Очень горькие, но как корректной и грамотной статьи о ФБК разразилась газета «Нью-Йорк Таймс». Похоже, наивный Запад все же заподозрил, что его нагло доят и жестоко дурят. По сути, статья обвиняет ФБК в сознательном разрушении всего антипутинского движения. Газета приводит крайне неприятные для ФБК, но веские аргументы и факты. Исследован весь механизм смуты и развала иммигрантского фронта.
начавшийся с нелепого и ничем неоправданного удара по оппозиции фильмом ФБК «Предатели». Крайне корректная статья не делает окончательного вывода о том, что ФБК – это бизнес прохиндеев, готовых на западные грады перегрызть горло любому. Но именно так она, скорее всего, и будет понята. Короче, как всегда я говорю, ФБК, КАЦ, блядь, Ходорковский, этот черт Чичваркин, блядь, Евросеть, блин, и вся вот эта поеботина, эти наши душманы, которые, блядь, возомнили, блядь, нахуй, что без лоха жизнь плоха, решили, нахуй, блядь, так скажем, блядь, на чужом горе, нахуй, оторваться и выйти, блядь, на какую-то, так скажем, блядь, тупень, блядь. Из говна, как говорится, из грязи в князи хотят выйти, да? Но я думаю, блядь, рано или поздно, блядь, и гранты, хуянты, нахуй, у них это все, блядь, закончится. И все равно раскусят и нахуй пошлют, грубо говоря. Поэтому нам это вообще, по сути, оно даже не трогает. И, по сути, нас оно вообще, блядь, нахуй, вот вообще не должно ебать даже. Что они там делают? Наша задача должна быть, блядь, только Москва. Ихняя задача, получается, снести Путина, а наша задача снести Русню полностью. Это значит и Путин, и Навальнюги. Никого не должно быть у нас на нашем, блядь, пути. Вот и все. Поэтому как бы долго здесь церемониться, о чем-то даже говорить я не вижу. Я думал, какой-то, блядь, разговор будет интересный. Нихуя. От них нихуя не вышло. Они прошлись как придурки нахуй. Блядь, 1500 человек, если даже было там, блядь. И все. И все. И закончилось все. Были и забыли. Поэтому результативность наша в том, что если Украина будет бомбить нахуй Москву, вот тогда мы только увидим результат. А до этого нихуя. В идеале, конечно, нам самим тоже надо заходить туда, конечно. Но, блядь, как народ поднять, а? Башка трещит, как народ поднимать, блядь. Вот порой, блядь, говорю, блядь, потом задумываюсь, блядь, и думаю, как же народ поднять? Что им дать, нахуй? Денег у меня нету, блядь. 200 тысяч каждому. А что можно им предложить, блядь? Вот так вот. Получается, людей надо покупать. В Краснодарском крае деньги на войну с Украины собирали с учащихся школы 16-го города Тимашевска. В течение месяца там проходила акция «Монетная неделя. Помоги СВО им». Детям было предложено сдавать мелочь на нужды военных. Представляете? Детям на нужды военных. Детям на нужды военных. В Краснодарском крае. Это что за уёбки там живут, я не могу понять, блядь. Башкортостанда, блядь, с пенсионеров, это Асхан, блядь, группа собирает все, блядь, на СВО, блядь. В школе не уточнили, происходило это добровольно или принудительно. Собранные средства пошли на покупку боевой экипировки, генераторы и бензопилы для участников вторжения. Ученики также подготовили для них письма, рисунки, поделки и талисманы. Тимашевск. Казачья школа Тимашевск, номер 16. Идиотизм, да? Крепчает, да? Я только что, блядь, говорил про то, что, блядь, маньяки, блядь, приходят. Тут еще, блядь, деньги начали собирать. Ну, заебись. Как раньше, блядь, на ремонт собирали, блядь, еще на что-то собирали, на стенгазету собирали, еще что-то, блядь. Постоянно на что-то собирали, блядь.
призывников обманывают по СМС и заманивают на войну. Вот так вот. Ну, чуть-чуть уже назад идем, да, ведь? Где я не читал еще. В тот день, оказывается, по Украине выпустили 120 ракет и 90 дронов. Российская армия сегодня атаковала украинские города. Ну, тогда еще. 17-го, получается. 120 ракет и 90 дронами. В частности, Искандерами, цирконами и кинжалами. Силы ПВО ликвидировали 140 объектов, пишет телеграм Владимир Зеленский. Основной целью была энергетическая инфраструктура Украины. От падения обломков пострадали дома и жители. В Николаеве атака началась в 4:30. 2 людей погибли, 6, включая 2 детей, ранены. Пострадали дома частного сектора и монотажный дом. Автомобили, объект инфраструктуры. На месте выехали медики, волонтеры Красного Креста, психологи и экстренной службы. В Печорском районе Киева из-за воздушной атаки начался пожар в пятиэтажном доме. Пострадал 1 человек, экстренной службы эвакуировали 30 жителей. Обломки упали в Голосеевском, Десняковском и Днепровском районах. Также пострадали Кривой Рог, Ивано-Франковск, Одесса, Запорожье, Винница, Волынь, Львов, пишет украинские СМИ. Большинство одесситов остались без электричества и отопления. Также нет света у многих жителей ровно. Во Львове повреждена магистральная труба теплоснабжения. В Ивано-Франковске пострадал объект, начался пожар, сообщает канал Труха. Вот это меня хуею. В Ивано-Франковском у меня оттуда как раз вот товарищ был, Вован, короче, да? Сейчас он где-то живет, тоже где-то в Испании, что ли. Блядь, Ивано-Франковск, оно же вообще ебенях же, блядь, это же. Другого, вот здесь, возле этого оно, блядь, возле Польши и этого. Словения, что ли? Словакия, возле Словакии. Нихуя себе долетело, блядь. Это что, всю Украину, блядь, перелетело? Всю Украину перелетело, они ебашат, блядь, эти узкожопые. До туда ебашат. Ну это пиздец, нахуй, беспощадная война, блядь. Надо ебашить по Москве срочно, блядь. Украину атакуют из оккупированного Крыма. Вот оно что, блядь, твари. Российские военные вывели в Черное море 4 ракетоносителя с 24 ракетами типа «Калибр» на борту, пишет РБК. Во! Ника, срочно позвони своим, пусть ебашат на Черное море, блядь, ракетоносителям, блядь. По ракетоносителям ебашьте, нахуй, этими атакамсами, нахуй. Как раз туда хватит 160 километров. Ебашьте туда, блядь. Полностью Крым тоже можно расхуярить, можно полностью расхуярить. Нормально, пусть там тоже нахуй не вякают нахуй. Вот здесь. Что сталося? Вот тут украинские жили, вот тут. Это да, это было 22 числа. Они пьяные приехали, не те пьяные. Короче, их начали матюкать, а те вышли и тут расстреляли. Одному мы похоронили соседа, а этих двух, они штрафуются, мы не боимся туда выходить, сказали, в город не выходить. Они мертвые. Там... Короче говоря, непонятно, блядь. Тут такое дерьмо, блядь. Какой-то Абу, короче, это, ну, чеченец, наверное. Нацисты расстреливали мирных жителей Селидова прямо перед освобождением города российскими войсками. Такую хуйню кто-то пишет, блядь. Об этом местный житель города рассказал российским военнослужащим Сапазан Абу. Трупы на улице пролежали с 22 октября, захоронить их возможности не было, так как жители Селидова боялись выходить из своих убежищ. ВС РФ взяли город под контроль 29 октября. И тут, смотрите, тут комментатор пишет, номера украинские, значит, зачистили предателей. Ну, я думаю, блядь, если
украинские номера, получается, кто там зачистил, и Селидова кто взял, я и хуй его знает, блядь. Вопрос, блядь. Интересно. У Майкла Наки надо было спросить. А, ну вот снова тревога. Тревога у тебя? А свет есть? Ника, свет есть? Ну, тут прикол, блядь, от Куштава. Меняю коробку сливочного масла на трехкомнатную квартиру в центре Стерлитамака с вашей доплатой. Атака была по энергетической инфраструктуре подробнее. Киев, Одесса, Николаев, Ровно, Кременчуг, Волынь, Винницкая, Кривой Рог, Днепр, Запорожье, Ужгород, Старкон, Сумы и так далее. Короче говоря, долбили конкретно. ВСУ накрыли скопление российских солдат хаймерсами. К концу третьего года войны не все командиры РФ знают, что нужно рассредотачиваться на местности. Россия нанесла массированный удар по украинской энергетике. Все призывы Шольца и Трампа оказались бессмысленны. Путин продолжает отдавать приказы на совершение военных преступлений. Масштаб следствия пока не ясен. Но это была самая масштабная атака за последние 2 месяца. Военный блогер одного из крупнейших западных был убит на войне. Земля стекловатой. А, ну это читал я. Все это читал, блин. Что-то одно и то же, блядь, читаю я. Так. Какой-то хуй мне комментарий написал, блядь, в этом, в Ютубе, блядь. Россия великая и справедливая держава. Представляете, блядь? Это нужно быть, блядь. Беспилотник впервые атаковал Удмуртию. Он сдетонировал в Ижевске на территории электромеханического завода «Купол». Дрон упал на заводской цех, выбило стекла, но серьезных разрушений нету. Завод выполняет заказ для Минобороны. Представляете, даже Татарстан перелетел, блядь, дрон. Ну, поэтому я и говорю, Башкортостану надо ебашить по полной программе, блядь. Особенно по хабировским хатам, блядь. По хатам Хабирова. Обязательно. Ну, все, короче, вроде бы. Да? До 16 я дошел. Теперь давайте перейдем в этот. Такие. Другие группы чужие. Чужие интересные группы, да? Так, что тут есть новое? Опа. Басков что-то там нахуй послал, блядь, со сцены всех, блядь. Что за херня, да? Что за мага-дага? Прошу в следующем стриме не пишите рядом с названием татар. Узбек. В каком смысле? Не пишите узбек? Да, нервный срыв у Баскова, блин. Мага-дага. Что-то я не понял. О чем ты, мага-дага?
Да уж. Итак. Так, сейчас. Ну вот этого. Ну-ка, что он говорит? Человеку, в принципе, психологически сложно признать свое поражение, осознать, что власть над ним получили и продолжают удерживать преступники. Что именно преступники, их подельники и те, кому все равно, живут с тобой в одном городе, дышат одним воздухом, ходят по одним улицам, в те же театры, музеи, видят из окна те же площади и набережные. Признать, что эти люди украли у тебя твой город, твою страну. Поэтому у многих, не у всех, но у многих из тех, кто еще несколько лет назад был в жесткой оппозиции к Путину, постепенно меняется отношение сначала к преступлениям, а потом к самим преступникам. Это вот этот кучер какой-то, блядь, с Америки пропиздушил что-то. Итак, дальше идем. В России признали неизбежность нового повышения ключевой ставки. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил о необходимости повышения ключевой ставки Центробанком для борьбы с инфляцией. Он подчеркнул, что депутаты не планируют обсуждать принудительное снижение ипотечных ставок, так как падение цен на жилье должно быть связано с остановкой роста цен. Короче говоря, тупке утыртыларыны, короче, bütün экономиканы сейчас не могут нахуй понять, что делать. Нихуя себе. Жительница Китая долгое время не могла забеременеть, а потом забеременела 9 детьми за раз, блядь. Нихуя себе. После долгих бесплодных попыток врач посоветовал ей выпить таблетки для овуляции. Сперва на УЗИ обнаружили тройню, после чего девушка сказала, что ее мечта стать матерью осуществилась. Затем на ультразвуке нашли еще 6 детей. Аузанатащим, блядь. Что за хрень, блядь? 9 детей, блядь. Китай, нахуй, там точно, как говорили, тапочками закидает, нахуй. Пизда всем придет. В центре Тбилиси грузинская оппозиция обустроила палаточный городок и построила баррикады. У государственного университета десятки престижных провели ночи палаткой у костров. Оппозиция обещает, что акция приобретет форматы, которые могут стать неожиданными для власти. За ночь на проспекте Чавчавадзе образовался палаточный городок. Многие пришли, чтобы сменить тех, кто провел ночь у костра или в палатках, чтобы не прекращать акцию. Интересно. Акция 24 часа будет продолжаться, оказывается. Они в своей независимой стране, вот тоже в Грузии, что-то творят, но не до конца что-то творят. Вот я тоже хочу добавить. Вот этих примеров, да, ведь мы уже до хрена видели. Башкортостан, Татарстан, да, ведь все мы на ушах, мы все это видели. Вот таких выходов у нас не должно быть. Мы не должны ни на какие-то там акции хуясы выходить, блядь, как Алсынов, блядь, что всех закрыли нахуй. Мы должны один раз выйти, блядь, и до Москвы. И все. Не надо кому-то что-то доказывать, Башкортостан, да, Татарстан, да, блядь, с плакатами, нахуй. Свобода попугаю, блядь. Нет, нихуя, это уже не прокатывает. Только прокатывает, нахуй, когда Калашниковы, нахуй,
будет в жопе нахуй, у узкожопых. Вот тогда только, вот тогда мы нажмем на курок нахуй, и аузынан шыға шул пуля нахуй, вот только тогда будет порядок. А до этого не будет порядок. Так, что еще тут интересного нового есть у них? Тут тоже весь бардак скидывает он сюда, конечно. Что тут этот мудак говорит, вот этот? После этого, если у кого-то будет желание запустить ракетно-атаковый скальп, Storm Shadow и что-то еще, я не думаю. Но это, наверное, надо на сегодня сделать. С четким пониманием того, что от Америки, которая пытается настроить в эскалацию, ничего, по сути, не останется. То есть Байдену будет нечего передавать Трампу. Не будет ни Байдена, ни Трампа. Я прекрасно знаю и американцы, и мы. Америке наносится 95% тотальный ущерб. То есть, по сути, Америки не существует. Америки кирты, кстати, всем в России тоже. Они ненормальные, мне кажется, блядь. Вот такие люди сидят там, пиздят, блядь. На всякий, вот что я заметил, вот не знаю, вот в Европе досконально, ведь я ни с кем пока еще не общался здесь, да, ведь с кем-то, да, ведь. Но вот это слово понты, на понтах пальцы веером, вот эта хуйня здесь, блядь, мне кажется, блядь, ну, не так понимается, что ли, блядь, нахуй, может, не так переводит, что ли, блядь, для европейцев, блядь, в русне, блядь, который творится. Вот эти понты, ебанутые нахуй, пальцы веером, для европейцев, мне кажется, не доходит, блядь. Им не доходит вот это приколы, блядь, узкожопых, и к которым мы уже тоже привыкли, нахуй, использовать в России. И вот, исходя от этого, из этого дерьма, то, что он сейчас сказал, американцы, европейцы не могут уловить один толк, нахуй. Что если даже пальцы веером и прикол или не прикол, тут цель одна должна быть. Дать Украине возможность или дать нам, регионам, возможность, нахуй, разъебать, нахуй, Москву. Вот и все. Без никаких атомных бомб, без ничего вот этого. Просто, блядь, голыми руками, грубо говоря, блядь. Просто обычными, нахуй, оружиями. Вот этого, вот этих понтов, так скажем, блядь, нахуй, эти американцы и европейцы не могут понять, мне кажется. Вот сколько, блядь, я уже не прослушал, каждый день разные новости говорят о том, что, блядь, нахуй, Европа не может шевельнуться, Америка не может шевельнуться, они так и они сяк, нахуй, они не могут понять, нахуй. Они вот так высказываются. Ну, типа, они просто, типа, не верят этому, блядь. Шутят, типа, нахуй, что они запустят там атомную бомбу там в Америку. Или что-то в этом роде. Ну, я же говорю, блядь, вот этот прикол, вот этот пиздобольство, ихнее вот это узкожопое пиздобольство, на понты брать, блядь, ну, если... Мы же все знаем, блядь, как в тюрьмах это происходит, блядь, допустим, да? В тюрьмы, блядь, допустим, в хату кто-то что-то зайдет, на понты кого-то берут, да? Вот этот понт, блядь. Вот этот понт, блядь, он, мне кажется, здесь он нету его, блядь. Нету, блядь, этого. Они, не знаю, не доросли. Я же говорю, блядь, в Норвегии, когда я жил, я понимал, что, блядь, норвежцы тупорылые. Они в чем-то, они умные, но у них нету вот этого, блядь, хитровыебанности. Тупорылые, блядь. Нет их вот этой ехидности, блядь, что ли, что такое, вот этого нету, блядь. То, что у нас есть, блядь. У них этого нету, они, блядь, ощеклар, как, не знаю, блядь, как пизда Ивановна, блядь. Открытые, блядь, тупорылые, блядь.
В то же время, может, они умные, блядь, базара нет, блядь. Ну, тупость ихняя вот это, то, что они какие-то, блядь, ну, так скажем, блядь, недогоны, короче, да, не догоняют они, блядь. Вот этой стороной. И тут то же самое происходит, блядь. Вот с этими понтами, по бомбам, туда-сюда, они сами себя, европейцы и американцы, зачмырили. Зачмырили. Поэтому Зеленскому говорят, стреляй, не стреляй, можно, нельзя. Вот. Почему? Потому что постоянно они смотрят, наверное, тоже вот эти русские каналы. Ну, они же тоже это как-то смотрят, блядь, нахуй, американцев, европейцев, нахуй, и им кто-то докладывает же про это, вот там так сказали, тут так сказали, блядь, вот так. И вот с этого они выводят себе, нахуй, вот эти всякие Нью-Йорк Таймы, блядь, еще всякие, нахуй, Фигаро, блядь, им новости выводят, нахуй, вот на таком основании. Нет у них, блядь, вот этого, нахуй, шаристости, блядь, нахуй, в словечках, которые, блядь, вообще произносятся в России, блядь. Они не могут догнать, блядь. Они могут знать русский язык, перевести его, да, но не допернет, блядь. Башина, как это, Айзера, что ли, или, блядь, как они говорят? Башина, ты что? Они вот так говорят. Башина, ты что? Типа, упало тебе в голову? Типа, это дошло тебе в голову? Вот так, они же так говорят. Башина, ты что? Башка, ты что? Они вот так говорят, блядь. Айзера, блядь. Башка, ты что, блядь. Наверное, это шурга может. И вот именно вот этот башка, ты что, нахуй, у них недогон, блядь. Тупорылость, блядь. У европейцев и у немцев, у всех, нахуй. И у американцев подавно, блядь, там в их ебенях живут, блядь. И исходя от этого, ихнее, блядь, очко, нахуй, пульсирует, нахуй, я не знаю, блядь, как кратер, нахуй, блядь, вулкана, блядь. И вот из-за этого, получается, блядь, вот эта тягомотина, нахуй, идет 3 года уже, блядь. Никак не могут ёбнуть, нахуй, никак не могут дать, нахуй, и так далее. Вот из-за этого я хочу донести, вот, до Ники, я надеюсь, свою мысль донес, она же все-таки русский знает. И получается, вот эту мысль надо донести, блядь, американцам и европейцам таким образом, чтобы, вот я не знаю, блядь, они, блядь, отчехлились, да, так скажем, блядь, со своего тупого, нахуй, нрава, тупых мыслей, каких-то, блядь, недогонов, блядь, своих, чтобы им уже начало доходить это. Хоть миллион раз пусть они умнее нас будут, блядь, разницы нету. Если им не доходит, блядь, оно не дойдет. Кстати, сегодня тоже заметил об этом, пропиздошил какую-то хуйню этот Майкл Наки и говорит, если есть, говорит, связи в Америке у кого-нибудь, скажите, говорит, мои слова, нанесите, говорит, до Трампа или до Байдена, что-то такое, он такую тему тоже прогнал сегодня, такую тему. Не, на самом деле, блядь, моментами, блядь, нужно, оказывается, прогонять, блядь, какие-то мысли, да, людей, которые вообще даже как бы не политики и вообще никто, нахуй, да, рядом не стояли. Но, считай, политики, те же люди, по сути, но просто у них мозги, нахуй, забиты, нахуй, хуй знает чем, блядь, и у них тоже самый недогон, блядь. Недогон, блядь, у европейцев, недогон у украинцев, недогон также, блядь, и в России, и везде, блядь. Тупость, нахуй. Но в этот момент нужно включать такую мысль, что, блядь, нахуй, есть, блядь, нахуй, разные, получается, ну, так скажем, блядь, языковые, блядь, барьеры, где есть, блядь, смысл догонять где-то нужно и не догонять, блядь. Хоть миллион раз они переводчиков используют, перевод знают и так далее. Но суть дела, блядь, нахуй, внутри России все равно за границей никто не поймет. Поймет только внутри, кто живет. Допустим, пример. В Украине идет война, войну только поймут они. В Башкортостане, в Татарстане никто не поймет, что идет. Война или не война, им похуй. А умирают люди, умирают, им похуй. Кто умирает, не умирает. Вот как надо глубоко расценивать каждое движение, блядь, этих пиздобольных высказываний. Хоть, блядь,
Соловьева, нахуй, это Гондона, блядь, канала, блядь, хоть путинского канала, разницы нету, хоть откуда это, Скобеева пропиздошилась, или кто еще там сказал что-то. Главное, выводить, блядь, мысль такую, что, блядь, нахуй, в глубине, блядь, нахуй, России и в глубине Америки никто ни о чем не знает. Вот и все. Знают они поверхностно, что идет война. И все. Тут орки, а тут типа укронацисты. Все. Они об этом только знают. Так, тут тоже больно уже в Куштау тоже дохуя что-то я перечитал, там нихуя путного нету. Так. Вот давайте вот ищи своих. Что тут опять произошло, блядь? А ну я вчера читал, да, уже? А, вот это я или читал. Не помню, блядь. Ну, свежий вроде. Не помню, читал или нет. Блядь, откуда это достали? Итак, ладно, прочитаю еще раз, блин. За прошлую неделю установили имена еще 616 жителей Поволжья. Я вроде читал, да, это, блядь? Почти одинаковые, что ли. Погибшие на войне в Украине. Из них 122 татаростанцы. Блядь, это что-то новое, да, ведь? По состоянию на утро 18 ноября, блядь. Блядь, это новое, блядь. Погиб по меньшей мере 22 631 человек из регионов ПВО. Поволжский федеральный округ. За период с 11 по 12 ноября установили имена 616 военных из 15 регионов Поволжья, погибших на войне в Украине. Таким образом, по состоянию на утро 18 ноября, и, наверное, это же было сегодня, ну да, вчера, блядь, погиб по меньшей мере 22 631 человек из этих российских субъектов. За неделю 22 631. Вот более-менее правдоподобно начали писать, блядь. Количество установленных имен погибших за прошлую неделю по регионам. Татарстан 122 человека. Ну чё, Татарстан? Ну чё, манкурты? Манкурты, вы тут? Получается, Татарстан, блядь, нахуй. Выше Башкортостана перепрыгнул, получается, да? Ну, пиздец, нахуй. Ну да, вы же постоянно, блядь, как говорится, чемпионами, блядь, пытаетесь стать, блядь, против Башкортостана, блядь. Башкортостан 90 человек, блядь. Далеко не ушли. Пермский край 75, Саратов 55. В Саратове, наверное, 55 это казахи. Казахи, блядь, нахуй сдохли, наверное, 55 человек, блядь, из Саратова. А кто может быть в Саратове? Узкожопые, что ли? Нет. Опять-таки наши. Казахи. Большинство, наверное. Оренбурже 50 человек. Блядь, это все. Оренбурже это явно башкортлар, татарлар и казахлар. Кировская область 42 человека. Вот Кировская область. Вот про Кировскую область опять вспоминаем. Это, блядь, как я всегда забываю это. Блядь, ну где Ингрия будущее будет. Блядь. Карелия. Карелы, блядь. Карелия. Ну, непонятно, кто там живет, конечно. Нижегородская область, 42 человека. Ну, тоже, блядь, русские или эти, татары или эти. Мокша. Самарская область, 38. Удмуртия 37, Чувашия 18, Ульяновск 14, Астрахань 13, Мариэль 10, Пенза 8, Мордовия 2. Не верю, Мордовия 2, не верю.
Башкортостан лидер по количеству погибших. Война унесла жизни как минимум 3464 военных из республики. Далее в списке Татарстан 3123. Пермский край 2616. Именами, а которые без имен. Без имен, которые, помните? Которые в окопе чувак снимал, и там форма Шаймуратова. Вот такая вот. Наименьшие потери среди регионов Поволжья на сегодня понесли Пензенская область 509 и Мордовия 322. Здесь прям нужно играть какой-то спорт-лото, блядь. На этой неделе выигрывает Мордовия всего лишь 322. И проигрывает Татарстан, потому что... Башкортостан. Потому что 3404 человека умерли, оказывается. Получается, проиграл Башкортостан, а победил Мордовия. 322. Машинды хабарлар. Кресты. Везде кресты. Одни кресты. Вот это. Так. Теперь по Уфе хотел пройтись, но, блядь. Ради Хабиров отчитал ее министра транспорта Башкирии за медлительность ведомства и не выполнила работу по строительству дорог с Садовым товариществом. Из 29 объектов завершены только 8. На одном из них работы и вовсе не начинались. Комментарий какой-то. У нас в Садах 30 лет нет дороги. Землю раздали людям, и все на этом. Я поражаюсь над теми людьми, которые думают о своих каких-то садах, блядь. О своих каких-то, так скажем, садах думают, блядь. Какие сады нахуй? Аулларда юл, блядь. В аулах нет никаких дорог, блядь. Про сады говорят. Я просто херею, блядь. Какие сады могут быть, если, блядь, в аулах, блядь, со времен меня, блядь, нахуй, со времен меня, блядь, когда я там жил, блядь, не было дорог, блядь, нет дорог, блядь. Какие нахуй могут быть дороги, блядь? Последний раз, блядь, 2000, каких, блядь, 13-х, нахуй. Последний раз, если я там ездил, блядь, на машине, то там, блядь, везде, блядь, с одной деревни на другую, нахуй, через огромные, нахуй, лужи, грязь, нахуй, едешь, блядь. И в каких-то местах есть щебень, блядь. Щебень есть, но щебень-то есть, блядь. Но вот эти ямы, как провалишься, язык откусить можно, нахуй. Блядь, на скорости. Такая яма, понимаете? И их мы обходили на медленном, нахуй, вот так, круги наворачиваешь, на встречку выезжаешь, то все. А дороги-то широкие. Дороги широкие, там, я не знаю, для комбайнов, нахуй, дороги. Там дорога минимум 10-20 метров шириной, блядь. А ты его, блядь, обходишь только с одного края, потому что везде дырки, нахуй, пробоины, блядь. И по таким дорогам, блядь, я не знаю, нахуй, никто его не делал, блядь, до сих пор то же самое, блядь. Зато, блядь, отмывают бабло, блядь. Сука, Хабиров до такой степени самоуверенный, блядь, да? Он думает, наверное, блядь, ничего с ним не произойдет, ничего не придет, да, за ним, нахуй, никто не придет, думает он, наверное, да? Сейчас кайфует, бабки все транжирит, башкортларның ақшасын, блядь. Получается вот так, да? Припеваючи живет, да? Ну, нихуя. Тілін урамға шығартырып, нахуй, башын аларға керек, блядь. Чтобы, блядь, нахуй, с высунутым языком, нахуй, как собака, блядь, сдох. Тварь. Вот опять вот, да, Хорозин.
заебись, да? Что за день? Вот, это как этот Хабир пришел включение финансирования строительства крематория в Уфе республиканскую адресную инвестиционную программу на 2025 год. Объект может быть возведен в 2025-2026 годах. В июне стало известно, что городские власти направили руководство республики обращение о возможности включения строительства крематория в РАИП. Стоимость строительства объекта оценивается в 309 миллионов рублей. Первая республика крематорий планирует построить в Орджоникидском районе Уфы. Крематорий, если я не туплю нахуй, это же, блядь, сжигание людей, крематорий. Это сжигание людей, да? Теперь смотрите, вопрос тут возникает. Нахуя в такой огромной нахуй рашке людям крематорий нужен? Что, земли мало, что ли? Даже в маленькой Норвегии, в маленькой Франции, грубо говоря, да, Норвегия еще меньше, блядь, никаких крематорий нету. Они, блядь, просто хоронят, как хоронили. Желающие могут кремировать. Если я так правильно понимаю, это сжигать. А Башкортостану крематорий-то зачем? Может, это намек тому, что, блядь, дохуя убили? Может, уже места нет хоронить? Как вы думаете? Что-то, блядь, перебор убили за 2-3 года, блядь. Может, поэтому не осталось в Уфе, блядь, получается, места хоронить, может? Как вы думаете, а? Вот этот вопрос, крематорий, до этого, блядь, вот этот хуйня еще, блядь, раковым болезням, как это, хоспис, блядь. Я не могу понять, блядь. Хоспис, блядь, где он, сука, хотел построить, блядь? В сторону аэропорта, что ли, если не спиздеть? Где он хотел там его построить, блядь? Тоже рядом с Уфой, блядь. Ебанутые егошние мысленные проекты, которые просто хотят доить с Москвы бабло. Он просто доит с Москвы бабло, которое, наверное, стоит эта вся хуйня 3 рубля, а он 309 миллион вытаскивает оттуда. 309 миллион рублей, блядь. 309 миллион рублей, блядь. Уму непостижимо, блядь. Так, сумма 200, 300 миллион. Миллион, 100, 200, инагнеке, блядь, это дохуя. 100, 200, 300 миллион, 100, 200, 300, блядь, 309 миллион, это инагнеке, блядь. Если даже по 10 миллионов хата, 31 хата, блядь. 31 хата, блядь. 31 хата, блядь, грубо говоря, блядь, если по 10 лямов, блядь. Это, блядь, ну, явно хорошие квартиры будут. И это для крематория, блядь, оказывается. Это, я не могу понять, блядь. Мы же, блядь, вроде бы в 41-м, нахуй, точнее, блядь, наши деды, блядь, уничтожили, блядь, немца, блядь, этого фашиста, блядь, Гитлера. А теперь вражки хотят сделать фашистские, блядь, крематории, что ли, вот эти, блядь. Сжигание людей, точнее, блядь, трупов. Что-то вот странные мысли, конечно. Башкортостан Айтам это какой-то, он не мусульманский, а какой-то пидорастическая республика оказался он, блядь, сейчас. Какую-то хуйню идет он, блядь. По Хурану вообще сжигать нельзя, по идее. Если я не туплю, блядь, сжигать нахуй нельзя. Где такое видно сжигать людей, блядь? Я не могу вообще понять, блядь. Зачем, если можно было бы, то не было бы того призыва нам хоронить кыблага каратып кишини, яткызырга, әзгене кырынрак итеп. Понимаете? Явно там ты свою баночку, блядь, с прахом кыблага каратып куя алмайсың, кырынрак итеп.
И плюс, если еще другая сура, не сура, наверное, и, наверное, это как бы этот хадис может, да, более такой, да, что татуировок не должно быть у мусульман. Получается, если татуировок не должно быть у мусульман, значит, как ты родился, в чистом виде ты должен похорониться. Но явно не прахом. Получается, что-то Башкортостан не туда уходит, а? Вам не кажется? Это же, я не знаю, многобожие, я не знаю, что это за хуйня это, блядь. Или в Индии же они, блядь, там и срут нахуй в море, блядь, ихнее. И туда кидают трупы, нахуй, сжигают. Все там у них, блядь, и в зубы чистят там, блядь. В Индии вот так, блядь. В Бангладеше явно то же самое, наверное, блядь. Я не могу понять, блядь. Башкортостан куда уходит, блядь? Просто от новостей, блядь, Минда, шок, блядь. Каждый день, блядь, какие-то ебанутые новости. Пульс Уфы, блядь. Можете сами почитать. Капец, хоть и воюют против нас, но теперь я понимаю, что пришлось пережить жителям Чечни ужас. Ну да. А в Палестине то же самое. В Палестине то же самое. Везде это дерьмо. Где война, это дерьмо. Поэтому-то я и предлагаю, блядь, давайте, блядь, сука, блядь, этому Путину нахуй бушку открутим и все. Давайте пойдем до Путина и все. Один гондон, получается, блядь, все, блядь, нахуй народы решил истребить сразу, с одним махом, блядь. Одним, блядь, нажатием, так скажем, блядь, на кнопку. Это что за херня, блядь? Поэтому я и говорю, почему все люди терпят. Вот этого я не могу понять, блядь. В Башкирии 9% работающих граждан получают зарплату больше 100 тысяч рублей. Доля жителей республики с зарплатами меньше 30 тысяч рублей составила 23,8%. А я вам что говорю? Siz меня ошанмисыз? Я же вам говорю, блядь, я же от своих родственников, я же это знаю. Сколько что получает. По этому показателю Башкирия оказалась на 39-м месте среди регионов. Больше всего высокооплачиваемых сотрудников оказалось в Чукотском автономном округе. 66% это регион занимает лидирующую позицию рейтинга последние 5 лет. Комментарии. Какая-то Алена Галеева. Вот это да. Как же не повезло Башкирии с зарплатами. А что с Чукоткой? Что за нахуй такой, блядь? Сарказм, блядь, ебаный. Больше, если учесть стройки, всю их серость. Тут, блядь, какой-то еще защитник, нахуй, нарисовался. Больше, если учесть их серость. А серость стройки я знаю, что такое. Пиздить стройматериалы и продавать, нахуй. И, короче, Дуслар, блядь, мы наш всякий. Возвращаясь, блядь, другим эфиром. Башкортостан, блядь, Татарстанда, в первую очередь мы уничтожим, блядь, коррупцию. Вот этих черных схем, блядь, стройки, блядь, нахуй. И потом все вот эти, блядь, сейчас вспомнить это слово не могу. Тендеры, блядь, тендеры, продажа тендеров. Все это хуйни не будет. Тендеры, хуендеры продаваться не будет ничего от государства. Государство будет делать все сама. Само будет строить, хуёрить, блядь. Все само будет делаться, блядь. Дома и так далее. Школы, дома, садики, блядь. Все само. Пендеры, нахуй, частникам никому нахуй продаваться не будет. У частников будет другая тематика бизнеса. Частники должны будут, блядь, производить, нахуй. Ну, вот такой всякой хуйней могут заниматься. Частная тема. А дома строить, нахуй,
как пиковские дома, блядь, в Москве и Подмосковье, в одно время это говорил кто-то, кто это узкожопого какого-то, а потом через какое-то время, как раз-таки вот перед отъездом, услышал, что это Кадырова. Пиковские дома, это Кадырова фирма, оказывается, понимаете? Лично Кадырова фирма, если это не пиздеж, все пиковские дома и эти, этот многоэтажки, нахуй, в Москве и Подмосковье, это Кадырова компания. Представляете, да? Это сколько бабла, нахуй, оттуда сосется. А Кадырова все мало, блядь. Чеченцы тоже в бегах, нахуй. В рассыпную, блядь. Поэтому всяких Кадыровых, Хабировых, всех зачищать, нахуй. Всех, блядь. Они нам нахуй не нужны. Дармоеды сраные. Ну, опять это, блядь, говорят, что в Уфе. Что за хуйня? Ну-ка, давайте зайдем. Заходишь в группу, там еще группа, блядь. В группе, блядь. И что тут гундят? Кто такой открыл, блин, такую группу? Говорят, что в Уфе кандидатура этого Андрея маньяка Назарова, он же маньяк, он изнасиловал башкирку там 70-х, 80-х. С большой долей вероятности будет согласовано на пост премьер-министра Башкирии. Представляете, это маньяк и рулит Башкирией. Охуенно, да? Маньяк рулит Башкортостаном. В каком-то понимании. Можно бесконечно смотреть, как горит огонь, течет вода, и как Назарова в очередной раз почти согласовывают на место премьер-министра. Премьер-министр. Разгоняет эти слухи сам Назаров. При этом слухи о почти согласовании, мол, я и не хочу вовсе, но перед ребятами неудобно. Ну да, чё уж, блядь, нахуй. Маньячело, нахуй. Остаться на месте Назаров очень хочет, но ее так и не согласовывает. При этом реальные шансы согласования практически равны нулю с тысячной долей вероятности в рамках статистической погрешности. Но у Андрея Геннадьевича, видимо, очень много поставлено на кон, чтобы сейчас уйти, сохранив лицо, да и, возможно, свободу. Заебало, устав смотреть за тем, как Назаров пытается провернуть фарш обратно через мясорубку истории и таки добиться официального согласования на должность. Даже люди в погонах начали нервничать и копаться в папках, которым пока не давали хода. В итоге, чем дальше в лес, тем больше шанс уйти плохо. Никак не может разжать пальцы и отпустить, наконец, подножку удаляющегося от него паровоза, в котором ему в этот раз места не нашлось. Вопрос, сколько он еще будет находиться в статусе согласован с большой долей вероятности, очень сложный. Но перед сидящим на берегу реки жителям республики из-за поворота уже показался уголок деревянного ящика. Что это? Условный гроб с телом их врага, премьер-министр, или наспех сколоченный из говна и палок Титаник, на котором он предложит им плыть дальше вместе, мы скоро увидим. Интересное высказывание. Говорят, что в Уфе так и не сформировали региональное правительство. С самого начала всех пытали убедить, что виной всему Марзаева решение вопроса, по которому тормозит формирование правительства региона. После того, как проблема Марзаева стала исключительно проблемой самого Марзаева, всем начали объяснять, что с правительством и главным его представителем вопрос решен, и теперь осталось только провести их через Курултай, и случится это прямо на днях. Не случилось. Назарова так и не согласовали. Не согласовали не потому, что, а чисто по процедурным моментам. Он долго и громко обещал эти вопросы утрясти, но, как говорится, архивы МВД все помнят и не допускают Андрея Геннадьевича в рай. Конечно, можно теперь вообще пытаться дотянуть кота за хвост до следующих выборов, оставив всех с приставкой ИО. Тем более,
что все эти вопросы можно отрегулировать на местном уровне. Но целому ряду фигурантов процесса требуется ясность, в ожидании которой им было вложено много денег, времени и души. Для приличия они дали Назарову время на решение своих вопросов, отчасти понимая, что решить он их не сможет, и теперь начинает задавать вопросы. Сегодня на место Назарова есть два претендента. Если один довольно понятен для всех и даже почти всех устраивает, то второй продавливается извне и для всех является бомбой замедленного действия. В любом случае, повестка обоих будет довольно сильно отличаться от повестки Назарова и может значительно изменить расклад сил в правительстве. Но тянуть дальше хоть и можно, но сложно. Дверь стучат все громче и громче, и решение нужно принимать. И заметили еще одну вещь, короче, здесь. Что такие люди никак не могут отцепиться нахуй от своей власти. Вот это меня, блядь, поражало и поражает. Я не могу понять нахуй. Ну ты наворовал, блядь. Отойди, блядь. Вот я вот этих уёбков не понимаю. Отойти, блядь, у них нет, что ли, нахуй? Я не... Это как, блядь, Тимур вот этот, блядь, хуеплетов, блядь, этого Шойгу, нахуй, зам, блядь. Хапал, хуякс, нахуй его взяли, блядь. Все, сидит, ушел, блядь. Покайфовал, братишка, блядь. Давай идем нахуй сюда, да? Все, сидит. Я не знаю. Дерьмо какое-то, блядь. Ну вот эта новость по сути не нужна вот для мусульман. Вообще. Она не интересна, но прочитаю. Я увидел, прочитаю. Потому что это бьет по карману людям. На 20% подорожал Новый год в Башкирии. Стоимость пластиковой елки выросла на 27% до 3442 рубля. Нет, 3422 рубля. Мандарин не отстает. Цена за КГ дошла 242 рубля. Гирлянда теперь стоит 570, а елочные игрушки 455. Комментарий какой-то написал, пофиг написано. Ну, может кому-то пофиг, да. Но явно обычному народу это не пофиг. По идее, если уж вот эти гирлянды, хуянды не брать, если считать себя мусульманином, этот Новый год вообще не признавать, будет идеально, конечно. Просто провести этот день как-то ни в чем не бывало. Какой-то наткнулся на какого-то Хафизова. Я не знаю, кто такой. Говорит Хафизов написано. Генпрокуратура подала иск и потребовала изъять имущество у бывшего следователя Следственного комитета Марата Тамбиева, который был осужден за взятку в размере
2718 биткоинов на тот момент 7,3 миллиарда рублей, блядь. Миллиарда рублей. Эта взятка стала крупнейшей в истории современной России. Тамбиева лишили звания майора юстиции и приговорили к 16 годам колонии и штрафу 500 миллионов рублей. Заебись. Это пишет РБК. Что за нахуй? Кто такой, не знаем. Говорит Хафизов. Кто такой нахуй, тоже не могу понять, блядь. Пока. Итак, интересная новость у него тут, блядь, вылезла нахуй. Откуда он ее нас достал? РИА Новости какие-то. РИА Новости показывают, куда могут целиться киевские боевики после разрешения на использование Украины ракет дальнего поражения для удара по территории России. Нью-Йорк Таймс писала, что Байден накануне впервые санкционировал использование Украины. Понятно. Также Фигаро также говорила. Однако позднее издание удалило информацию об этом статье на своем сайте. Хуйня какая-то. Но тут самое главное, карта. Вот как раз та карта, которую я примерно в уме чертил. Смотрите, расскажу так. Допустим, вот эта линия соприкосновения сторон идет 85 километров, оказывается. До GMLRS. GMLRS. Что за нахуй? GMLRS, короче, 85 километров дальняя, блядь, может ебануть. А Атакамс может 300 километров. А вот Storm Shadow, Scalp, 550 километров от угла Сумской области, наверное. Сумской в сторону Брянска, да? Оттуда, начиная горизонтально, перпендикулярно смотреть в Брянский, представили, Сумская область, оттуда 550 километров до Москвы. Шторм Shadow, блядь, ебануть можешь, оказывается. Вот нашли. Нашли, блядь, бомбочку. Короче, Шторм Shadow, Scalp, Edge будет ебашить, нахуй, 550. Нормально, нахуй. Нормально, блядь. Как раз, блядь, тот километраж, как, блядь, из Уфы до Казани 500 километров. Примерно такое же расстояние. Ну, нормально, нахуй. Дотянуться можно, оказывается. И 300 километров это Воронеж. Почти что Липецк, нахуй. Это Атакамс. Тоже нормально. И GMLRS 85 километров. Это можно ебануть где-то в Крым. Куда-нибудь в Крым, нахуй. Шлепнуть, нахуй. По Крыму хватит чуть-чуть туда, куда-нибудь туда. Примерно так. Производитель оценивает дальность Storm Shadow в более чем 250 километров. По данным ряда СМИ, она может достигать 550-560 километров. Итак, это Сумов, да, где-то, блядь, оттуда. Но они ведь еще зашли в сторону Курска. Получается, оттуда уже ближе будет. На километров 50. Примерно так. Крайняк, нахуй. Можно полностью ебануть, нахуй, по... Вот куда достанет, туда достанет, нахуй. Вот и все. Задача ведь, я так понимаю, блядь, войны, блядь, в том, что, блядь, очищать передний фланг, блядь. Переднюю, нахуй, вот эту сторону, да? Передок, так скажем, блядь. А получается, нахуй, какая хуй разница, если ты двигаешься, нахуй, 100 километров, 200, пусть все спереди ебашат, ты эти 100 преодолей, дальше 100 ебашь. И таким образом, блядь, хоть ты 1 000 000 километров можно пройти, зачищая. Проблем нету. Главное двигаться, надо вылазить, нахуй, с этой, как говорится, скорлупы конкретно, блядь, уже.
С Украины надо вылазить туда, блядь, внутрь залазить надо. К Русне, блядь, ближе. Краснодар, блядь, Ростов легко доедет. Все. Все долетит, доедет нахуй. Легко. Вот и все. Заебись. Мне понравилась эта тема. Закину, короче, себе в группу. Так. Что тут опять? Так. Такого, блин, сверх такого интересного нету. Так. Ой, блядь. Дерьмо. Главой республики этот Хабировым, чертом, блядь. 25-й год в Башкортостане объявлен годом участников СВО и их семей. И чё же дадут вам, блядь, семьи, блядь, манхуртов? Соответствующее постановление в скором времени будет принято. Поддержка бойцов, которые сегодня борются с нацизмом. Блядь, Ника слышала? С нацизмом, оказывается, борются они. Была и остается одним из приоритетов нашей социальной политики. Ой, блядь, это такой, блядь, манкурт, блядь, гнилой, блядь. Это отмечает и на федеральном уровне. Депутат нашего парламента Яков Кугубаев выступил на заседании Палаты молодых законодателей Совета Федерации. Он рассказал о тех мерах поддержки, которые предоставляются участникам СВО и членам их семей в республике. Спикер Совбеда Валентина Матвиенко поддержала наши инициативы. Напомню, что мы предпринимаем для того, чтобы помочь нашим героям и их семьям. Меры поддержки можно разделить на несколько групп. Образовательные возможности. Сами участники СВО могут получить сертификаты на прохождение профессионального обучения, дополнительное профессиональное образование. Дети наших бойцов обеспечены бесплатным горячим питанием в школах. Вот здесь давайте остановимся, нахуй. Этот смех. Дети наших бойцов обеспечены бесплатным горячим питанием в школах. А что, другие, что, на них будут смотреть, что ли, блядь? Другие, а эти, блядь, СВОшные суки, блядь, дети будут смотреть, кушать, а наши другие дети будут смотреть, получается, да? Что-то я не могу понять, это что за хуйня, блядь? Что за хуйня, блядь? Главное, блядь, им оказывается бесплатно, а наши должны платить, блядь. Нам не бесплатно. А я постоянно говорю, что в Башкортостане и Татарстане будут бесплатные школы, бесплатная еда, блядь. Университеты даже будут бесплатные. Все будет бесплатно, нахуй. Не то, что еда, блядь. Еда-то при чем тут, блядь? У детей, блядь, у родителей брать за еду, блядь. Школа, нахуй, это изначально это все государственное, блядь. Все расходы тоже берет государство. Я не могу понять, почему, блядь, все это ебаные, нахуй, это рашки, блядь, повешены на людей, блядь. И в школу идешь, платишь, блядь, нахуй. Везде платишь, нахуй. Везде все платишь, нахуй. Нахуй тогда это государство нужно, блядь. Если ты все платишь, блядь. А государство что делает? Кайфует, блядь, за эти деньги, блядь. Кусок хлеба не могут дать, блядь, с маслом и чаем сладким, нахуй, утром, блядь, детям на завтрак. Не говоря обед там, полдник, нахуй. А смены, нахуй, трехсменные школы, блядь, в Рашке везде, блядь. 2-3 смены, блядь. Таскать, что ли, блядь. Дети наших бойцов обеспечены бесплатным горячим питанием в школах, местами в детском саду вне очереди. Ой, блядь. А их родители освобождаются от оплаты за детсад. Бесплатными также являются кружки и секции, продленка в школах и многое другое. Вот здесь еще добавлю от себя. Кстати, я вспомнил, что вот этот хуев мой родственник, нахуй, узбек, блядь, в Москве, который пошел, блядь, зарабатывать на квартиру в Москве,
Гандон, блядь. Вот я лично хочу, блядь, Москву взорвать, нахуй, чтобы никто, нахуй, вот кто пошел, блядь, не смог купить, точнее, блядь, если даже он купил, нахуй, у него не было этих домов, блядь. Вот хочу так сделать, нахуй, понимаете, блядь? Заебенить нахуй, блядь, всю Москву, блядь, чтобы, блядь, охуели все, блядь. Эти пиковские дома, кадыровские, нахуй, это все, блядь, бабусы туда идут. Все, блядь, всю Москву надо ёбнуть, нахуй, полностью, блядь, испепелить, нахуй. И вот получается, у этих гандонов, получается, вот это вне очереди, родительная оплата детских садов, вот это я услышал. Вот это я услышал, блядь, нахуй, от родственников, что, оказывается, все бесплатно будет. Представляете, я вот это услышал, блядь, уже, сколько он, этот ебан, блядь, пару месяцев назад уехал, блядь. Сколько, или, может, 3 месяца уже, блядь. Когда я начал говорить об этом. И вот, получается, все это бесплатно. Да, я как раз-таки от того человека слышал, кто мне передавал это, что это все бесплатно, представляете? Им уже бесплатно, блядь. Им уже бесплатно все оказывается. И вот они прям кайфуют, блядь. Но там, блядь, этот хуй на войне, блядь. Вы представляете, да? Людям до такой степени, нахуй, знаете, вот, блядь, допустим, ребенку дашь петушок, нахуй, сладкий. Помните, блядь, в детстве петушки сосали, нахуй? Детские такие. С такой сахарный сироп, блядь, разные цвета там, блядь. Вот так вот. Петушки, блядь, сладкие, нахуй. Кстати, я сегодня сфоткал, потом загружу куда-нибудь, нахуй, тоже. Огромные петушки, только непонятные, нахуй, не петушки, они кругляшки. И в итоге, нахуй, приставили, да? И вот людям, блядь, даешь, блядь, все бесплатное, все такое, деньги, да, ведь все, они на все готовы, блядь. Они готовы на все, блядь. До такой степени, блядь, народ быдло, блядь, стал, блядь, таким низко опущенным, блядь, нахрен населением стало, что им даже, блядь, даже вот этот петушок, блядь, они пойдут убивать, как сами же петухи, нахуй. Идут клевать, нахуй, других, блядь, за деньги. Вот моральность, блядь, не знаю, блядь, тут, сука, какая мораль может быть тут, блядь? Тут полное, блядь, абсурдное опущение, блядь, человечности, блядь, людей, что, блядь, у них нет уже, блядь, человечности, по сути. В шоке, блядь, нахуй. Реабилитация и медицинские услуги. Угу. Мы добились того, чтобы у бойцов и их несовершеннолетних детей была возможность бесплатно отдохнуть в санаториях. Блядь, я хуею. Оказывается, психологическая помощь самим военнослужащим и членам их семей оказывается. Также за счет регионального бюджета предоставляемых сертификатов на реабилитацию. Третье. Социально-экономическая поддержка. Участники СФО у нас в республике освобождены от уплаты транспортного налога. Имеет возможность бесплатного проезда по платным дорогам. У них приоритетное право получать социальную выплату на строительство жилого дома или бесплатный земельный участок. На газификацию дома мы даем участникам СВО и членам их семей сертификат на 100 тысяч рублей. Сертификат 100 тысяч рублей, вот ебанутые, нахуй. Я вам скажу, блядь, в Башкортостане на газификацию, блядь, и при моем житье там тоже, блядь, были какие-то сертификаты. И что? Понадают сертификаты. Расскажу про все эти сертификаты. Смотрите, про газовую тему, блядь. Тема, да, ну, кто, чтоб не понимал, что вот Россия такая газовая, блядь, страна, да, вы вот все думают, наверное, особенно в Узбекистане, там, в Кыргызстане, где у вас, блядь, пыль, газа нету, нахуй, в Таджикистане, нахуй, свет вырубает, кстати, где-то сегодня слышал, в Таджикистане тоже началось, блядь, световырубание, как в Узбекистане, ну, короче, эконом энергии, вся хуйня, блядь. И вот, наверное, в Казахстане то, что построить, наверное, вам потом будут продавать электричество. И вот, самый интересный момент. Бесплатно 100 тысяч сертификат. Нам тоже так же говорили. Эта хуйня всегда есть. Теперь самое интересное, кто не знал, что такое газ и как его проводят. Вот, допустим, деревня. Ну, деревня, допустим, представили, да? У нас в Башкортостане 30 соток земли, 25. Стандарт 30 вот так дают землю. Раньше 30, сейчас почему-то 25 порезали. Где как, короче. Ну, грубо говоря, по 30 соток вам дали землю.
это создалась какая-то вот типа вот напротив, вот примерно вот под деревом, вот если посмотрите на экран, ну, допустим, вот участок вот справа, вот, да, вот этот маленький футбольный у этих соседей, блядь, вот слева, да, вот, ну, вот такие вот квадратики, да, вот понадавали, и теперь самое интересное, блядь, вот справа как раз, да, вот, где справа дорога, у меня там асфальтная дорога. Теперь самый прикол. Вот эта деревня, вот этот аул, получается, который по 100 тысяч сертификат получил, он получил как бы скидку. Это раз. Завести, прикол, самый прикол такой. Завести, получается, вот от твоего дома до вот этого, блядь, нахуй, главного места, блядь, скажем, блядь, как щитовой, ну, вот это газовые баллоны, блядь, ну, как это, блядь, где, ну, куда, блядь, привариться надо, блядь. Вот этот промежуток тебе дают 100 тысяч. Теперь самое интересное, блядь, самое интересное, нахуй. Вот этот газовая поеботина, она в твою деревню не пришла, блядь. Получается, поняли, да? Вот квартал один, блядь, ну, в городе кто живет. Деревня. Представили в голове деревню. Вот в деревне. В деревню, чтобы прийти, блядь, главная, блядь, вот эта газовая труба, блядь, должна примерно хотя бы проходить возле тебя. А ее нету. Смысл поняли? Ее нету нахуй. Ее возле твоей деревни нету. И она находится, допустим, ну кто, откуда, я не знаю же сейчас. Допустим, она находится, допустим, давайте назовем таки в Киеве. И там в Уфе, допустим, находится, да? И там, допустим, давайте, Астане находится. И вот этот ну вот имеется в виду, название назвал, это деревня ваша, это деревня, как бы, точнее, блядь, вот эти места находятся, там главная точка, вот этих городах находится. А деревня ваша там, вдали где-то. Теперь, блядь, вот оттуда, нахуй, пригнать, нахуй, до центральной трубы, вот с этой точки, нахуй, точнее, с центральной трубы, с этой точки до центральной трубы, нахуй, точнее, с центральной трубы догнать до вашего аула, вот задача где. Объяснил? Надеюсь, блядь. Что-то я сам запутался. Короче, центральная труба, она проходит где-то там, возле вашего аула. Где-то. Хуй знает где. Это раз задача. Вот теперь. А вот эти 100 тысяч даются нахуй. Они давались при мне тоже. Ой, блядь, лет 10-20 назад то же самое давалось, блядь. То ли 50 тысяч давалось раньше, то ли 75, что такое, 100 потом сказали. Короче, еще раз, блядь, повтор объяснюсь. Квадрат вашей деревни, допустим, блядь, 10 на 10. Допустим, 10 километров, 10 километров. Квадрат вашего аула. Вот этот аул, если он рядом с, допустим, пусть он Ивановка называется, блядь, а там где-то в Петровке проходит вот эта газовая линия главная, которая идет магистрали. Вот, вспомнил, блядь, магистраль. Вот с этой магистрали пригнать вашу Ивановку, блядь, километров может быть 100, 200, не знаете вы сколько. Получается, смотрите прикол, сертификат вам дают, блядь, с этого аула до главного счетчика газового. Ну вот этого, блядь, поеботин, домика такого, который... А этот домик, нахуй, находится 100-200 километров в ебенях, где проходит эта поеботина. Точнее, он ихний там проходит, там есть. Получается, вот это оттуда с ебенях вам с этой трубы магистральной пригнать ваш аул, надо еще 100-200 километров кому-то заплатить. Кто это заплатит, хуй знает, понимаете? Вот какой нахуй сертификат дается людям, и потом эти люди со всем аулом нахуй скидываются еще на миллионы нахуй, чтобы это нахуй копали, чтобы притащили в эту степь нахуй.
Понимаете, смысл какой? Получается, если твоя деревня повезло, как вот моя, блядь, что газовая труба прошла возле меня, я вышел и присосался. А вот если твоя деревня в ебенях где-то в лесу, она не прошла, гора, дола там, блядь, по горам, по долам, блядь, не проходит, она не пройдет, блядь. Ты хоть 200 тысяч дай, блядь, хоть миллион дай, нахуй. Она не придет, она не пришла к тебе, блядь, в вашу степь, блядь. Это то же самое, что, блядь, нахуй, трубу, блядь, вот, которую, блядь, они строили, нахуй, в Германию, взорвали. То же самое, нет этой трубы, откуда они должны присосаться, блядь. А то бы и Франция, и немцы присосались бы давно куда-нибудь. Куда, блядь? Нету этой избушки, блядь, присосаться. К магистрали-то нету. И вот, получается, этим гондонам дают себе сертификат на 100 тысяч рублей. Поняли смысл теперь? Вот если возле твоего аула будет проходить, блядь, на эти 100 тысяч, да, ты можешь быстренько провести эту хуйню. Но если возле твоего аула нету этого газовой поебутины, трубы этой, сука, главной, блядь, хуй ты что проведешь. Так же и со светом. Со светом высотки, нахуй, если возле тебя не проходят где-нибудь, блядь, вообще столбы вообще нет света, ты хуй проведешь. То же самое надо тянуть столбами, километр, нахуй, тянуть, нахуй, свет, блядь. Как в Казахстане, представили? Пустыня, и представили, по всей пустыне протягивается в свет, блядь. Это протянуть должен государство. Высоковольтку надо протянуть сперва, а потом только начинаются столбы наращиваться, маленькие, выводя, блядь, на 220. А там, ёб твою мать, 380 нахуй. Короче говоря, вот такая хуйня. Получается, опять лохотрон. Это опять лохотрон. Это я пример привел примерно того, что, блядь, нахуй, в Уфе, блядь, есть такое места, блядь, допустим, Асаргино. Ну, допустим, Асаргино, если кто знает из Уфы, знаете эти места. Асаргино, допустим. Вот примерно вот в таких местах газ, блядь, прошел он, не прошел, блядь, эти ебучие, эти глубокие, нахуй, там внутрь и едут еще деньги, блядь. Их нету там, и никто туда не подведет. Вот и все, и все живут на дровах, блядь. И также в Якутии, Бурятии, в Тыве. Если помните, летом еще говорил мой один товарищ, блядь, дальнобой, ездил, проезжал через Тыву, он мне скидывал еще видосы, там, видите, говорил, что, блядь, нахуй, ебать, говорит, блядь, тут газа нету, блядь. Все дымят на дровах. Нищета, говорит, блядь. Пиздец, нахуй. Весь Байкал проехал. Ну, в этот он ездил. В Хабаровск или в Уссурийск, короче, катался туда. И все, там жопа, блядь. Там жопа, нахуй. За Челябинском там жопа полная, блядь. За Челябинском. Не говоря, что Башкортостан Узендале нет, есть такие деревни, где нет газа, блядь. Башкортостан Узенда, блядь, то же самое, блядь. Есть деревни, которые без газа на дровах, блядь. Заебываешься дрова пилить, заебываешься колоть их, блядь. Вот такая жизнь там. А вы говорите про дороги, блядь. Вот такой вот порожняк, блядь. Окей, идемте дальше. Больно тщательно переживал. Разрешение Киева на удар западным оружием вглубь России ситуацию на поле боя не поменяет, а только усугубит судьбу Украины и ее будущее, заявил Володин. По его словам, в качестве ответа не исключено использование новых систем вооружения, которые Россия еще не применяла. Это типа угроза. Новости же слышали, или где там слышали же. Типа, что они могут предложить, блядь? Только атомные бомбы, что ли?
атомную бомбу, которую, блядь, нахуй, у всех есть? Чё он может... Как он, блядь, помню, 2000, блядь, каких-то, блядь, еще до войны, блин, рекламировал он. А у нас, говорит, блядь, есть светочувствительный или светозвуковой, что ли, светозвуковой ракета, блядь. Светозвуковой, блядь. Или как, блядь, правильно, сейчас не помню, блядь. Сверхзвуковой, блядь. Какой-то, блядь, ну, типа, со скоростью звука, нахуй. На каких-то децибелах там, блядь. Такая ракета есть. Он пропиздошился. И чё, блядь? Она есть, и чё? У американцев, у европейцев тоже нет? Думают, нет, что ли, такого? Вот это я помню, блядь, вот эти моменты, блядь, нахуй. Типа он создал какую-то хуйню, блядь. Как раз вот эти, блядь, наверное, Искандер или что там, блядь, как он его назвал, блядь. Ну, всякую ересь, блядь. Путин же постоянно балабол, вот это, я же говорю, блядь, без лоха, блядь, жизнь плоха, блядь. Лохов ищет, блядь. А он хороший пиздобол, блядь. И вот такие темы, получается, у них, блядь, прокатывают, а эти, блядь, уши развесят. Да, блядь, европейцы, американцы, вот такие они, блядь. Порой, я же говорю, блядь, кредитане, порой, блядь, недоумки, нахуй. Мэрия сообщила, когда решится вопрос с появлением улицы Муртазы Рахимова. Рассмотрение вопроса о наименовании одной из улиц Уфы именем первого президента Муртазы Рахимова было отложено до 30 декабря 2024 года. Причиной стала необходимость утверждения проекта планировки территории комплексной застройки «Южные ворота», на который предлагалось назвать именем Рахимова проектируемый проспект. В середине сентября Минстрой Башкирии утвердил, что документация по планировке этой территории. Сейчас власти города дополнительно прорабатывают вопрос присвоения имени Муртазы Рахимова одной из улиц Уфы. С учетом проектных решений, принятых министерством, год назад мэрия предлагала правительству республики два варианта улиц на выбор для присвоения имени первого президента: проспект в составе восточного выезда и улицу в микрорайоне Кузнецкий затон. Блять. Блин, килишергама, килишмаскама. Я что могу сказать, блин? Добавлю только свое, блин. Всяких уебков название, блядь, Башкортостана давать мы не будем. На улице и так далее. Нужно туда, блядь, нормальные имена поставить, блядь. Во-первых, блядь, значимые. Во-вторых, блядь, незабываемые, так скажем, да? Незабываемые имена. А, блядь, вот эти... Проспект Октября, проспект, блядь, Декабря, нахуй, еще кого-то, блядь, коммунистическая, блядь, Карла Маркса, блядь. Все нахрен уничтожить надо. Везде блядь, это цифра, буква МВМ. Все, это все надо уничтожить, блядь. Просто, блядь, надо конкретно сменить нахрен все, что можно, блядь. Все нужно сменить, блядь. И название школ, блядь, и садиков, и, блядь, все, блядь. Не то, что города, там, и улицы и так далее. Так. Глава Башкирии Ради Хабиров вошел в антирейтинг. Топ-10 негативных репутационных кейсов глав региона 11-17 ноября. Из-за обращений жителей микрорайона Кузнецовский затон в Уфе к президенту Владимиру Путину. Об этом сообщается в телеграм-канале политолога Дмитрия Орлова. В видеообращении к президенту России, опубликованном в социальных сетях, уфимцы объяснили, что местные власти не реагируют на их просьбу о помощи. По данным местных жителей, реконструкция улицы Пугачева началась летом 2022 года и должна была совершиться к ноябрю 2023 года в рамках того же проекта «Южные ворота». Однако сроки постоянно двигаются. Интенсивность движения на улице Пугачева превышает 70 тысяч автомобилей в сутки. Это приводит к тому, что утром и вечером люди стоят в пробках, пытаясь добраться до работы, детских садов и школ. Потом.
самое... Это однажды в Башкирии, оттуда, короче. Самое интересное тут, добавить хочу свое опять. Повторюсь, я уже каких-то в эфирах говорил вроде бы. Башкортостанда особенно вот после Москвы, получается, да, это уже, эта болезнь нужно будет полностью искоренить. Это какая болезнь? То, что все прутся из Затона в Уфу, из Дема в Уфу, блядь, из Стерлитамака в Уфу, из Сибая в Уфу, блядь. Никто не должен, блядь, ездить никуда, блядь. Первая наша задача – это экономическая помощь всем. Все дома нахуй должны работать и жить. Никто двигаться не должен лишний раз, блядь. В гости там приехать, да. В праздники там что-то, да. Но Уфу, блядь, нахуй, заполонять нахуй не будем. Не будем. Всех нахуй растусовать, блядь, по городам, по регионам нахуй. И всем дать работу. Вот это глобальная задача будет. Это глобальная задача. Всем дать работу. Дома, чтобы он просыпался дома. Он не снимал в Уфе квартиру. Никто не сдавал в Уфе квартиру, блядь. Те, которые сдают, тоже жили у себя дома, нахуй. Вот примерно так. Чтобы никто не ездил нахрен по городам, блядь, и не рыскал работу. И прям, которые, блядь, хотят куда-то ездить, любители ездить, да, и, допустим, вот они, блин, сейчас вахтовики, вот это вся, блин, шушера это, должна ездить по нашим землям, которые будут до Новой Земли, до острова Новая Земля, ездить будет по этой траектории на те фабрики, заводы, которые новые откроем мы, которые находиться будут в убитых природой, вот этими, бля, ископаемыми убитых местах, эти заводы. Примерно подобие Кроношпана и так далее. Все перенести в эти убитые места. Вот туда они могут ездить вахтами. Вот хотят они работать там, они будут туда ездить вахтами. Уедут и там месяц один раз меняются. Там месяц работают, месяц дома. Месяц работают, месяц дома. Вот что-то в этом роде. Зависит от дальности до дома. Каждого. Каждому, я думаю, должна быть такая группа. Допустим, работа будет, допустим, в Бирске, где-нибудь там, а он будет ездить где-нибудь оттуда, допустим, с Куандыка. Ну, да хуя же ездить, блядь, это считай, блядь, всю Башкирию надо проехать. И вот он, допустим, пусть месяц будет уже там, блядь, чтобы туда-сюда не ездить, блядь, допустим. Или там в неделю один раз, блядь. Ну, короче говоря, надо будет вот такие тематики придумывать людям, чтобы они понимали, что в Сибирьге Алтайга барып эшләргә кирәкми. Алтайдагылар үзләре эшли үзендә, бурятлар үзендә, вот такая тема будет. Примерно так. У нас уже не будет вот эти, блядь, движений лишних, блядь, тупорылых движений к друг другу ездить. Ну да, кто-то, если, блядь, алмазы хочет искать, блядь, нахуй, ну да, может ездить в Алтай, блядь, или в Якутию, блядь, за алмазами. Это их не проблема. Но имеется в виду, вот этот барьер безденежья мы должны будем уничтожить, потому что все должны будут сидеть дома, только дома. Имеется в виду, дома работать, дома развиваться. Результаты голосования. Кто после Хабирова? Мы спросили у вас, кто имеет наибольший шанс возглавить республику после Хабирова. О, интересно, интересно. В голосовании приняли участие почти 4000 человек. Не обошлось и без ботов. Но обо всем по порядку. Больше всего пользовательских голосов набрал Хамид Мавлияров. Хуй знает, кто такой, блядь. 68%. Бывший замминистра строительства, куратор олимпийских строек в Сочи и других крупных строек в стране. Он имеет колоссальный опыт крепкого хозяйственника.
Он хорошо узнаваем в Башкирии и на федеральном уровне был близок к президенту Путину. Мавлияров, конечно, человек, который поднял по экономику, но в политике явно у него большой пробел. С другой стороны, Кремлю нужен губернатор не политик, а человек, который реально будет пахать с утра до ночи, не занимаясь провокациями, интригами, таким как раз может стать Мавлияров. К сожалению, наши источники говорят, что он не очень хочет быть губернатором, но если руководство скажет придется, мы полагаем, что как раз за него накрутили голоса бадрановские боты. Непонятна их логика, возможно, их извращенный ум что-то и имел в виду, но мы в данном случае не против, кандидат действительно достойный. Второй по узнаваемости и количеству набранных голосов Тимур Булат Каримов, 10%. Тимур Булат Каримов, это Мустай Карима, этот что ли, блядь? Хуй какой-то. С Сеченым, который, да, тусуется. Его имя в последнее время звучит все громче. Говорят, он еще и сильнее сблизился с Игорем Сечиным, главой Роснефти. Остановлюсь и добавлю свое. Короче, вот эти имена услышали, да? Они тоже нахуй нам не нужны. Вот этот, особенно Тимур Булат Каримов, пидор, блядь, этот Мустай Карима внук или сын, или кто это, блядь, Ташагин, блядь, с Игорем Сечиным, если он снюхался, это получается, нахуй, продаст, блядь, Башкортостан, блядь. Устажопами. Или евреи это, блядь, Игорь Сечин, блядь. Он продаст весь Башкортостан. Ебням, нахуй, как этот Урал Рахимов, куда-нибудь в Австрию, блядь, и все. Поэтому нам такие люди не нужны, однозначно. Ну, по идее, они просто сейчас уж без нас они хуйней маются там. А у нас явно эти люди не будут. Точнее, блядь, их вообще не будет. Что важно, он не фигурировал ни в каких конфликтных ситуациях. Наши источники говорят, что он достаточно интеллигентный, достаточно крупный и состоятельный бизнесмен, который сам себя сделал, а не только благодаря зятю и деду поднялся. Поэтому, как кандидат, дед, оказывается, блядь, внук, оказывается, прикиньте, Мустай Каримов. Поэтому, как кандидат на пост главы Башкирии, вполне адекватный и желательный. К тому же он может рассчитывать на дополнительную поддержку республики от Башнефти по родственной линии, на которую не может претендовать Хабиров. В условиях, когда крупный налогоплательщик уходит из региона, это может быть очень большое подспорье. Что удивительно, два мэра, Ратмир Мавлиев и Ирек Ялалов, набрали одинаковое количество голосов по 8%. Дядя Мавлиева, это круто. Для Мавлиева это круто, а вот для Ялалова непростительно мало. В любом случае, оба хорошо узнаваемые, могут претендовать на высокие кресла в Башкирии. Ну, эти Кутахбасар вообще не усрутся, нахуй. Ратмир Мавлиев показывает себя хорошей стороны. Город становится ярче, краше, и кроме того, он хороший коммуникатор, не конфликтный, молодой, энергичный. Это все большой плюс, но опыта, конечно, у него пока недостаточно. Безге, добавлю насчет опыта. Безге опытный деген нәрсе болмаған нәрсе. Безге опытный, он неопытный, нам это не будет волновать, нахуй. Наша задача будет, блядь, 3 года, нахуй, будет отсиживаться каждая эта сука, блядь. Это каждая сука будет 3 года только будет сидеть, и все. Нам их опыт, нахуй, не нужен. Все равно над ними, нахуй, рулить будем мы сами. Потому что их, блядь, просто, блядь, вот так оставить, нахуй, и сказать, что вот рулите, нихуя. Они, блядь, все обосрут, опять продадут, опять сдадут, нахуй. Опять, блядь, вон там, блядь, через день, блядь, будут узкожопые, нахуй, возле стены стоять, нахуй. Поэтому без ондай халық керек түгел. Бізге конкретные, блядь, люди нужны будут, которые просто будут управленцами, не больше. Не больше, потому что их задача будет, нахуй, просто продвигать свою президентскую работу. Вот и все, не больше. А все остальное, нахуй, будет выполнять парламент. Парламент будет, нахуй, рулить, нахуй, от Кумандыка, блядь, до Новой Земли, грубо говоря. Вся вот эта территория будет под контролем, само собой, самым главным парламентским, получается, так скажем, блядь, жиином, короче, да, ну, как этим, Курултаем, или как мы его назовем, блин, правильно, да, ну, чтобы
только вот собрание вот этого Курултая, так скажем, решались все вот эти вопросы, кому быть, кому не быть. По-другому никак. А вот эти президентики, блядь, это будет всего лишь как в Норвегии, блядь, как этот, ну, работник, так скажем, офисный работник, не больше. Менеджер республики. Очень плохо голосуют теперь за Раиля Сарбаева. Всего 4%. Несмотря на то, что он самый ярый желающий вернуться в Башкирию и занять руководящий пост. И надо сказать, имеет все шансы, в том числе поддержку на федеральном уровне. Кто такой Раиль Сарбаев? Хуй знает. Голосование показало, что за последнее время Марат Мирхайдаров стал узнаваемым в республике 3% голосов. В том числе благодаря нашим публикациям за счет участия в СВО. Блять, СВОшников хотят засунуть, ну пиздец, пиздец. За Лилию Гумерову проголосовали всего 2%. Это, наверное, учалинские. Она довольно мудрая женщина, находила общий язык с Рустемом Хаметовым, сейчас Радием Хамировым. Кроме того, Гумерова пользуется безмерной поддержкой спикера Совбеда Валентины Матвиенко. Были слухи, что она могла пересесть из сенаторского кресла в кресло министра образования России, но ее туда не пропустили на этапах согласования. После чего Матвиенко попросил Хабирова оставить ее в сенаторах. Да, Лилию Гумерову я где-то видел, это женщина такая, ну и туда-сюда. Ну, она тоже нам никто. Она тоже нам никто. Хоть Сучалов, хоть из пизды куку будет она, блядь, без Ялубрикентуры. Потому что вся тематика будет исходить только из новых собранных людей. А эти все коммуняги, мукурты нахуй, будут нахуй в стороночке курить нахуй. Или сосать. Так, Азат Салихов, 1% голосов, пока не воспринимается как реальный кандидат. Он известен тем, что на съезде земляков Атай-Сал он жестко высказался по поводу строительства мечети Ар-Рахим и расстрел Радия Хабирова за этот долгострой. Больше пока, в принципе, Салихов ничем не известен в республике. Говорят, что после этого эпизода было велено закрыть для него все публичные площадки в Башкирии. Азат Халиков. Посмотреть надо, кто такой. Хуй его знает. Исходя из вышесказанного, наиболее вероятным кандидатом является Хамид Мавляров. Но из-за его возраста и нежелания идти губернатора, на него вряд ли стоит всерьез рассчитывать. Тимурбулат Каримов и Радмир Мавлеев. Вот такой прогноз. И согласно, ставьте палец вверх. Один комментарий. Ну-ка, блять, проверим. Радмир Мавлеев, это кто? Такой комментарий, прикиньте, блядь, твою мать. Мен білмеймін десем, оннан да білмей тұрғандар бар екен анда. Хуею, блядь. Вот так вот, туғандар, короче. Наверное, время 3 часа ночи, уже, наверное, завязываем, наверное, да, ведь? Тут, блядь, новостей до хрена. Возвращаясь к своему, блядь, так скажем, высказыванию, туғандар. Скажу одно. Это все то, что, блядь, мечтаем, да, в данный момент обо всем вот эти вещи, о чем мы говорим, о чем мы вообще, ну, о том, о чем происходит вообще здесь, да, ведь самое главное забрать власть у узкожопых. У узкожопых, если мы забираем власть, то в Башкортостане и Татарстане мы решим, как это все будет происходить. Главное, чтобы там не было турков. Вот, как говорится, округляемся, да? Турков не должно быть, узкожопых не должно быть. Само собой, европейцев, американцев не должно быть. Мы, как говорится, не должны стать случайным каким-то образом рабами другого государства. Поэтому мы должны будем так работать, чтобы никого, как говорится, просить не нужно. Только мы сами. Мы сами. Поэтому с усами, да? Мы только сами можем все развалить, построить. Вот и все. В первую очередь раздолбать Москву, а потом уже строить свою республику, где не будет хозяев, кроме нас самих. Сами себе хозяева будем. Шандыхан. Поэтому будем закругляться. Всем спокойной ночи. Good night. Как этот на украинском будет спокойной ночи?
Буэнос ночи? Как это там будет? На польском тоже что-то говорили. Не помню. На добранич. На добранич. На добранич? Ага. На добранич. Окей. На добранич. А на нашем тнащухо. Тнащухо. Спокойного сна. Тнащухо. Сладких снив. Понятно. Я я даже не знаю, на французском как будет это. На норвежском будет гунат. Гунат. На немецком гутенахт. На французском не знаю. Good night на английском. Ну, вот примерно так. Буэнос ночи. Главное Да, вы вот эти вот товарищи Мухаммад, Ника, вы что-нибудь там подпишитесь в мою телегу, если что, да? Подпишитесь, вы там тоже можете спокойно переписываться, а то вы только приходите сюда, мне. Вы подпишитесь в телегу, в телегу подпишитесь. В телеге общайтесь хоть круглосуточно потом. Так, шундыхаль. Так, давайте-ка. ТикТок тоже прощаемся. В ТикТоке у меня один чувак, спасибо. Если я его смогу закрыть. Что-то кнопки не работают, закрыть не могу, блин. Нажать невозможно, блин. Это херня, короче. Ладно. Глючит у меня все телефоны, блядь. Наверное, блядь, столько гигов я, наверное, просрал сегодня. Пиздец, блядь. У меня интернет не хватает, блядь. Не поверите, блядь. Я уже за этот месяц, блядь, где-то, сука, 250 было, блядь. Еще 210, да? Короче, почти 400 гигов сожрало, блядь. 400 гигов я потратил, блядь, интернета. Не, в натуре, да, вы там соберитесь в телеге и общайтесь, как бы, да. Можно в моей группе, чтобы блин, народ будоражить там. А чё здесь-то вы встретитесь? Завтра может не быть, а в телеге вы каждый день вы можете быть. Может, я завтра на войну пойду, на Москву. Понимаете? Не, стрим хоть я завтра утром могу сделать, лишь бы новость была хорошая. Бомбанули Москву. Атаковали Москву. Говорит Москва, нас взорвали. Вот так было бы, вот было бы идеально, понимаете? Вот сразу я выйду. Сразу выйду в эфир и буду говорить: ура, ура. Вообще, блин. Все. Вот примерно так. Главное, давайте за ночь бомбаните уже, блядь, по Москве, а? По бункеру, нахуй, Путина. Ой, блядь. Вот что я сейчас вспомнил, знаете что? Наверное, пиздец теперь, нахуй, Путин, блядь, очкует там. Жить-то очковато стало, блядь, а? Ох, блядь. Наверное, думает, когда же прилетит, когда же прилетит. Теперь вот в таких мыслях он живет, представляете, да? Он живет в таких мыслях уже, как крыса, блядь, в окопе, нахуй. Мечется, блядь. Что будет, прилетит, не прилетит, найдут, не найдут, блядь. Куда ебанут? Вот примерно вот такая тема у них сейчас, блядь. Вообще жесткая. Башкорт, можно ссылку на телегу, брат? Не могу кинуть здесь, не могу писать я вам. Вот херово то, что я не могу писать сюда. Найди вот это, Хорватия граница. Хорватия граница. Граница Хорватия. Другого нет такого, сразу найдешь меня. Там мое как выскочка выйдет сразу.
Граница Хорватия. Моя телега граница Хорватия. Во-во, вот так и есть, да. Ну, типа, хоть как. Хорватия граница Хорватия. А я уже не помню сам, блин. Ну, вот так. Главное, Хорватия напиши, и выйдет там, и увидишь там карта там есть. Карта Хорватии. Да, граница Хорватии. Да, хоть так, короче. Да, вот там я. Давайте, баракаллах. Давай, спокойной ночи, товарищи. Короче, я, наверное, YouTube закрою, потому что этот TikTok не могу закрыть. Его надо, что-то делать с ним. Перезагружать. Не закрывается кнопка, блядь. Экран не работает. Сейчас я это закину в телегу, как раз сколько человек сидело, я туда скидываю этот скриншот экрана. Все, good night. Всем рахмат. 16 человек, которые сейчас сидят. Зур рахмат. Данкшон, битшон. Мерси боку. Пока всем. Тихой ночи, да. Давайте, бомбите Москву.